Добрый вечер, уважаемые друзья. У нас давно не было прямого эфира. Так, подождем, пока наш брат Ибрахим тоже подключится. И начнем сегодняшний эфир. Алейкум ассалам. У нас давно не было, как вы знаете, эфира. Ну, не все порой зависит от нас. Бывают технические проблемы, бывают другие ситуации, но мы стараемся по мере возможности выходить в эфир, когда решаем. Брат, это зависит не от меня, это зависит от вашей поддержки. Почему шейх Мансур, если имам Кавказа, то о нем только черкесы говорят и гордятся, а другие народы Кавказа? По очереди ответим на все ваши вопросы. Не только черкесы говорят об этом, не только братья-адыги говорят. Не забывайте, что на данный период, когда мы говорим об адыгах, это на тот период почти что 5-миллионное население Кавказа. Черкесы – один из самых древнейших народов, то бишь адыги, один из древних народов Северного Кавказа, автохтонных народов. И даже если весь Дагестан, всю Чечню, Ингушетию, Осетию на данный период объединить все общества, даже если бы они все говорили бы, что первый имам Кавказа, шейх Мансур Ушурма, говорили бы о нем, это было бы меньше из того, что, как говорится, провозгласили имамом Кавказа именно адыги. Речь идет, когда говорим мы о первом имаме Кавказа, не забывайте об Ушурме, о шейх Мансуре. У него был объединенный род войск, там были различные национальности. И это все прекрасно знают. И по данному трейлеру, который снял наш брат из Нохчи, фильм Ахмад Аюбов, мы эти корректировки делаем и пишем туда именно тех людей, кто участвовал в армии шейха Мансура. Поэтому кто-то сказал, кто-то не сказал, на данный период времени, то бишь на 18 век, шейх Мансур и армия шейха Мансура, которая состояла из объединенных народов Кавказа, по разным данным от 10 до 20 тысяч количестве было. Это раз. И во-вторых, если на тот период 5-миллионный народ адыгов признали его имамом Кавказа, этого более чем достаточно, чтобы об этом говорить всю жизнь. Да, адыги его любят больше всех. И здесь нету ничего плохого. Поэтому эти вещи немножко недостоверные. Что касается СА, 2 месяца один раз. Нет, не в 2 месяца один раз. Я бы делал чаще. Но из-за того, что людей, которые спонсируют нас, их не так много. И, честно сказать,
во время эфира я пытаюсь как-то пояснить, но некоторые люди понимают, некоторые люди не понимают этого. Все зависит от того, что как поддерживают наши зрители, как пишут, как комментируют, как донатят. От этого зависит работа любого блогера, любого историка. Ну, если, конечно, он финансово стабильный. Не все финансово стабильные бывают. Блогерство – это такое общественное дело. И оно живет за счет людей, которые поддерживают этот канал. И каждый раз поэтому вот внизу эфира прикрепленное сообщение мы оставляем только поэтому. Вы бы это сообщение не увидели бы, если бы, допустим, у нас была бы стабильная финансовая ситуация. Только поэтому бывают порой задержки, поэтому мы их называем технические проблемы. Или же мне нужно бывает выезжать. Вот за этот период времени я был на съезде исконно чеченского тейпа Аларой. Там я был на съезде других еще, Эльстаншва и 3, 10, с некоторыми тейпами встречался, общался, задавали вопросы. 3, 4 часа, 5 часов проводим. Нужно искать документы, нужно работать над этим. Это не все так просто. Ой, это дублирующий дух мобацевый. И плюс ко всему этому, вы знаете, или порой я захожу, 2-3 дня проходит без постов, даже в Инстаграме. А потом я начинаю 6, 7, 9 постов за день даже делать. И неважно, касается это чеченцев, которые проживают во Франции, в Германии, за границей, или же они чеченские, в Чечне проживают. Я по-всякому пытаюсь максимально, как говорится, но и все же здесь очень важно описать, здесь есть и карты, здесь есть и моменты, которые для нас, допустим, доисторические времена, единственное, с многими вещами, которыми я не согласен, книга сама великолепная, да, есть минусы свои, думаю, что это редкая книга, здесь есть карты, на которых изображены огромные территории, в которых древние проживали предки наших Нохчи, есть и Аурарту, и обо всем понемногу мы обязательно вас ознакомим. Ибраим, мы подключились, уже в Ютубе эфир идет, я бы оглавление коротко зачитал, чтобы было понятно. Вот, обязательно мы сегодня поговорим о всех тематиках, которые вам будет интересно, которые вы затронете. А сейчас, в данный момент, мне в личку то, что прислали, то, что мы можем рассказать, и попросили еще раз, я надеюсь, вы в последний раз уже зафиксируете, мы зачитаем вот этот документ, обращение, вот, который некоторые люди, я не знаю почему, констатируют, вот она из нескольких страниц, как вы видите. Это обращение к историкам, народным депутатам Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, Советом старейшин Мехкел, Чечне и Ингушетии, чеченцам и ингушам. Вот это обращение за номером 5, 23 числа 1991 года попросили меня еще раз ознакомить. Тот, кто не сказал, этот документ нам предоставил ДРС Хилсон, наш Алароевский волк, Аларой Вашего Делара. Да, здесь есть свои небольшие проблемы. Вот видите, кусочек там не хватает, а это место именно где текст. Точно так же здесь указаны 2 карты на этом документе, чтобы было видно. Это до объединения Чечено-Ингушетии. Вот это первая карта за 1930 год. С ингушами нас объединили в 1934 году. Второй вопрос. Вторая карта. Это английская карта, тоже предоставленная на данном документе. Вот такая великолепная английская карта. Вплоть с выходом до Каспийского моря за 1804 год. Тоже на этих документах они
на тот период, в 91 году, пишут, что они впервые опубликованы. И, конечно же, мы зачитаем, от кого это опубликовано и кто был инициатором данного документа. Вот. Ибраим, Ибраим, YouTube подключен? Ассаламу алейкум, Башлам. Почему говорят эхкой много и только в Ачхой-Мартановском районе в основном? Это неправда. Имам Харачоевский. Эхкой очень много. Эхкой доктайпду. Именно эхкой тейп войдущий, лам эхкой. А есть еще эхкой тухум. И на самом деле и те, и другие это одно и то же, но эхкой тухум входит не только в это, было бы все-таки правильно, более грамотно сказать аухой. Потому что их там 47 тейпов, не только эхкой там. Но так получилось, что это или исторически наша безграмотность, или что-то неверно, но факт остается фактом. Теперь среди акинцев эхкой 47 тейпов. Там и Нохчмахквайч, Эбер, Вайшарова и так далее и тому подобное. Так, я бы хотел, чтобы было понятно. У нас Телеграм, у нас включен прямой эфир в Телеграме. Муслим, Антверпен или Арзамалов, Арби. Кто-нибудь скажите, слышно? Вайхэшдуй Телеграм, чуа. Как вам слышно? Если хорошо слышно, дайте знать, чтобы мы могли продолжить. Так, и насчет Ачхой-Мартана, это кроме Ачхой-Мартана по всей территории проживает эхкой, не только в Ачхой-Мартане. Эхкой тахан лера Дагестане ахмабу. Уэлат даимна нисту. Бюстик хыл дал везел. Тебе не хватает эти как такие штуки, куда кладут патроны и черкески. Совар им чё ты ахбая, чё дютя, и чё дать свой тайдул, что ночи двухар, пока мы до этого не дошли. Шунох ляца хаза лаарх цуантвах. Цуантвах шунвах вай дух дийца дийсна да муаха. Так, Антверпен, разрешить говорить. Кенти, Алиш, хэшдуева, нам слышно, Антверпен. Арби, с Телеграм Чурчак, Бахшун. Декказон башка. Все, дал сидвел, да. Все. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дал везил, да, духуахуэн. Все, тогда YouTube. Ибраим, скажу, цадели война. Все. Как-то дересхил башлам. Тема какая сегодня или просто поговорить планируешь? Я тему озвучил. Сегодня, да, Ваша подключен. Все. Темы у нас разные, поэтому думаю, что правда, что Кей основали Нохчи. Кей это Нохчи тейп. И все. Пошлам, что туда клали порох и пули. Ассаламу алейкум, бюстик хулмасирова, алейкум салам. Мил канал, чуахью, трансляции. Трансляция, если кто хочет задать аудио вопросы в Телеграме, Башлам, нижний дефиш 20. Написано, вот такой наш канал на Телеграм-канале. Кто хочет, ссылку Ибраим закинет в Ютубе, можете посмотреть, зайти, если вы хотите задать аудио вопрос. Если хотите написать, можете написать и здесь. Если хотите видео, чтобы у вас было видно, зайти в эфир, здесь на Инстаграме, подключаете VPN, нажимаете здесь камера с плюсиком, нажимаете, я вас принимаю, и вы задаете уже видео вопрос, на что мы тоже отвечаем, если кто-то есть. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Все, Ибраим, да, духуахуэл. Германия на связи. Германия, без злой связи, Абу. Тот, кто хочет задать, может здесь. И наши оппоненты, кто говорит, что мы врем или пытается переврать или рассказать какую-то ситуацию, мы тоже ждем здесь в эфире. Можете отправить. Обязательно не материться, показывать свое лицо и говорить по теме, если о которой мы говорим, не выходя из рамок, культурных рамок. Это так. Тот, кто хочет поддержать наш канал, внизу канала Instagram и в Ютубе вы увидите, в Ютубе Donation Alerts, может кто в Европе отправить поддержку. Тот, кто в России, на Кавказе, у кого есть Сбербанк карта, может по прикрепленному снизу нашим реквизитам отправить поддержку нашего канала для развития. Поэтому
мы начинаем эфир. Сегодня мы обсудим обязательно несколько тем. И обращение зачитаем, и один документ из нашего такого пафосного шейха, академика, которому пришлось признать этот момент. И вот сейчас я быстро попытаюсь зачитать оглавление вот данной книги. Это недолго. Какие темы там обсуждаются. Книга очень интересная. Это один из российских историков, востоковедов, так сказать, древней истории нашего кавказских народов. Да, здесь есть и перегибы, но есть очень много интересных моментов. Поэтому в этой книге, которая называется «История Кавказа. Племена, народы и государства», Анатолий Перминов, вот, огромная благодарность, еще раз повторю, нашим братьям, которые поддержали, задонатили такую редкую книгу, потому что редкие книги, там очень много бывает интересного материала, который мы обширно можем довести до всех. Также мы обсудим вопрос. Мне очень многие прислали вот этот ролик, текст после смерти Далгештуацу надала Елсмани Охлу Хулю Везендера Амая Махмуда Хляца Юла Постаха Цубула Язинца Чету Зикю и Чету Пурзикю и Милуец. То, что он написал, очень многие люди задают вопросы, хотя я это опубликовал и ответил. По данному вопросу мы это рассмотрим. Точно так же заявление наших братьев-ауховцев. Сегодня очень много материала, очень много разных. Я постараюсь быстро, коротко пройтись. Будем, конечно, параллельно отвечать и на ваши вопросы. Все это постараемся пройти, чтобы все успели. И про Ауховскую мечеть заявление новое от наших братьев-ауховцев я тоже поставлю. Надеюсь, вы прослушаете его. Оглавление, предисловие, малоизвестные факты из истории человечества, доисторические времена Кавказа, первые государства Кавказа, Кавказ после гибели Урарту, Кавказ в начале нашей эры, Кавказские государства после арабских завоеваний, Кавказ после сельджукских завоеваний, власть монголов в кавказских землях, турецкая экспансия на Кавказ, появление казаков на территории Северного Кавказа, присоединение Кавказа к России, Кавказ после Октябрьской революции, Кавказ после ликвидации СССР, знаменитые люди Кавказа, библиография, вот такое вот оглавление, 247 страниц. В основе своей здесь все тематика в основном очень касается нас, что очень важно, но да, я надеюсь, что вы узнаете что-то того, чего вы до сих пор не знали. Итак, дорогие друзья, эта книга, опять же, это не реклама, это не оплачивается, но я хочу поблагодарить нашего брата, который прислал вот такую великолепную книгу про нашу историю. И обязательно доведем. Почему? Потому что у нас древняя история очень, так сказать, по древней истории у нас единственный работал ныне покойный наш историк Хасан Бакаев. Кстати, по Хасану Бакаеву вы видели публикацию уже в Гихах, на улице, где проживал Хасан Бакаев. Вы видели красивые таблички с именем нашего историка. Огромная благодарность всем, кто посодействовал, помог сбыться, так сказать. Многие представители нашего народа, все, кто любили Хасана Бакаева, его труды, мечтали, желали, чтобы в его родовом селе была улица имени Хасана Бакаева. Что касается остальных моментов в городе, там, в другом месте, чтобы сделать улицу, это уже зависит от людей, от их, по крайней мере, мы постарались, мы все вместе, мы говорили об этом, мы обсуждали это, и по воле Всевышнего и некоторых наших, так сказать, настоящих патриотов сегодня в Чеченской Республике есть улица в честь Хасана Бакаева. Вот древней историей в основном, как я сказал, занимался Хасан Бакаев и Ильяс Сигаури. Но книги Сигаури пока, к сожалению, у меня их нету, но мы тоже надеемся, они тоже у нас скоро будут. Я очень на это надеюсь. И книги, вот эти двухтомник
сейчас который вышел, этого лингвиста, сейчас забываю его, Мудрака. Двухтомник Мудрака тоже постараемся достать, да, и вас ознакомим с данными документами, которые касаются непосредственно нашего народа и нашей истории. А теперь я бы хотел зачитать вам один момент, что очень важно. Те люди, которые наблюдают за нами на наших каналах, прежде чем начать, сейчас быстро постараюсь ответить. Осетины пришлый народ, как можно этого не знать? Башлам, ты видел, это написали комментарий, Башлам, ты видел видео, где Айсак Адзоев умышленно назло чеченцам называет чеченцев эхкой не чеченцами, а эхкой это как ингуши, типа отдельные народы. Да, я это видел, да, я это слышал, да, это блеф, профанация, компиляция и подстрекательство. Поскольку они прекрасно знают, что эхкой были, есть и остаются частью, неотъемлемой частью Нохчи народа. Лучше бы ему посмотреть, каких они взаимоотношений были с ингушами, а не говорить, что они ингуши. Со всем моим уважением ко всем обществам, но и сами старейшины ингушские, которые знали и повидали, они рассказали прекрасно о том, как акинцы воевали с многими из ингушей и как воевали и так далее. Но это вы можете увидеть видео доказательства, это все есть. Еще есть моменты, уважаемые друзья. У меня нет никаких сомнений, что эхкой только на короткий промежуток, на 4 года, когда был создан Ингушский округ, входил на 4 года, он входил только за все время своего существования. Они добавили акинцев и сказали, что они хотят быть со своим народом, их вернули в Аргунский округ, и они остались в его существовании. Всегда были политические моменты, и вот эти перетягивания, интриги и разжигание местного сепаратизма, они направлены целенаправленно, чтобы разбить, чтобы разделить чеченский народ. وين قبيتان تسيد ويج أحكي نوخشي باتس قالت يوتسر دادين دان حوصل شاش نوخشي دوباخ شاش نوخشي قيش نوخش مخوي قيش تيب نشو نوخشي дать бах что дома дати قالت ю قبيتان долгашту. Не ведитесь на эти провокации. Эхки это чистокровные нохчи. Это раз. Во-вторых, что касается генетических данных, вы не забывайте, сами же генетики и все историки, которые живут на западные наши соседи, всегда любят говорить, что мы самые чистые, 88%, это мы J2, мы чистые, вы пришлые, у вас только гаплогруппа, чтобы было понятно. 90% L3 гаплогруппа, которая есть у эхкой, находится на территории Чечни. И L3 это чисто чеченские ДНК юкайоши. Просто когда вам выгодно, я говорю тем фитначам, которые это делают, они начинают говорить эхкой тхаба. Мубашу эхкой. Если шу чистокровный J2 шейниш бьебац аж бошхач, эхкой J2 мабац, эхкой L3 бу. Как и многие чеченские тейпы, Чермай, Чунгруай, некоторые Эльсанчуай, Харачуай, Вашендеруай, Хаккуай, Пхамтуай и так далее и тому подобное. И точно так же Хаккуай даже настолько не является ингушами. Да, там одна часть ветка и Гягин родство имеет с хаккуевцами, но и опять же, откуда кто пришел или ушел, когда большинство здесь все L3 находятся. Те же Пхамтуай, те же Хаккуай и так далее и тому подобное. Поэтому это наша гаплогруппа, это наши тейпы и тухумы. И эхкой наши, и швотвой наши, и остальные наши. Так что вы определитесь. Изначально вы хвастаетесь, кичитесь и говорите, нас 88-89%, а некоторые уже и 110%, хоть J2 дубов, ашхильча. Значит, все, кто L3, к вам не относятся, они относятся к чеченцам. Гаплогруппа Q тоже к вам не относятся, они относятся к чеченцам. Г2, они тоже относятся к чеченцам. А если вы это все уберете, потом почитайте, и вы увидите количество, те люди, кто занимается вот этой фитной башней, они увидят совсем другие цифры.
Нереальное население 460 или 70 тысяч, сколько было по последним справкам, которые мы смотрели? 486 тысяч, вы говорили. Из них 100 тысяч чеченцев и так далее и тому подобное, если убрать. И если вы сейчас будете говорить еще о J2, поэтому это чистокровный Нохчибу. Маайтха шаркюш. Ачхой мартанябу, валард ябу, галабу, теркис ябу, массумет ябу. Аккайба, уарсхойба, тиройба, мелхиба, иштхабут, хак оман дагдуйс. Шунличхайна, когда вам интересны земли, культура, какие-то культурные, исторические башни и так далее и тому подобное. Шубольш иш? Шунличхайна. А шунцаличхайна, пастухи, чабаны, насильственно ассимилированные, они больше к нам, они говорят на нашем языке. Нет, не они говорят на вашем языке. Это вы говорите на их диалекте. Потому что это один из древнейших чеченских тейпов. И у них этот язык, или как вы называете, этот диалект намного раньше. Это всего лишь один из 7 диалектов чеченских. Думаю, повторяться не стоит по этому вопросу. Тот, кто хочет опровергнуть, тот, кто хочет это сказать, что это не так, добро пожаловать, проходите. Приводите свои доводы, а мы будем заниматься контраргументами. Так, дальше смотрим. Ваша хуна ишта женща чухба дерг мухкардо. Жейн хужейн дуйца. Жаргиду. Хара жаргиду. Книга на чеченском языке жарга. Жейна это религиозная книга. Тептер это рукопись. Амат это непосредственно школьная для начинающих, первоклашек и так далее. Поэтому я везде читаю, ищу, и мне помогают наши братья, которые точно так же читают документы, и когда они что-то новое находят, они сразу скидывают мне в личку, говорят, ты это читал, ты это публиковал. Если мы это не читали, если мы это не публиковали, мы это добавляем, мы это читаем, мы это доводим до вас, всех остальных. Башлам в битве при Валерике Мичхилла, в самом селе Валерик, или между селами Шалажи и Гихичу, в речке Валерик. И то, и другое абсолютно верно. Оно вблизи, непосредственно на битву была на речке. Вы об этом знаете. Точно так же я хочу, забыл вам. Мы очень много говорили с вами по поводу битвы в Валерикском сражении, после чего у нас была дискуссия в прямом эфире. Мне один из наших братьев, Тимур Далсейдуэль, Гендергноевский волк, подогнал вот такую вот книгу. Вот. Она состоит сплошь из архивных документов. Здесь эта книга Харуна Керимова «Непокоренный Кавказ», Наиб Айса Гендергноевский называется, Грозный 2021 год. Вот такая великолепная книга. Здесь описаны все моменты, какие наибы участвовали, как задействованы были, сколько человек было задействовано. Я сказал, опять же, он долго работал над этой книгой. Здесь очень хорошие материалы, рецензенты, доктор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, кандидат исторических наук, профессор С.С. Магомадов, ведущий Кавказа и так далее, это Иса Таусултанов. Вот такая вот книга, непосредственно под их редакцией, рецензией вышла вот эта книга. Тут тоже про Валерикское сражение это есть. А тот, кто хочет узнать, вы можете посмотреть прошлый эфир. Там как раз таки вы найдете очень много мы обсуждали сражение, Валерикское сражение. Сейчас намнийцы заняты Макаловым, он теперь их враг номер 1, просто потому что ответил им в их манере. Рей Башлам. Хун хазни совет айдал душ. Эхкой Казахстане. Митинг яш барбух. Эхкой отдельно айсарьейт. Нет, это абсолютная чушь, неправда и недостоверно. Никакого подтверждения этому нет. И никогда не было. Эхкой такого бы никогда в жизни не сделали. Кто делал и кто это говорил, мы знаем. И какие письма отправлял, тоже доказательства есть. Поэтому хватит оскорблять Эхкой. Я не позволю, и вот эти сказки, басни рассказывать
не стоит. Не нужно заниматься местным сепаратизмом и трогать достойных часть чеченского народа. Вам ахкай тайп. Кунтаев, у меня есть видео на странице, говорит Кунтаев. Так, дальше смотрим. Заскринил ник, чтобы после эфира не потерять. Посмотрю потом. Дальше. Ну, тот, кто хочет, посмотрите завтра. Видео будет сохранено в Ютубе. Оно будет сохранено. Я постараюсь здесь, но обычно здесь как трафик заканчивается, он выкидывает, я и порой не успеваю сохранить. Но мы постараемся, по крайней мере, сегодня то, что у нас есть, мы запустили, чтобы сохранить это. Надеюсь, когда-нибудь будет улица Башлама Чимаева. Нет, не нужно улица имени Башлама Чимаева. Надеюсь, что мы сможем изменить ход событий в историческом плане, и мы найдем достойно, чтобы у нас были исторические книги, написанные так, как есть в реальности, а не злопыхателей и чеченофобов, которые пытаются оскорбить, задеть чеченский народ. Башлам хинс бакдерга стенгах кардо хуна интернет чуакарин долу хумана. В интернете есть различная информация, есть достоверная информация. Интернет — это тоже электронная версия книг. Поэтому, как и в книгах есть достоверная информация, нужно более серьезное издание, заниматься не желтой прессой. Та же самая, даже некоторые моменты в Википедии очень тщательно начали в последнее время отбирать статьи, не позволяет любую отсебятину писать, если есть подтверждение. Вот. Некоторые моменты смотрите на серьезность издания. Есть какие-то политические хорошие ссылки на различные сайты. Есть исторические, поэтому можно использовать и в интернете, можно использовать и в книгах. Опять же, если книги, является ли он историком, насколько он ангажированный, насколько этот человек занимается, есть ли у него какие-то конкретно интересы, заинтересован. Ну, допустим, Анатолий Перминов, и у него заинтересованность, ну, если я правильно понимаю, он не является ни чеченцем, ни ингушем, то есть это абстрактно, точнее, у него мышление будет субъективное или объективное, это его, конечно, понимание. Но, по крайней мере, мы смотрим чеченскую версию, мы смотрим иностранные версии различных документов, если они есть там, да, на тот период, который... И точно так же используем и российские материалы. Нельзя убирать одного от другого. Я понимаю, что есть некоторые политические заказы, которые говорят, что все, что пишут русские, это неправда. Есть среди русских историков достойные, хорошие историки, которые о Кавказе писали очень хорошо и достоверно. Но, конечно, не на все 100%. Они описывали, как некоторые описывали, как империалисты. Однако же некоторые моменты характера, психологии народа они описывали и с хорошей стороны. Потому что были достойные офицеры, были достойные генералы, были достойные солдаты, писари, которые занимались, были достойные монахи, которые писали правду. Поэтому, если мы будем говорить «царь язенек бакдат», «мюжгиш язенек бакдат», «цакар язенек ахуду бак», если сами мы не писали и не оставили. А те тепторы, которые есть, может сегодня похвастаться не каждый. А если есть 1, 2, 3 страницы, что делать остальное? Куда вот этот промежуток времени? Как мы восстановим свою историю? Нам нужно брать у грузин, у армян, у персов, у турков, у русских, у всех остальных народов. Где это зафиксировано? Брать из этого что-то и эти моменты собрать воедино в историю нашего народа. Вот чем должны заниматься историки. А не взять там 100% цитату с одного материала, допустим, примерно, вот Анатолия Перминова я взял, перепечатал его статью и написал: Башлам Чимаев, это вот моя книга, я вот великий герой, ученый. Подводя сейчас к этому, я зачитаю вам один момент, как раз таки с этого вначале я думаю, что вы зачитываю, цитата. Балкарский исследователь Т. Малаев конкретизирует подобные утверждения. Древнейшими же жителями означенной территории Северного Кавказа от Лабы до реки Аргуна на востоке, включающей горные территории современной Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, были носители кабанской культуры. В грузинских источниках известны как дзурдзуки и кавказиане.
и этнически являлись прямыми потомками чеченцев и ингушей. У Леонтия Мравелли эпоним Войнах, эпоним Войнахов, Дзурдзук назван самый славный из сынов Кавказа. Кабанцы принадлежат кавказской расе, являющейся древнейшей расой Кавказа. К ней сейчас в своей основе относятся карачаевцы-балкарцы, осетины, войнахи, опять же, используя литературу советского периода, советской эпохи, поэтому это войнахи имеется в виду чеченцы, ингуши и бацвийцы, западные дагестанцы, сваны и некоторые горские народы Кавказов. Страница 97-98. Генезис нардского эпоса. Вы помните, сколько грязи выливал наш шейх Руслан, академик Бузуртанов, и вся Шобла, и вся Вобла, и все остальные. Как Танзилы, Манзилы, Гагиевы, не Гагиевы, которые там, не знаю, как ее фамилия, Танзилы, не Танзилы, Чабиевы, говорили, что дзурдзуки это не чеченцы. Особенно сильно эту тему поднимал Руслан Бузуртанов, крича с пеной у рта. Догадайтесь, кто написал эти строки на этой книге? Руслан Бузуртанов. Через 7 лет наших битв в своей книге, когда он начал писать книгу, а это первый том, а это даже огромная благодарность брату, который подогнал мне эту книгу. Вы посмотрите, сколько лет с пеной у рта он обманывал десятки тысяч ингушей и говорил, что дзурдзуки являются ингушами, и что чеченцы к ним не имеют отношения, что кабанцы не имеют отношения к чеченцам. А теперь, когда написал Руслан Бузуртанов книгу, вот такую, на 600 страниц, и это первый том, и он признает в своей книге, на первой же странице, генезис нардского эпоса, пишет, оказывается, что и грузины, и балкарцы, и многие другие пишут, что оказывается-то, дзурдзуками были и чеченцы. Почему? Сколько бы ты ни болтал своим треплом, своим языком, сколько бы вы ни обманывали, ни вводили своих людей в заблуждение, рано или поздно вам приходится сверяться с документами, сверяться с книгами. Что же написали соседи? А если тем более древние описания, а тогда получается так, что вы с костью, с комом у горла, хотите или нет, что Филькиной грамотой, вам приходится реальность ту историческую, что дзурдзуками называют и тех же ингушей, потому что на тот период мы были одним народом. И ни стыда, ни совести нету у этих людей. На протяжении 7 лет с пеной у рта они все и покойные, и живые сегодня кричали, создавая каналы, писали, говорили, что дзурдзуки не являются чеченцами. Вся вот эта баталия, битва у нас с ними из-за чего была? Из-за того, что дзурдзуками не называли чеченцев. А теперь, получается, даже некоторые западные дагестанские народы относятся и к дзурдзукам, и к кабанской культуре. Как же так у вас? Как же у вас балкарский ученый, грузинский ученый позволил такое? И указал, что древними дзурдзуками, носителями кабанской культуры, являются и Нохчи, и Галга. Вы же клялись, божились и говорили, что это не так. Вы же стравливали между собой братьев Нохчи. И ваше подрастающее поколение, ваша молодежь приходила, материлась и говорила, вы никогда не были дзурдзуками, что сюлях, нога, шаю, любовь, шукюпчерчу и так далее и тому подобное. Но стоило, когда нужно было написать книгу, чтобы ее купили люди, и сказали, что это достойный материал, вы написали правду, потому что другой правды нет, и она одна. Ищет кучбол и пюч. Ты можешь 10 лет, 15 лет. А не как это сделал Абадиев. Написал в первой книге, что чеченцы это отродье
В 2003 году он написал, потом дополненное в 2005 году он еще хуже написал. Почему? Потому что редактор и автором данной работы был Нурдин Кадзоев, Хамбах Пурбамал Уэльсон, Бусуб Халяда Алгешад Уэльсон. Хотя фамилия там была написана Идрис Абадиев. Обвиняя всех. Этот, ладно, все 7 лет говорил, и наконец-то пришел к решению, когда он начал писать книгу «Нардский эпос», у себя в своем «Нардском эпосе». Это же Танзила Заурова у себя опубликовала. Великий Танзила, который говорила, что Дзурдзуки это наше, что это не имеет никакого отношения к чеченцам. Она рекламировала вот эту книгу. И почему-то на первой же странице генезис Нардского эпоса, хопа, выпадает, что, оказывается, Дзурдзуки это и чеченцы тоже. И кабанская культура относится к чеченцам тоже. Почему? Потому что, когда пишешь, нужно различные материалы, и все эти материалы утверждают в основе своей. И это только первая страница, я еще дальше не пошел. Там есть некоторые моменты, когда, да, там пытаются просунуть и свои, там, ингушско-чеченское, там, написать ингуши первыми, а чеченцев вторыми. Эти моменты там есть в этой книге. В любом случае, Русик не сдержался там. Кровь все-таки свое дело сделал, бабки свои дела делают. Но на первой странице мы обнаруживаем с кровью и потом, не прошло и 7 лет, Руслану своей книге, которую рекламировала Танзила Заурова, пришлось признать, что, оказывается, Дзурдзуки это ночи. И кабанская культура имеет большую... Нет, мы-то это знали, вы не удивляйтесь. И я не открываю для вас Америку, я не говорю, что мы этого не... Нет, мы это утверждали. Они оппонировали нам. Их блогеры, их сказочники, нарнийцы, они же говорили, что это неправда. Их историки говорили, что это неправда. И то, что сегодня исследователь, кавказовед Руслан Бузуртанов, шейх Академии, да, имени Руслана Бузуртанова, со всем уважением к слову шейх, так писали комментарии, я поэтому с иронией это говорю. Несмотря на то, что исследовал, ему пришлось использовать материалы Малаева, балкарца, и Леонтия Мравели. А мы говорили, мы предоставляли эту информацию, говорили, Дзурдзуки это ногчи. В то время еще галвы не отделились от чеченцев, мы были одним единым целым. Мы не говорили, что только мы дзурдзуки, только в крайне редких случаях, когда я хотел задеть определенного нордийца, я специально ему, когда он какую-то гадость писал, делал это. Но так я всегда говорил и говорю, что дзурдзуки это предки чеченцев и ингушей, а то бишь и бацбийцев. Это термин применяется к войнахам. Эти 3 общества, объединяющие, придумали с помощью Мальсагова, Яковлев, выдумали вот этот термин и ввели в научный оборот в 1928-30-х годах название «войнах», которые сегодня хотят некоторые кандидаты исторических наук, доценты, действующие сотрудники Российской Академии Наук, как утверждают, что на самом деле это были не войнахами, они были вейнахами изначально. Будь они вейнахи, будь они войнахи, что звучит намного больше мужественнее, извините меня. Как бы это ни было, речь идет о Нохчи, Ола и Бацби. И все. Уарства, Эхкет, Ируа, это все чеченские общества. Это к этому не имеет отношения. То есть сегодня, зная это, пытаются некоторые люди даже на этих вещах компилировать и изменить ситуацию. Но врать не приходится. И мы вот так потихоньку, я вам по каждому, я могу, конечно же, использовать, я могу, если я просто не хочу просто делать рекламу, это, поверьте мне, книга не дешевая, но здесь 600 страниц, и по каждой странице вы-то, конечно, можете мне в конце концов сказать, что, Башлам, что делаешь рекламу-то Русику, сам говоришь, что он ни черта не знает и занимается ерундой, а ты взял. Нет, вопрос не в этом, друзья. Я ее купил, один из первых, кто купил эту и достал эту книгу, тот, кто мне ее привез и подарил, и дал нам
Первые люди это мы, кто приобрели эти книги, кто приобрел эту книгу. Для чего? Чтобы показать вот это. 7 лет с пеной у рта сидеть и доказывать, писать писульки, рассказывать, оскорблять чеченский народ и говорить, что нет, вы не имеете отношения к дзурдзукам, к кабанцам, к аланам, это только мы чистокровные, вы полукровки. Камиль Ждин пишет книгу, и на книге он пишет, на первой же странице он пишет целый абзац, где Леонтий Мравелли и Малаев указывают, что, оказывается, дзурдзуки это такие же нохчи. Так что вот так очень много интересных моментов, уважаемые друзья. Надо читать, надо знакомиться. Хазхи Чачаева, нарнийский сказки, то есть, когда они Евлоевы и чистокровные ингуши, им рыжими быть можно, они не от терских казаков. А когда ногчи рыжими бородами, они оказываются от терских казаков. Вот их умшли до. Речь не обо мне, я-то черт с ним, шейнлу агар асанам. Оккал хам пусарцаю. Ети буаршаса, ети хамил шяшвик. Про красные кроссовки, которые говорят, если ты одел красные кроссовки или футболку или что-то, такой же дебил и имбецил просто-напросто, не знающий ни истории, ничего. Таких людей нужно остерегаться и сказать, оквертан дикватсон алдез. Из положения. Так, дальше смотрим. Башлам Хинсбок дер Гастянга Аспрабок дер Гдицершум, как раз мы перешли к этой книге. Все L3 в основном, да. В основном, да, есть и G2, но в основном L3. Ваш Андерой, ваш Трой, разные, Пхайм, то это тоже L3. Многие L3. Так, друзья, я слишком много Башлам Галай, основатель Галанчожубов, Шумш, Генасун. От Галаев, так, Бяхмабилаш, освещаешь вперед. Я просто-напросто не успею. Следующий вопрос уже с последнего я зачитаю. Галай, Церахаделду, Галай, древний ногчи тейп, ну. Хазнесан древний душ. Цин ногчи орам буша. Цель царахдала дается. Это не суть. Да, есть такие рассказы, где говорится, что Галанчож от Галай Хабельбу. Ну, ничего такого я не вижу в этом. Галай цин ногчи тейп ду. Цель царахдала и дается. Галанчожский район. Галай Хаделду эльша сун бедат сон дерсуна. Галай бойз. Галай цин ногчи бу. Ногчи оман дакаду ширтейпду. Поэтому сериал, если будет возможность, про шейха Мансура. Про сериал шейха Мансура вопрос сейчас мы решаем. Да, если все получится с финансированием, начнем скоро снимать. Да, не знаю, как получится или нет, все в руках Всевышнего Аллаха. Все-таки, наверное, будет сериал, об этом очень много говорили. Мы, по крайней мере, я хотел, чтобы было с трилогией, но вы должны понимать, чтобы снимать любой фильм, нужны очень большие, это не 1000, 100, 200, 300 тысяч, это даже не один нормальный человек, вы должны понимать, что в среднем, хотя бы средний такой паршивенький фильм, чтобы снять, извините меня за выражение, средний, так сказать, среднего качества нужно 20 миллионов, 30 миллионов, потому что для нас это что-то новое. Костюмы, не костюмы, но это очень долгая история. Я думаю, если Аман зайдет из Нохчи фильма, мы это все обсудим в прямом эфире, поговорим. А так сейчас мы работаем. Многие обещали, что будут спонсировать. Ну, как дойдет до дела, посмотрим. Как будет, я думаю, что откроют счет, будут собирать, Дейл Маршал Хилл будут собирать, и мы постараемся снять фильм, сериал про шейха Мансура. Очень постараемся. Над трейлером поработали, сняли. Многим кто-то есть и свои плюсы, и минусы. Молодые полностью поддержали, более старые такие, разбирающиеся в этом вопросе. Конечно же,
были некоторые пометки, замечания, пожелания по этому вопросу. Цундера ищет ситуацию. Так, дальше смотрим, что за вопросы. Я, ингуш, даже не представляю, как я со своими друзьями Новчи когда-нибудь затронул эту мерзкую тему. Мои родные люди только тут в интернете прихожу ужас от того, что пишут и говорят. Вала, он балдык дейсла, Новчи не говорили об этом, брат ингуш. И чеченцам никогда не было дела до ингушей. 90% чеченцы эти вещи даже не знали. И даже многим людям, когда ты сегодня рассказываешь, они не верят, не хотят в это верить. Но это, к сожалению, суровая реальность. Этих людей не один-два, как некоторые люди хотят под этот шумок. Их достаточно. Огромное количество. С чеченофобией, которые пишут, делают, платят, любые финансовые потоки протаскивают. Вот главное, чтобы настроить против своих братьев. Чью они указку выполняют или заказ выполняют, я не знаю. Аллаху алам. Баслам поставить точку в истории. Ты их вызываешь на дебаты и говоришь, давайте пообсуждаем, пусть люди узнают, зайдите, показывай. Нету мужества, нету двинул. Знаете, почему нет? Потому что они очень сильно оскорбляют и оскорбляли чеченский народ. Хотя меня пытаются упрекнуть, что в Ингушетии тебя ненавидят, Асбах, покажите хоть одно место, где я достойных братьев ингушей Аллах оскорбил. Хоть одно место. Один пост. Нету. Я очень политкорректен. Я зачитываю, всегда встречаюсь, всегда я рассуждаю, всегда приглашаю. Пожалуйста. В споре рождается истина. Поэтому это не надо говорить чеченцам, в чем проблема. Чеченцы всегда были готовы на это. Говорите это той стороне. Пусть для начала покажут, проявят мужество и начнут показывать свои лица. А потом уже, конечно же, дальше будет видно. Брат, ты пропускаешь мои сообщения? Нет, я не пропускаю сообщения. Башлам, видел ролик Марата, что возле ковчега есть могила. Так, уважаемые друзья, я прошу у меня в эфире не цитировать слова Марата и его сторонников. Никакой могилы Хава, Адама, алейхиссалам, я никогда не подтверждал, не буду говорить и не хочу это обсуждать. Этот абсурд у меня в эфире не обсуждайте. У меня только документы, книги, такие вещи. Роль фантастических, нарнийских рассказов у меня в эфире я не буду рассказывать. Мы можем спросить, есть ли такие предположения, я вам скажу да или нет. Но у нас нет таких предположений. У меня нет таких предположений. И я никогда в жизни такого не то что не слышал. Я считаю, что это в первую очередь идет во вред нашего народа, говорить необоснованные вещи. Если есть, покажите, раскопайте, тогда мы уже будем говорить. Предположение – это такое искушение, может да, может нет. Какого ростом были Адам и Хава и так далее и тому подобное. Поэтому я прошу вас не задавать мне вот такого формата вопросы. Для меня это не немножко даже, для меня это... Этим летом все получат. Так. Освободилось. С этого трафик у меня закончился. Все, телеграм-чат трафик, да, я лес пытался продлить. Час закончился, и уже
сразу дали. Поэтому такие вопросы я не обсуждаю и прошу у меня в эфире такие вещи. Вы можете спросить, но если вы не хотите, хотите услышать нелицеприятные вещи, тогда не задавайте этого вопроса. Все, кто оскорбляет Нохчи, тот не ингуш. И кто оскорбляет ингушей, не ингуш, не чеченец. Как можно оскорблять родного брата, иншаллах, мы когда-нибудь поумнеем и поймем это. Алик Эда. Полностью согласен. Wi-Fi, я обошлам, Wi-Fi не тянет. К сожалению, наш Wi-Fi не тянет качество. Ребят, ну вы серьезно ищете информацию? Даяла, хаймай. Не ищу я никакой информации. Нет, у меня не тянет и слабо, к сожалению. Поэтому мы на, как говорится, платном ТВ. Ну, это вас не касается, это мои проблемы, как говорится. Есть возможности, мы сделаем, нету. Тустик Камай пишет: Ассалам алейкум. Те, кто против этнонима Нохчу, проводят другой вариант, единственное в том числе слово нах. Это неправильно и недостоверно. Нах этнонима никогда не было, всегда были Нахчу. Кстати, чтобы было понятно, Нахи этноним был точно так же выдуман в 1928-30 году Яковлевым и Мальсаговым и введен в оборот. Чтобы не оставить Нахчи, они или чеченцы, они готовы были принять все, что угодно, Ламур, Мамур и так далее и тому подобное. Поэтому это все заменено. Марат, не говори про Марата Нарниис. Ты хочешь сказать, что там нет ковчега? Мы вернем и знаем, что он там точно. Я один из помощников там раньше помогал. Султан, я сказал, во-первых, нарнийские истории. Во-вторых, я ни слова про ковчег не говорил. В-третьих, я, когда тебя там и не было, участвовал в этом, ездил и снимал там. Когда было 29 метров под землей. Мне не нужно рассказывать это. Поэтому я не говорил про ковчега ни слова. Я сказал про могилы Адама и Хава, ты слышал? Я сказал, я не слышал, не видел и не подтверждаю. И вот такие вот нарнийские выдумки, я сказал, они мной не поддерживаются. Нравится вам или не нравится вам. И все. Нет, я не проведу эфир с ковчега. Когда я увижу достоверность информации, если она будет достоверная, вы увидите, что я сниму. Если у меня нету, если это всего лишь гипотеза, для меня она останется только гипотезой. И все. Как бы это ни звучало, я не говорю, что есть, я не говорю, что нету. За энтузиазм я всегда говорил и благодарил, и сказал. За энтузиазм спасибо огромное. И, как говорится, поблагодарил за энтузиазм Марата. И 2 человека. Увейс, брат Увейс задонатил. Это наш момент, когда я называю имена, если есть, или тайпы называю. Брат Увейс задонатил. Увейс, огромная благодарность тебе за то, что поддержал наш канал. Это наш брат Увейс. Увейс всегда пытается примерить свои возможности. Когда он в эфире бывает, он всегда донатит. И благодаря ему у нас бывает, мы можем продлевать эфиры и проводить. И точно так же задонатил брат Гирихан. Гирихан дал саудуэл, булдиснага, эзершка саудуэлетил. Вот 2 человека, которые задонатили, поддержали нас в течение часа. Вот мы проводим эфир. Это, я так понимаю, оба они наши с инстаграм-канала подписчики задонатили. Увейс Дейрес Хил, Гирихан Дейрес Хил, Булдиснаг Эзершка Саудуэлетил. Если будут вопросы прямо в телеграме, вежри, аж запрос, хаяйчани, кюк халэйчани, я вас приму, вы можете задать вопрос или сказать что-то через Телеграм. Я не просто так его включил, Цундера. С Телеграм вы тоже подключайтесь. Братьям панкийским, волкам, чеченцам, Нохчи, панкист тудей, вайвош чуэлла, марш воуэла, кистенский буарз, панкиси тудей.
Мерш вовела хазхит, вая панкисер вежри зайне бөлче, вая цани ладушхальче, болбяшхальче. Вот так вот. Реально там энтузиасты копают этот ковчег. Я еще раз говорю, за энтузиазм огромная благодарность. Баркалла, дерезхил. Ва алейкум ассалам, панкиси. Вот так. Что касается, задавали вопросы по... да, когда поступает любая поддержка нашему каналу, я сразу же зачитываю, потому что ко мне приходит сообщение, я зачитываю. Если это приходит на YouTube, поддержка, это мне скидывается сообщение, я записываю. Точнее, зачитываю в канале. Это вот, как говорится, моя благодарность всем, кто поддерживает. Некоторые пишут свой тейп и донатят. Это бывает тоже прикольно. Я называю тейп и говорю, что Окберзлашевой поддержать на мой канал. Да, куда мы направляем? Мы направляем вот на такие вот вещи, на покупку книг, некоторых технических моментов, маркеров, не маркеров, технического оборудования. По мере возможности, у нас хоть 1000 человек в эфире бывает, всегда донатят там 5-6 человек, 7 человек. Ну, такова, к сожалению, психология наших людей, не любят поддерживать. Это все-таки исторический паблик. Если бы здесь были бы какие-нибудь бомбиты, конечно же, поддержка была бы намного мощнее. Ну да ладно, не будем о грустном. Как я сказал, любой человек, который находится сейчас в телеграм-канале, может отправить запрос. Мы примем. Если у них будет аудио-вопрос, ответим. Если они что-то хотят коротко рассказать, мы их выслушаем только в культурных рамках. Итак, друзья, я хочу, чтобы было понятно, то есть мы для телеграмма открыты. Я хочу, чтобы было понятно. Я это обращение зачитывал не 2 раза. И еще раз хочу, чтобы было ясно. Это официальный документ. Это официальное обращение на тот период. Вот. Это газета или документ на газете, как правильно назвать, я не знаю. Но, по крайней мере, здесь написано год и написано НИСУ. НИСУ канал, НИСУ журнал Далах, газет Далах, НИСУ Аль-Язиндуиза латинскими буквами. Но я так думаю, что это газета, это газетная статья, не вот. Мне тут некоторые люди пытаются, я хочу, чтобы вы знали. Я его сейчас вам зачитаю, а вы этот момент вырежьте из Ютуба и сохраните себе, чтобы вы каждый раз не говорили. Башлам и дадюшер даря его дейца и цунахляться бош хумста дейца югю повторяться целайта. Этот документ вая нохчи юртю дюелки юрт ош. Псидах олцунах кечки пара. Это обращение от них за 1991 год. Сегодня он находится, в данный момент он находится в Республике Ингушетия и находится в юрисдикции Республики Ингушетия. Прошу не путать. А то не говорите потом, что Башлам сказал нохчи болкуду, нохчи шквальна юиза, нохчи тига ашлул башуханна ю, нохчи тейп на что тига 99%. Цундера вая дал аха даюшер. По крайней мере, цкачун хитцелсдари. Итак, обращение к историкам, народным депутатам Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, запятая, Советом старейшин Мехкел, Чечни и Ингушетии, запятая, чеченцам и ингушам. Дорогие братья, к вам обращаются жители Дюлаки, Псидаха, Малгобекского района. Я очень прошу вас заострить внимание на даты. Это очень важно. На даты и на фамилии. Малгобекского района, обеспокоенные будущим поколением и во избежание инцидента. Легче предупредить пожар, от которого может быть немало бедствий.
Наша сегодняшняя тревога не без основания. Еще в 1916-1918 годах под руководством Торко Хаджи Гарданова и Юсупа Муллы из Сагапши имела место попытки выжить Дюлкхуай из общего места. То есть сделать так, чтобы прогнать оттуда из Дюлкюрта чеченцев. Речь об этом идет. Я не указываю здесь национальности ни Торко Хаджи Гарданова, ни Юсуп Муллы. Это для Амада Барху, который говорил, что я сказал, что они ингуши. Я этого не говорил. Я зачитывал только документ и констатировал факты. Из Сагапши имело место попытки выжить Дюлкхуай из общего места. И это в знак благодарности за проявление братства и выделение территорий для поселения ныне расположенных сел Инарки и Сагапши еще во второй половине XIX века. То бишь после 1963-65 годов, вторая половина XIX века. Перед Дюлкхуай, половине XIX века, первый Дюлкхуай поселился в селении Псидах более 400 лет назад. Не забывайте, что статья написана в 1991 году. То есть это получается без малого 25 лет, 34 года. Это было 434 года тому назад первый псидаховец Дюлкюрта поселился 434 года тому назад. Просто когда я говорю 400 лет, вы должны понимать, что статья написана в 1991 году. Псидах более 400 лет назад, когда здесь еще жили кабардинцы и карнагайцы, а ингушей тем временем на плоскости и в памяти не было. Это абсолютно верно и достоверно. И по историческим данным не было ни одного ингушского поселения не только на территории Малгобекского, но даже Назрановского и Сунжинских районов. Они говорят за тот период. Чеченцы-псидахцы приняли ингушей-сагапшинцев, ингушей-сагапшинцев и инаркинцев как братьев, когда их притесняла царская власть и казачество. Но зато теперь выходит все наоборот. Особую тревогу и озабоченность вызывает недопонимание инаркинцев и сагапшинцев, что псидахцы с боем отвоевали свою территорию в 1956 году, в 1957 году. Тогда как первые отсиживались в кабардинских селах и вернулись только тогда, как псидахцы уже заселились в свои дома. Это исторические факты. Отдельные жители Инарки и Сагапши в 1956-1957 году и жители псидахинцев, вот, освободилось, в 1956-57 годах жили у они говорят, отдельные жители Инарки и Сагапши в 1956-57 году жили у псидахцев, пока не остыла и не стабилизировалась обстановка. Дюлкюрта и набах алгайте ляца ночиш. Так, дальше. Мы долго молчали, не желая выносить территориальные вопросы на общее обсуждение, хотя третьи части Инарки и Сагапши застроены на псидахской территории с 1960 года, и совхозы, расположенные на их селах, занимают наши пастбищные угодья, принадлежавшие псидахцам. Псидахинцы организовали в своем селе свой колхоз. Более 7 месяцев существовал колхоз, но до сих пор не установлено земельных границ. Жители Инарки и Сагапши, не проявляя чувства братства и добрососедства и взаимного понимания, оказывают острое сопротивление возвращению и даже частично ранее принадлежавших нам земель. То есть оказывают сопротивление сагапшинцы и инаркинцы, чтобы земли
псидахцам были возвращены те, которые им принадлежали всегда, которые были переданы. Это с 1960 года идет, чтобы было понятно. Принадлежавшие нам земель. Руководители района и республики оставляют этот вопрос, здесь куска нету, и наше обращение без внимания. Накал обострился. Мы вынуждены поставить этот вопрос о земле на ваше обсуждение. Мы мирные жители, мы не хотим кровопролития, но мы хотим справедливости и правды. Мы готовы принять ваше решение, о чем и подписались от имени и по поручению жителей села. Конец цитаты, это обращение. Итак, дорогие друзья, кто же это написал и кто это поддержал и говорит об этом? Совет старейшин. Ясиев Хаде, Мулла, Алироев НЦ, Заммулы, Сахатов, это все сотрудники, член Совета старейшин. Бельтоев, член Совета старейшин. Атаев, член Совета старейшин. Богатырев, член Совета старейшин. Чантиев, член Совета старейшин. Катоев БХ, член Совета старейшин. Алироев, член Совета старейшин. Продолжаем дальше. Итого 9 человек. Но это не все. Народные депутаты Малгобекского горсовета. Это все люди, которые непосредственно подписались под этим обращением. Чинхоев АБ, Катоев ММ, Гиндергноев АА, Терлоев СМ, Эскиев МХ, Катоев АА, Ясиев МЗ. Народные депутаты Малгобекского района. 7 человек. 9 плюс 7. Это не все. Дальше. Народные депутаты Псидахского сельского совета. Энгиноев АГ, Катоев СС, Катоев РЮ, Исаев Ш, Гордалоев СС, Гуноев ГГ, Дышниев ЛН, Чантиев РМ, Салтукиев БМ. Итого 9 человек. Это народные депутаты Псидахского сельского совета. Члены правления колхоза имени Дуды Энгиноева. Богатырев РМ, Пешхоев ММ, Салтукаев БХ, Энгиноев АХ, Энгиноев СН, Гордалоев СН, Цичоев РИ, Узиев РС, Чертоев УА. Члены правления колхоза имени Дуды Энгиноева. Итак, дорогие мои друзья, я вам зачитал и ознакомил вас непосредственно с документом, с обращением с призывом к чеченцам, ингушам. Это официальное обращение, вот оно. Дальше идет там, впервые публикуются карты за 1840-1930 года. Опять же, здесь идет статья Орстхоевца, Лечи Салигов, Орстхо, и он публикует, эти карты и эти документы. Вот такой вот документ и обращение. Всем, кому интересно, вырежьте и сохраните у себя, чтобы каждый раз не просить и не говорить о том, чтобы мы заново, снова и снова зачитывали. Конечно, время от времени, чтобы было понятно. Мы это говорим не с потолка, и от себя этого тоже не говорим, поскольку есть претензии и к псидаховцам, и до сих пор есть некоторым псидаховцам претензии, и до сих пор есть проблемы с дюалкюртом. Раньше, если была проблема по пахотным землям, пашням, которые не вернули, прошу заметить, ни один из этих вопросов не зафиксировали колхозные земли псидаховцев, а ныне у псидаховцев одна проблема. Ныне уже являющийся министром Юнусбек Евкуров, до того, как отъехать, поскольку я надеюсь, что от чистого сердца, поняв, что это нечеловеческое отношение представителям селения Дювел-Кюрт, как к мусульманам, как к братьям, он до того, как покинул свой пост, еще ранее отдал
псидаховцам земли под кладбище. Нах дабуах бел был нах, дабуах кешниш лах делла. Юнус Бекив курс. Но вы знаете уже, что произошло, то произошло. После его ухода, что же делают наши достойные братья-мусульмане, которые это сделали? Я не знаю, кто бы это не сделал, но с трудом поворачивается язык сказать, что это братья и тем более мусульмане. Аллаху алям. Что делают эти люди? Они забирают эти... да, само собой, псидахцы быстро построили забор с аятом из Корана и делают ограждение для того, чтобы можно было, еще раз повторюсь, не бизнес-центр, не участки под жилищное строительство, да? Ничего подобного. Место для людей, которые умерли, похоронить туда. И что же происходит? Ночью приезжают неизвестные, как это бывает всегда, болгаркой разрезают ворота, которые сделали псидахцы, собрав деньги с аятом из Корана, бросают это все на пол, в грязь, являясь и называя себя мусульманами, и уезжают. Видеодоказательства, фотодоказательства у меня есть. Я это опубликовал, и у меня есть. Если вдруг скажут, что это неправда, а уже сказали, что это неправда, что это выдумка, что это недостоверно, Башлам специально стравливает. Валлахи, биллахи, таллахи. Башлам никого не стравливает. И если вы будете достойно относиться к братьям из Псидаха, Дуэлкюрта, достойно, я первый, кто будет говорить, что проявили инициативу братья Галга и отдали, наконец-то, землю для могил, если вы это сделаете. Но вы не сделали этого. И поэтому я не сказал. Почему я вот это обращение, с 1916 года идет эта проблема. Уарц дол ва годие бош хайкам бинаца. Валла бинак. Эшон издадях. 1916 хлы, в 1960 году хлаис, в 1991 году хлаис. Кемял бахтис. Из Дуэлкюрта ашпешем уэйцидош уэнохчик амадуш. Галгы кибешсиги уахошелс до ребетла больше дуинда 16. Не проживая ни одного человека в этой местности, которые ныне не существует. Харгалги ариет хаю. Аждаяк кинбош и галги арию чхокка халмакачишу. Там нету ни одного галги, там нету ни одного дома, ни фермы, ничего. Нету ни могилы, ничего там не существует. И вы до сих пор говорите о галги ари. У нас целый село там находится. Захоронение находится. Я могу перечислить. Если вы хотите, каждый тейп, который там проживает. Все это есть, вы говорите, нет, они здесь не жили, они не заслуживают. Кешниш, вельвол стег давуалек, кешен меттик целобош устег хубусул бхеру. Мичах кайкам бина бармба, солтуна, хала мимбарте, хала бел, и кайкам хамик. Да, цар, дейл резхил, собор дела. И ночик омах дақастин дақаст ғерч болы галгайш үші ханнах хайнт эхейу
это немножко и провокационный вопрос. Но если вы спрашиваете, как историков, уж на самом деле из ночи буш. Ой, выжри буш. Но из-за каких-то, как сказать, политических моментов исторических. Почему? Я бы, конечно, мог сказать, по легендам, по источникам, я бы мог бы эти вещи сказать. Но что тогда есть ДНК, есть реальная история. Если я буду рассказывать эти сказки, я стану таким же нордийцем, как эти лжецы. Ой, шадик цадо, цажим кегмерсум, что я цацарес диарсияхар, камн шукир. А остальное вы шадик цадо, муатцабу, камцаду, ой цавижриду, цациду, цагергалуду. Просто они хотят вот, как отделились, вот пошла вот эта тема. И с тех пор это придумаю, то придумаю, бош. Набралось снежным комком. Ищ ситуации в цикаик. Сюк хачи что. Бяхма милуш. Хагуэлла. Ищ ситуацию. Так. Итак, Башлам, помнишь, в прошлом году старейшины Асиновки собирались и требовали оставить им землю для скота, чтобы их пасти. Почему их наказали и не дали им то, что они говорят? Об этом надо тебе тоже говорить. Казбек, ты меня будешь учить, что мне нужно говорить? Ты сравнил место подумершего мусульманина и сравнил с пастбищными землями. Ты вот реально считаешь, что вот это уместно? Или ты считаешь, что то, что ты говоришь, я не знаю, какое это отношение имеет к истории? Какое это отношение имеет к народу моему? Эти видеоролики были и про Сержанюрте, эти ролики были и про Шали, эти ролики закидывают разные ЧП Грозный, ЧП Чечня и так далее и тому подобное. Какое это имеет отношение? Я рассказываю тебе, что не дали землю для людей, чтобы бело стек давала хаюкулани, бежниш дазу дел долметик хунса юцаал, хасун хуатар я гайрчу, хасуек хуал гайрчу. Бежниш даже, что метик хаякна эдо и муниципалитету цейла Бога, и вообще какое это отношение имеет к истории, скажи мне? Взаимоотношения между двумя братьями, скажи мне. Это внутренние вопросы чеченцев. Это вопросы муниципалитета или города. Поддерживаю я этих простых людей? Да, я поддерживаю этих людей. Без не даже метик лез, но я не являюсь юрта, не депутат сельского совета. Я вам рассказал под пастбище Адису, под пастбище вопрос в обращении было, что в 1960 году этот вопрос по пастбищам шел. Под ИЖС строительство, а вообще дюча датсон, что не выделяются земли псидаховцам. Я тебе рассказываю конкретно про Кешникерт, место, куда хоронят мусульман, умерших, моих братьев по национальности и по вере. Я не знаю, кто ты. На чем основывается вообще построена твоя доктрина, твоя гипотеза? Я не пойму. Я, конечно, могу сесть здесь и рассказывать, со юртаву, со депутату, со парламенту. Я не знаю, почему ты это здесь мне сказал.
Это не ихнее. Это наши братья. Я не обсуждаю ихние коровы, Казбек. И что у них не дают землю под пашню. Я не рассказываю, что у них нету воды, месяцами не бывает. Что у них вырубают свет, я не рассказываю. Вот это ихнее дело. А когда 400 лет тому назад поселившиеся на этих землях, исконных выкупленных землях сидаховцев, им не дают на их же землях строить, точнее хоронить мусульман, это их дело. Какое их дело? Какое их дело, скажи мне? Хобусул болхари, хобусул болхари, хонокчу вала ягла вала айками адира мадайцер. Нерец аух кешниш керта. Если нету земли, где хоронить, как не дают хоронить? Вот так не дают. Вот так не дают. Я поэтому зачитал, что в то время эти проблемы были земельные. И сейчас есть эти проблемы земельные. Не дают. Ладно, оставим. Если ты считаешь, что у меня нету основания и нету документов, зайди, посмотри на моей странице, найдешь все. Сейчас тебе доказывать, клясться, божиться я не собираюсь. Но все, как вы знаете, должен архивный документ. Ой, гагу тверду. Ладно. А как это называется? Кешнишен лат лушдац бошли куду хисксокет мне. Вот кешникет хунди еши нах дабуак бия еши а икет лушсах шеги нах дабуак ешац бог дуи. Фрекумат бит бия сокет чвац. Я не знаю, на каком языке с тобой говорить. Земля для могил, для чего? Кладбище для чего землю выделяет? Чтобы хоронить людей. Если нету кладбища, это получается, что там не хоронят людей. Что их нужно куда-то в другое место вывозить и хоронить. Так? Или не так? Объясни мне, что тут непонятного. Я каком языке говорю? Иностранном, что ли? Или ты явно тупишь, я не знаю. Извини меня, я не хочу тебя оскорблять, но такие вопросы... Ладно. Оставили. Дальше. Итак, друзья, теперь мы доходим к вопросу, те, которые люди задавали мне вопросы касаемо выступления Дагештуацу Махмуда Амаева. После его смерти появилась некая запись в оскорбительном, очень унижительном и оскорбительном характере к пожилому представителю чеченского народа Махмуду Амаеву. Я по этому вопросу написал по этому вопросу я написал пост. Я высказался по этому моменту и хочу еще раз. Настоящий SD Tape, человек нравственный, культурный, любой национальности на Кавказе, с какими бы политическими взглядами или выступлениями этот человек не выступал, после смерти такое достойные люди не пишут. Я не говорю о желтой прессе, я не говорю о каких-то маргиналах, отсталых от жизни, наркоманах, тунеядцах, люди, которые называют себя блогерами, люди, которые называют себя достойными представителями того или иного народа, никогда в жизни себе не позволит такое выступление и такого комментария. Да, мне прислали несколько вариантов и сказали, что сейчас якобы на этом языке это обозначает что-то другое и так далее и тому подобное. Хорошая отмазка, хорошие разговоры,
Но мы все прекрасно знаем, что это он, может быть, не рассчитывал, что пойдет этот хайп, или сделал ли он целенаправленно это, я не знаю. Но такие вещи может себе только позволить только Лей. Пармат мат бючол. Лей, Ясюли, Ежао. Только они могут себе такое позволить. Ну, Сюли, извините, Сюли неуместно. Пармат бючола. Лейк варниви, цунеби камел да ищат. Да, Гештуэлцун. Альчан. Сегодня, если бы так поступали, сегодня многие чеченцы могли бы сказать про вашего так называемого суперисторика. Но мы как говорим? Да, Гештуэлцун. Хамбах пурба малоэл. Бусубхалях. Да, Гештуэлцун. Все. Хотя столько гадостей, которые он написал про чеченский народ, никто не писал. Мы этого не делаем. Альхамдулилля, делгаетому. Этот утырок аморальный, безнравственный человек, если это человеком так назвать, который рассказывал, многие интервью скидывают в различных пабликах, где говорил об исламе, хотя его заносы и все остальное и более ранее там на интервью у Кадзоева, на интервью у бывшего мэра Магаса Цычоева, когда он вот эти каверзные вопросы подлые задавал, почему часть чеченцев названа Аллеей и так далее и тому подобное. Это, конечно же, было видно. Но Аллаху алям. Оскорбляешь, говоришь такое, придется ответить. В судный день, в этот день и так далее и тому подобное. Рано или поздно всем придется. Если ты занимаешься прямым. Если бы я себе такое бы позволил, даже это я Аллах даст никогда в жизни. И то аж сеязеш бюхиц эни велвол садавючи и мокшочо сананючи аж сеязеш хумцадут. Хотя я ни один раз никогда в жизни не оскорблял своих братьев Аллаха. Никогда. Я лишь опровергаю ложь, лжецов, подлецов и называю их не ингушами, не галгаевцами. Я их, чтобы не оскорблять, я именно чеченского, любого, кто бы они ни был, я их называю нарнийцы, потому что они врут, рассказывают сказки. Нарнийцы из сказочного государства. Поэтому их называю. Если бы я такое сказал бы, везде бы трубили. Хотя с Эл-Хундоча некоторые вырезки, когда вы делали, заходили, сами провоцировали меня, задавали вопрос по пограничным землям. Когда я ему отвечал, Башламу Лира, я сказал, от своих слов не отказываюсь. Все по документам, все по фактам. Я вам предоставляю. Можете прочитать этот документ, можете прочитать этот документ. Выбирайте, какой хотите. Для дискуссии мы открыты. Я говорю, пятница, суббота, воскресенье, по мере возможности. Наблюдайте. Ибраим увешивает, говорит, что будет сегодня эфир или не будет эфир. И мы обсуждаем. Конечно же, очень много материалов, которые можно обсуждать, можно донести, можно рассказать, но... как говорится, главное, чтобы были люди, которым это интересно, которым будет важно, о чем мы рассказываем. Многие, конечно же, люди пытаются рассказать нам. Я выслушиваю, телеграм-чат открыт для того, чтобы могли зайти и рассказать. Духобочен, тейпнешь, но... Тайповая тема – это отдельная тема, которой мы тоже отвечаем на вопросы и публикуем. Но это очень сложная работа. Нужно проводить, искать документы. Как был, допустим, написан последний пост про Эльстаншинцев.
Еще раз повторюсь, те люди, которые там снизу писали, маразматики, разные шизофреники. Я вам предоставил документы, карты с 19 по 21 век. Это официальные документы. Это гора Элистанчхуай. Тем, кто написал. Остальные любые тейпы, кто возражает, они должны быть непосредственно, эти возражения должны быть тех тейпов, которые в этой местности непосредственно имеют свои родовые земли. Не те, кто переселился туда и которые имеют свое родовое село, родовую землю там, на окраине, а именно здесь, по месту. И я предоставил документы, показал вам факты. Кому-то нравится, это не все. Да, я опубликую. У меня просто ни сил, ни возможности. Физически над этими всеми вещами нужно трудиться. Это не все так просто. Что, там 100 рублей, да, ходим, 50 рублей, ходим, я уктаться доли. Надо лопатить документы, надо это вырезать, надо это подгонять, чадыша, ошах, что христишь, что есть, что приедем хлетляться сумма. Итак, смотрим. И если от Ибрахима, то это важно. Итак, смотрим. У нас появился аноним. А, нет, это не аноним. Это Биноевский волк Заур. Задонатил и счетом 2-1. 2 задонатили инстаграмщики и 1 задонатили с ютуба. Это Заур Бену, который задонатил и поддержал наш канал. Заур. Будущник СЖК соудолетил ДРСХил. Смотрим дальше. Это не все. Наш брат Адам задонатил. Адам ДРСХил. Это с инстаграма задонатили. Дальше смотрим. Дал си дуэлсан хоми бусубнохчи. Вот с таким задонатил Адлан. Ну и Заур, береги нервы, ваша. Заур, ДРСХил. Короче, 4 человека у нас уже на инстаграме, и 1 человек на ютубе, 4-1. ДРСХил, да, доктор, будущник СЖК соудолетил. Огромная благодарность за поддержку. И не думайте, кейс дуй, дух дуй, я понимаю. У нас у всех сейчас возможности ограниченные. Цундера. Да, висхон. Ахшдал Шварт это балар Бах Мустабек Антибекович Шварты Швартам цевью шервени Швартам Хереда цервени. Обычно Шварт он лурду болшеш самискин шву. Он балхан херч ане вай кибол шума дац цац. Auch юкалиш вот шуни книг шух шуш ючочанеха и книг ше так технический телефон петличка кедек юш хулиш, но адейц волла там часами рассказывать, и это очень недешевое удовольствие. Расскажи про ингушей, которые укрыли Абрека Залимхана. А что рассказывать? Ингуши, как являясь обычными братьев чеченцев, укрыли Залимхана, и что? И без него укрывали. Залимхана укрывали в Дагестане, и в Баку укрывали Залимхана. Ну, тот, кто не знает, можете посмотреть. Залимхана многие кто укрывал. Так. Башлам, обратись, так, не будем это слово зачитать, ингушам из числа так называемых, которые делают нападки не на нальнийцев, а на своих чеченцев, которые отражают выпады ингушей. Они сами. Ну, те, кто там болтает от нашего народа, делает нападки, я думаю, что это, честно сказать, тот, кто не знает свою историю, бездари, безграмотные, кто нападает на нас, это слабаки и не являются патриотами своего народа и своей национальности. Кто бы он ни был, называется он какого бы то ни было государства.
Вот. Для меня Нохчи на Западе и в Чечне это один Нохчи. А если с Запада Нохчи будет нападать на меня, я скажу, он дал маршал дуэло, а Нохчи Камса дизал болтун его политические дубасы. И милла яла. Если он нападает на историю своего народа. И на историю. Я говорю об истории, географии, по границам и так далее и тому подобное. Так, что? А кого из перечисленных выслали за это? Мистер Келмат. Ну, во-первых, не выслали, потому что он там был день-два. Это раз. Если ты сейчас начнешь об этих вещах говорить, я боюсь, ты услышишь нелицеприятные вещи. Я много раз рассказывал, что да, селение, мы зачитывали здесь документы, что выслали за то, что не выдали Абрека Зелимхана, Кокархоевых, там, сожгли там башни и так далее. Но я это все рассказывал. Что ты хочешь? Хочешь послушать? Зайди предыдущие мои прямые эфиры послушай, там все это говорится. Или ты думаешь, что я не могу сказать, у меня не хватит смелости это сказать? Да, укрывали. Да, помогали. Да, издали. Да, их после этого арестовали. Отвезли во Владикавказ его семью. Все это было. Это было и здесь, и там, везде. Высылали. И среди чеченцев высылали. И среди чеченцев убивали. И среди чеченцев доносили. Но кто это сделал конкретно, я сказать не могу, к сожалению. Да и к национальности приписать тоже не могу. И к ингушам не могу приписать. Может, настукачили не ингуши. Кто-то другой, который жил среди ингушей. Поэтому не надо вот такие вопросы. Ты думаешь, что ты умный, ты думаешь, что ты заденешь или пытаешься как-то каким-то образом задеть. Я не знаю, честно сказать, умственное твое развитие не знаю. Может, ты другое имел в виду. Может, ты реально хотел услышать историю про то, как они помогали, поддерживали Зелимхана. Поддерживали столько же, сколько и чеченцы поддерживали любых ингушей, если бы они пришли бы в Чечню. А приходили ли ингуши в Чечню? Приходили. Селились ли здесь со своими семьями? Селились. И это было вполне нормально, потому что мы считаемся одним народом. Они не к чужим людям идут. Всегда это было и есть это. Понимаешь? Очень многих выслали. Очень многих. Вот. Очень многих выслали. Но я сегодня, это у нас немножко мистер Килмат. У нас немножко другая ситуация, в отличие от вас. Если ты сегодня скажешь, что пострадали от этого. Да, пострадали. Некоторые люди пострадали. Прочитай документы, которые были наказаны, которых наказывали, которых расстреливали за то, что укрывали Зелима, сажали. У нас не ваша тейповая система, понимаешь? У вас фамильная система. Чеченский народ, в 3-4 раза больше, чем ингушей. У нас другая ситуация. Поэтому ты немножко не понимаешь эту систему. Башлам, расскажи про наших, Султан. Во-первых, слушай, Султан, я понимаю, что ты ингуш. Ты знаешь, почему я тебе поясню? Вот ты не ингуш, ты нарниец. Вот ты, нарниец, сидишь в прямом эфире и пишешь мне, опиши Басаева, Масхадова, Гилаева, оставь этих ингушей. Вот как ты запалился, как я узнал, что ты нарниец? Во-первых, ты пытаешься подставить и подогнать меня под статью. Раз. Потому что я вас гнид знаю, нарнийских. Во-вторых, никогда ни один чеченец не напишет с большой буквы ингушей в конце предложения. Потому что мы не безграмотные бараны. Вы сами тем самым палитесь, понимаешь? Про наших героев у нас расскажут. Ты за нас не переживай. За своих героев пойди напиши. Хорошо? Ты меня понял? Нарнийский хачей. Больше мне здесь такие свои верблюжьи выпадки. Я вас... Просто вы скажете, я вас уже знаю. Могу напомнить даже. Поэтому давай оставим
А как у одного народа может быть... А как у одного народа может быть разная система, тайповая система? Она не разная система, не в этом плане разная. У вас фамильная идет, у нас тейповая идет. Понимаешь? У нас нету вот этого тейп, и этот же фамилия. У нас такого нету. У нас в одной тейповой системе, допустим, есть Эшбатой. У вас это должны были быть эшбатоевские там, да? У нас разные гары, разные нехи. Огромное количество. Но для нас это эшбатой. Плюс-минус эшбатой. 30 тысяч, 50 тысяч без разницы. Аларой, 100-тысячный большой тейп. Гендерной, 100-тысячный большой тейп. Цуантрой, за 150-тысячный большой тейп. Масала Бахасом. Центраевский тейп Мадаци, Цуантрой больше, они проживают по всей территории. И если я бы сказал бы там, выслали всех Цуантрой в чеченское понимание чисто, это нужно было со всей республики всех Цуантрой переселять, как это было в данном селе. И плюс сейчас же вы меняете, говорите, вы Цатердуца Алит, вы там Шахарами называете, там Тухуму вам не нравится, Шахарами его называете. Раньше тейпы вы не называли, фамилии называли, ну... Все идет, как говорится, трансформируется. Вот и все. Больше ничего. Заура салатинал. Мустабек Адалбекович или Адреналинович, я не знаю. Ты... Вообще сейчас что написал? Ингуши и чеченцы, братья, и в этом нет сомнений. Ты вообще про что говоришь? Я вообще иные вещи не говорил. Просто хочу сказать, так и так далее, и тому подобное. Это уже неинтересно. Пытайтесь на прямых эфирах задавать вопросы, которые реально особо важны для нашей истории, для нашего народа. Башар. Да, зовут. Уалейкум. Хэшу. Да, слышно. Да. Слушай, по поводу Делмович, Гудай, Лёмову, я контролирую. Кому вот интересно, да. Может, его можно было бы пригласить тебя как-то в студию. Я слышал, что он рассказывал, но как тебе сказать, Зелем? Ой, я понимаю, ой, Лохасу, ну просто вот так в прямом эфире, если вопросы я не уверен, что он придет. Я не уверен. Нет. И мы многих людей бы приглашали бы, если бы они пришли, но они под разными предлогами отказываются, Заур. Я-то с радостью любого человека, пускай приходит, задавать вопросы и так далее и тому подобное. Я знаю, я уверен, я 100% знаю, никто 100% никто ничего не может просто сказать. Просто одно лично беседе, он очень интересно, так как я с ним общался. Хам Нехам пишет тебе, Лёма про Зелимхана некоторые моменты неправильно говорит Алязина. То есть даже в его словах есть недостоверность. Это написал Хам. Не, он-то с учетом политкорректности туда-сюда может... Ну да, он в одном моменте, когда есть возможность, когда он не знает, он говорит что это Эшбатой виноваты, а когда с Эшбатой кто-нибудь ему говорит, ахунд элай ачхана, не Эшбатой, диктату Эшбатой, особенно Эшбац отцу, но это не есть лучшая сторона человеческая, честно сказать, Заур. Если предоставь документы. Во-первых, я хочу, чтобы было понятие, если есть какие-то претензии конкретно, хочу, я тейпихали еще и конкретно претензии. Доказательства городу вожаду конкретно эшпатуш хечарга цера хадалу далил душа бух бошум худишь конкретно. Понимаешь?
от того, что ты писатель, во-первых, когда Зелема убивали, и никто 100% достоверно эту информацию, единственное, если есть какие-то архивные документы, которые уже давно открыли и написали, если есть они, можно прочитать. Вот как раз таки, и Штуцинга, у него даже есть то, что... Да у меня есть они, Заур, и у меня не есть опубликовывались. У меня есть Как эти прямому документы. потомку, видимо, ему предоставили. Да он не прямой больше, потомок, еще раз повторю. Он даже не Харачу, Адухваг, он не может быть его прямым потомком. Он не прямой потомок. Так, он не прямой потомок, Заур. Раз. Если он не Харачу, это к нему не имеет никакого отношения. От того, что мать, дочка Зелимхана была замужем за другой тейп, он принадлежит этому другому тейпу. И цун нен хохоле, нен виш, нен вашхол цуне. Я нен дахол из Зелимх. Нен хуаш будет. Ларам хилбиз вайцаба гергалу дат, ду гергалу. Но он точно не прямой потомок. А прямые потомки это как раз таки сыновья Умара, которые были у него, и остальные Хохорачой. Вот уж больше будет. Хорошо, Хохорачой был. Но уша сунхаху шасунтихинах буэлла хокка прямой потомок у Зелеме алхагайтана мац. Шашхар Хохорачой бу сунгергер шичуя мягчуя ишт. Заур, я с ним говорил, бах, я сказал, покажи эти документы, Муаттуях Богш, он не показал, давай не будем, бах, Заур. Заур Сабах Муаттуях документы. Пусть мне там претензии не предъявляй. Не, Заур не говорил, что Муаттуях Кир, что и даться, и ждаться. Заур сказал, просто есть документы. Заур сказал, есть я документы. Просто говорю, да. Интересно, может было бы с ним поговорить. Да, я опять же повторюсь, я очень много моментов, документов читал, и особо важное, это «Кавказский вестник» после убийства, то ли через неделю опубликованный на газете, сам по Кибиров дал статью, там четко описывается, кто сдал, сколько сдал, как проводили спецоперацию, и там ни среди доносчиков, ни среди кого-либо нету ни одной чеченки. Причем они четко, доносчики, те, которые донесли информацию, в скобках указывают не чеченского происхождения. Я еще раз повторюсь, для царской охранки выгоднее было бы написать, что это наоборот чеченцы сдали его, чтобы чеченцы друг друга поубивали. Это было бы выгодно, если бы это сделал. Но Кибиров сам и на этой газете упоминает, они говорят, два информатора, которые доносили до последнего местоположения Зелимхана Харачоевского, они не имели чеченского происхождения. Это раз. Во-вторых, Зелимхана Харачоевского не убили, как некоторые люди хотят преподнести там у своих ненхуай, там эшбату, они указывают там. Не убили, потому что этого тоже нет никаких. Но все началось с этой трагической даты, когда книга Мамакаева. Потом другой подхватил, потом, когда это увидели другие Эшбатовы, пошли и так далее и тому подобное, обратились. Шунмичер делла, ашмичер хаяцей, шухубух бошпу и так далее и тому подобное. Поэтому это вопрос, конечно, очень такой неоднозначный, но решимый. Да, документ выкладывать, иду, гадеш. Самая большая проблема, Заур, у нас такая, когда мы говорим хокунха информация, дикюишу, хокунга 100% информацию, юбош, камеш, дяшхельча, 100% информацию давать может только Всевышний Аллах. Остальные маловероятно, что могут. Не, с Богом буду хаями. Литература милует в принципе, человек, вот мой родственник близкий, да. Докум Дутвинга, он сам историк, ты знаешь, о ком я говорю. Что обалделаешь? На трафик, да, я ловой, что обалделаешь.
в информационном поле его тоже нету. Однако человек располагает множеством различных... Да, я знаю, полевого материала Бая. Свидетельств, он всю жизнь этим занимался. Да. Я не скажу, ты знаешь, Заур, я не скажу, что... Я не владею информацией, что всю жизнь занимался. Я такого... Родноватый, можно сказать. Я, честно сказать, не могу сказать, всю жизнь он занимался или нет. И Сунхухтарват, я этого не знаю. Потому что, обычно я всю жизнь этим занимался, я лучше тебя знаю. Все, понял. Обычно люди, когда начинают вот такие вещи говорить, это потом конечно, выпадает. Тейп арвной нохчубуй или аргванир аварч баца сюлюбац арвной вайгайл информация цани хагочул ДНК цанец эн нохчубу. Башлам, я скину тебе просто лучший VPN. Я скину тебе просто лучший VPN. Духвахар, VPN у меня есть хорошие. Платный ИЦЯЧ. Цахулкой, просто лучше я ставил. Сейчас очень сильно блокируют. И у меня везде VPN стоят. На этом телефоне отдельно VPN стоит. На этом телефоне отдельно VPN стоит. Я везде ставлю, меняю. Поверьте мне, вежри. Амел лучше, худше, бягче. Дадела. Ицахули. Это ерунда. Бесплатные VPN. Я один менял, другой менял. Только это... мне про это не рассказывайте. Самого Дила Буса, уже сколько лет? 12 тысяч лет общий предок у Галай пишет Галай. 12 тысяч общий предок у Аганой, Араной. 12 тысяч лет. Уж он целый Бадыгдич, я такого не слышал. Бесплатный VPN, да, полная. Так. Заур, здесь в Инстаграме какие. Вот Казбек, знаю, у нас специалист по кладбищам ингушским и специалист по сыновьям Зелимхана. Видишь, вот он говорит. Не всегда от волка рождаются волчата. И, я же говорю, нарнийцы, они всегда палятся. Рано или поздно палятся, долго не выдерживают. Почему не закроет этот вопрос Эшбатов? Вопрос закрыть, не закрыть, это... Как тебе сказать? Когда конкретно людей называешь и призываешь, говоришь, давайте решим этот вопрос. Чтобы этот вопрос решить, должны быть претензии. Эти претензии, если они и были бы, они должны были быть от Хорачой. Хорачой ни слова не говорят и никогда не говорили ничего плохого про Эшбату. И само собой Эшбату ни плохого, ни слова не говорит про Хорачой. Между ними этого нет. А вот третий, четвертый тейпы, вот эти подстрекатели, эти люди есть, которые на тот период были царскими офицерами из тейпа там Эшбату. Они получили высокие звания, царские звания, были статные, красивые, не возлюбили что-то, я не знаю, что там может быть. Рустам Реметис, Башлам, ты же чеченец, носишь бороду и папаху. Так, бороду и папаху, да, значит, ты себя считаешь, я не считаю, я и есть мужчина. Хочешь проверить, можешь подойти, я тебе покажу, мужчина я или нет. Ответь на прямой вопрос, как ты относишься к теории, что ингуши произошли от армян? Теория, легенда есть, написана ингушами, она существует. Ее написал Дахкильгов, со слов Даскиева, кажется, если я не ошибаюсь, или наоборот. Что касается генетики, ДНК, это не подтверждается, потому что у ингушей такой же ДНК, как и у чеченцев. Легенда легендой, генетика генетикой. Поэтому прошу начинать вот с таких слов, ты же мужчина, папаху носишь, вот эти разговоры, Хамил Шмаисвек, вот такие разговоры будете вести со своими сверстниками, со своими детьми или со своими старшими.
Ответь честно, Башлам, Эльчандо, что ты папаху носишь, ари дифирамбы не нужны вот эти, не нужны, дифирамбы мне не нужны. И камилш мои. Шеш он хвайдала, шеш нохчи дала, özde дала, и камилш мои. Он хуй, вати, хари вожи бахшу, шеш милштуца, хуюца, мил хродюца, шо сюлидуца, нохчи дуца, галедуца, шо. Шапку носит, это мой национальный головной убор. Борода – это мое личное желание. Хочу ношу, хочу сбриваю, хочу усы оставляю, хочу усы оставляю. Это мое личное дело. И не ваше чье-либо собачье дело мне указывать, бороду носить или шапку носить. Это мое личное дело. И личное дело каждого человека. Я не вмешиваюсь в вашу личную жизнь. Я занимаюсь историей своего народа. И потому что мне и старшие мои братья и другие сказали, это каждое направление по-своему. Хочу шапку одеваю, жарко пяс одеваю, хочу кепку одеваю. Это мое личное дело. И не шапка и борода решает, кто я, а мои действия, поступки, которые мне передалось молоком своей матери и кровью своего отца. Поэтому надо смотреть, как что вы говорите. Забавно дело, куи, мажи, шлит, я ответ. Так, послушайте, Шудудаш, вы у меня спросили, вы говорите, кто такие из Аргвани, Сюли, Буи, Хунядин, Хардуй. Вы у меня спросили. Есть легенды, гипотезы, а есть конкретные ДНК, генетические данные. Генетические данные показывают, что Аргной, они чеченцы, аж все кудибах. Хунядин, Сюли, Махка, Абисна, Алешин, Сюли, Буал, Бахаш. Так было, аж доказать, знаешь? Так царци мухисна, царшей генетик мухисна, мухилла царак джей два Сюличи боч бол. Так и объяснить, аж сундаешь? Башлам сахаттар дархуйг. Нохчу шемах кара таван хулит. В Японии вахан цулла тиха цунаха схабел дюзала ворх поколение тиха белче ворх баргал дюзал ход нохчу волче давируй вац. Послушайте меня. Нохчи чуа шик энтона хавел Америке, Японии, в Голландии, Нидерландах, я не знаю, в Исландии, где бы он ни прожил, проживет он 1000 лет, но он будет передавать от отца к сыну, говорить, ты потомок Нохчи Боша, если он будет знать на протяжении 100 лет, 1000 лет, без разницы, что он потомок Нохчи, через 1000 лет он все равно будет потомком Нохчи. Так говорит религия. Если я дословно не стала даться, чтобы было понятно. Но, Башлам, салам алейкум. валикум салам, Тимур, сойсволон сих. Но есть одно, но есть одно маленькое но. Нохчи это не только происхождение. Хацуна хавел 1000 лет тому назад. Нохчи хилахл ездал шортик, юах майка, юах хари, вожи. Это тоже отец должен передавать. Харавай дяш сахалав буш. Так нохчи хацуна. А то, что он может манеры, татуировки сделать, и 3, 10, и шадал хума, масалла бах асам. Дукка гирметтик шбу. Киечанар цабяхкина. Хейцна. Амалш хейцин татуировок да ях лил мовизер нохчи сан да лиш. Дакнис вел хейлу за нохчи вош. Даван меттик шбу. Цундера, я прошу не путать эти понятия. Нохчи бодагдича. Цецахлвиз, дейцахлвиз. Бяхмош, Тимур, хаттар дияй. خاطر دوس بشرة توانا
Artık grup yok. Artık genderlikle grup oluşuyor. Kamel kayılat. Şamil de ola tat разногласия kayılat. Так. سمعت разногласия خيرات شامل de ol. Modela хилла иш تعمل сарол через дочь камел дин ох. Так его в конечном итоге это Байсангура вообще хилловат бовцар. Гунибя хилловат боша и танабон азбицагас неянацабицон. Так сан мухло и доказать дагыстан что вообще высми твинся. Короче, из-за подтверждения калитет. إيش حلقة يبغى ليه لني خاصون صورت يقع تبغى يقع слушатель إيش أعوى ني نقطة فيلم بوغا يبغى يقول вообще إلا إيش دكزات مدينير ستورس تشيرس مدينير إيش دكزات يبتما تخنايا وقلت ما يلير Алия. Киблас. Таган мачо хинч алла тавит калатуна айдала. Хорошо, поясню. Хорошо, поясню. Для всех чеченцев, которые это говорят. Еще раз, ни я, ни Ахмад мы не можем сказать, потому что если у нас нету документа, который подтверждает на данный период 100% зафиксировано на документе, что Байсангур Биноевский был на Гунибе, документа у нас пока нет. Архивного документа нет. Прошу не путать. Прошу не путать. Что касается других материалов, у нас 4 источника от дагестанских историков, которые в своих книгах указывают и записали, что Байсангур Биноевский, если я не ошибаюсь, 4. Я их опубликовал на нашей странице, они, что Байсангур Биноевский был на Гунибе, есть документы. Это написали дагестанские ученые, историки. 2 документа каратинцев и тындинцев, которые утверждают по их преданиям, что они видели конкретно после прорыва с Гуниба Байсангура Биноевского. Это 2 доказательства. Итого уже 5 дом. 6. Непокоренный Кавказ, кажется, называется, или Кавказские повести называется. Есть документы, исторический рассказ, роман, исторический рассказ, основанный на реальных событиях, написанный, опять же, кто-то говорит, что это сотрудник КГБ, бывший сотрудник КГБ, кто-то называет его, каждый называет его по-разному, но фамилия пар Павленко. Павленко в своей книге, еще раз повторюсь, за 1951 год, 6 лет еще до возвращения и реабилитации чеченцев, описывает в своем историческом романе, как Байсангур Биноевский прорвался с Гуниба и ушел. Это 6 документ. 7 документ. Буквально в прошлом году, если я не ошибаюсь, предоставлена информация. Я в прямом эфире Хинса Тимур, агент Нахазита Бахаси. Да, лакские предания, тындинские предания и каратаевские предания. Это по устным преданиям, которые говорили, что они видели. Лакский сон, цагайзашон лакский, ер лакский ерга. Потом, в прошлом году,
мы находим когда был с очередной поездкой, чеченцы были на Гунибе, один из дагестанских гидов рассказывает, что внизу, в долине Гуниба, есть селение Хатточ. И в этом селении Хатточ есть прямые потомки Байсангура Биноевского, которые носят фамилии Байсагуровой. После чего делегация из этих чеченских тэпов, представителей, выезжает туда для проверки и подтверждения информации. Я вам говорю то, что знаю я, и как до меня это дошло, как я это публиковал. Они встречаются и узнают информацию, где они рассказывают, что Байсангур Биноевский после Гуниба был очень сильно ранен. Его в этом селении Хатточ лечили и ухаживала за ним эта девушка в этом селении Кайлвяхканчар. И после этого определенное время Байсангур Биноевский, еще раз говорю, это полевой материал, который нам рассказали, Байсангур Биноевский женился на этой девушке. Она не аварка. Не авар. В Дагестане очень много, 38 народностей. К какой она относится, честно сказать, они не указали. Он женился на ней, и от него появилось 2 детей. Мальчик и девочка. Он после этого ушел в Чечню. Было ли это забрал ли он ее к себе Цахут? Дальше все знают, что у Бойсхара Биноевского была официально одна жена, и она была из тейпа Белхту. Мать Байсангура Биноевского была Энгно, из тейпа Энгно. И что у него 2 жены было, такой информации у меня нет. Я общался с потомками брата Байсангура Биноевского, такой информации нет. И я связался, само собой, с потомками братьев Байсангура Биноевского. Они говорят, у нас такой информации о том, что есть селение Хатточ, у него была жена, у нас нету. Но мы, если этот потомок сдаст ДНК, и он покажет чисто чеченский ДНК, то есть у них должно быть одно и то же ДНК, как у потомков братьев Байсангура Биноевского, которые остались сегодня, причем большими семьями остались. Мы знаем, что 9 братьев было вместе с Байсангуром Биноевским. Хотя всех поубивали. Всех без исключения. Всех братьев Байсангура Биноевских убили. Последним был убит, повешен Байсангур, до него предпоследний был Эльжа, ему отрубили голову. Остальные были в разные периоды убиты, начиная от Гамзат Бека, Гази Мухаммада, в разные времена. После, поскольку это была преследуемая, да, еще хочу сказать, что для всего Дагестана фамилия Байсангурова нигде она неизвестна, и ее ни у какого дагестанца нету. Кроме как только в этом селе и кроме как потомков этой женщины. Поскольку они, некоторые из них потом поступали на различные работы, они написали о том, что фамилию Н букву они убрали, чтобы это не палиться, чтобы не было проблем, и стали Байсагуровой. Они должны были быть Байсангуровой. Они сделали Байсагуровой. Этого потомка привезли в город Грозный. Они встретились с некоторыми биноевцами. По информации, которая у меня есть, они сдали ДНК, и у них 100% совпадение. Он пришел, подарил картину здесь, они подарили и показали его как единственного оставшегося в живых прямого потомка Байсангура Биноевского. Почему я эту историю рассказываю тебе, Тимур?
Это как раз таки было в период, когда он уходил с Гуниба, был ранен и поселился. Вот так рассказал этот гид. Они пошли и нашли эту фамилию, и они рассказали, что да, это так. Это еще одно. Собордела. Собордела, Тимур, Собордела. Это еще одно подтверждение, кроме Гуниба. И потом, речь первой своей разговоре я сказал, что нету официальных подтверждений на документах. Ну, как гром среди ясного неба, во время рассмотрения документов и битвы на Гунибе, наш Даудер Алуали, Хасан Бакаев находит великолепный документ и статью, что была попытка, из Гуниба прорвались. Но не указывается именно фамилия Байсангур Биноевский. Прорыв был, и оттуда ушли. Все. Этих моментов, опять же, утверждать, был или он не был, записать, правда, нет, могли кто? В первую очередь. Это мог сделать Аль-Карахи. Но во время пленения Шамиля Аль-Карахи был на той стороне. На стороне царской России. Его не было внутри. Был его зять и были остальные. А вот в этот момент там рассматриваются разные варианты. Вот такая. Данаго, Петимат Тахнаева, Академия наук, некоторые представители с Академии наук Чеченской Республики и некоторые чеченские тейпы, которые говорят, что он был или не был, что это выдумки и так далее и тому подобное. Аллаху алам, я не могу сказать вам, потому что я не с этого периода, но, извините меня, 8-9 косвенных подтверждений того, что Байсангур Биноевский был там, это огромное количество для совпадений. Это раз. Во-вторых, использовать полевые материалы в истории можно. Это два. В-третьих, поскольку эта операция была великолепная и уникальная, указывать некоторым российским офицерам, что был прорыв и кто-то оттуда ушел, невыгодно и не показать. Это три. В-четвертых, как говорит Данаго, вы побудьте в Гунибе и посмотрите, можно ли оттуда уйти или не уйти. Извините, Данаго. Но у меня вопрос к вам. Ваши легенды, предания и песни, которые рассказывают, как приносили порох, лепешки и еду осажденному Гунибу через козьи тропы, это возможно. Есть песня, как предали и указали в тыл проход на Гуниб, который знал пастух определенный, дагестанский. Даргинская, кажется, эта песня, или я не помню какого народа. Это можно. А прорваться Байсангуру Биноевскому через эти же тропы, уйти с Гуниба невозможно. Это, конечно, мне трудно верится. Что касается Петимат Тахнаеву мы смогли наказать, как он. Петимат Тахнаева сделала одну большую ошибку. Она изначально доказывала, что Байсангура Биноевского вообще не существует, что это вымышленный герой. Благо, Данаво еще не дошел до такого сумасшедшего варианта. Но когда показали место захоронения, когда все подтвердили и нашли место, что его повесили, начали все предъявлять, ей, конечно же, пришлось признать, что он был, но он не был на Гунибе. И сегодня я понимаю, что сюли не хотят это придерживаться и признавать эти вещи. Но я не понимаю. Сегодня эти сюли не обязательно в Дагестане живут. Да, но я не понимаю представителей. Тех-то мы не слушаем и не принимаем во внимание. Пусть букву талант меня хотят убедить, я не знаю. Но еще раз говорю, я не понимаю тех людей, которые сегодня, являясь представителем нашего народа,
не защищают нашего национального героя. А вот представим на минуту, допустим, Тимури Камилдаш Бучарк Бахас. Гендергной доктейпту, хастейпту, ценохчитейпту. А представьте, если бы я сказал, что Айса Гендергноевский не принимал никакого участия в Алерикском сражении, и он в нем не участвовал. Как бы вам это понравилось? А представьте, что это говорят Беной. Вот каково было бы вам, чтобы у вас было понимание, Бахшунас? Или же убрать Айса Гендергноевского и Айса и Муса, убрать из всех исторических периодов Кавказской войны и сказать, что это вымышленный персонаж, что на самом деле они ни черта не делали, что они привели к власти там Сюли имама Шамиля, царь Цадини Архар Уртвай Кузахир Бацар Ал-Асихамил Шдич Масала Бахасам, Хазхирдари, Бакхирдарис, Дацар. Ишт хиечон аш бойсхара гони бяхил вац элч хиечана и камеш дяшчана. Ворх барх масал шунтюшел даци. Еще раз повторюсь. Павленко, когда написал это в своей книге, все чеченцы были врагами народа. Они были депортированы. И в этот момент указывается, что Павленко получал материалы от КГБ и написал повесть, эту кавказскую повесть, основываясь на документах КГБ. Ведь это так. Чем апеллируют силы? Они говорят, они взяли с книги Абузара Айдамирова. Абузар Айдамиров, Мичау Абузар Айдамиров, Цабахна Бацанокчи. Это 51 год. Кто мог заплатить Павленко из чеченцев и сказать, закинь там чеченца? Так, и он действовал, ахам. Я могу, допустим, сказать, слушайте, а может быть, эти документы в архиве были, а Сюли постарались просто, украли и уничтожили этот документ, где на самом деле, даже указанные русскими, Байсангур Биноевский, который был на Гунибе, оказалось, что его нету, только ради того, чтобы Сюлишан хасхетит. Возможно ли оно такое? Скажите вы мне, мои зрители, гипотетически, это возможно? Да, возможно. А почему нет? Раз мы Павленко заплатили, чтобы он сказал, что на Гунибе был Байсангур, если это возможно, то сказать, что Сюли просто-напросто взяли, выкрали, сожгли, заплатили, сделали, политически это было выгодно. Возможно это? Возможно. После этого, почему у Павленко есть этот документ, а после 51 года этот документ пропал? Куда он делся? Может, кому-то было невыгодно? Почему мы не верим биноевским старейшинам, биноевцам Урус-Мартана, биноевцам с Бену-Юрта, которые говорят, что был Бойсхар на Гунибе? Мы им не верим. А Сюле мы верим. Петимат Тахнаеву мы верим. Вот здесь сидящему Казбеку, Нарницу, мы верим. Я не верю, я как Фома неверующий, естественно, я могу сказать, я не верю. Вот я сказал сейчас, я не верю, что там Адам и Хава захоронены, найдены Марату. Вы напали, говорите, я участник этого проекта, я копаю этот ковчег, Маал иш Нарничву и Багдад башла. Хотя я про ковчег и слова не говорю. То есть вам сказать, что это неправда, не та тема. А сказать этим же, шаш, валиш, войнокчиш, нюка, барт сахильч. Летарбу вот эсюли, летарбу. Галга летарбу, летарбу. Гонки летарбу, летарбу. Галга аска летарбу. Ас исторически летарбахшон. Войнюка барт сахалар. Собардял. Хараю, лакские предания, тенденские предания, Булат Гаджиев предания, Кази Шапиев предания, Уагит
предание, Павленко предание, قاعدة عشان تحينا وبوش خطة حلقة نبوش هر предание حسن بكاينا مثلا كردين دكومنت كرينا جوني بالبرو خلال مهتج بو وقيشون هوديسيا هات واحد صورة دو فيديو يو بويس خر جورانت إخين سيجر وجه إذا كذا دي باقي أش هناك بو تسجيل بوت الشاش تيمور حبيب تباونا سيق شو هو إفيريا ما يلبو شيء باخ سمس عشان بو شو تاس شلون حديثة تيمور قيزات أسود نتأثر الله عن سرقات تناس وإفيريا قالت أنا أتصل صعود لوتيا أتصل عود لوتيا تيمور حقيتي الفيديو يوي حقيتي أسينت إديتين ويري زيتاي هاي قامي على شون هاي عيتا هاي بوش وشون حاولي أسيب شيء ناون تشوا أسي كينشكا جيت ناون Еще Павленко кинчик первый, кто опубликовал Павленко, выделитин. Tie etюки выделитин. Остак гейт нам. Юсуп дада болшул на уаствор. Ща получеченец, полуаварец уболш, лешул. Это ще первый том тя. И кинчик вегахин зёльшу. Он указывает, что был бы сан историк, а я зимой, что был бы сан гур на гунебер. Сюлиш авел? Тахтар. Ахки Элл, Ахки Дицел, изъять, переиздать, второе издание, на Хинс Байсенгур Хилвацел. Первое издание, я и Хилу Алязинду, второе издание, я уже Хилвацел. Наче бол хамобо, на камахи. Только войну кабать. وينش بوي ديتش وينش بوي ديتش انت حلواتي دكزاتي ستوياتي هاتي هري بوشو وينش بوكش И Гундуют, какую цель они преследуют? Заур. Я сегодня с одним поспорил из наших гендерной. Он мне говорил, нету Байсангура, и потом он мне сослался на другого гендернойца, канал или кстати, Башлам вот группе. Я ему позвонил уже, говорю, она маташин, он дойдется, говорю, дуня кушмаду и Байсангура, или уже так это пишет, кушмаин, шадек, мадинач. И на кого я сослался, он говорит, нет, я ему позвонил, говорю, он ты целая цедешь. Нет, хиловат, Байсангур, пока доказательство, я царь дунянча, омадат, просто так базарю, Басламин ты поздал у нас, я только в личку ему скажу, кто это. И вот они меня сегодня озадачили, короче. Я решил сюда вопрос задать. Тебе мой ответ устраивает, Тимур? Мой ответ тебя устраивает? Устраивает. Это вот подтверждение того, что я им говорил. Это еще раз. Если для них доказательство только то, что печатляч архивное управление Российской империи Л. Ишь и ких-то дош, и тебя хилла Л. Доказательство ези, ой и доказательство яц. Яц. Но предания, генетика, исторические повести, историки Дагестана, откуда бы они ни взяли эти доказательства, об этом пишут и утверждают. Если это является доказательной для них базой, мы им предоставили эти данные. Кстати, у них тоже мы не спрашиваем почему-то, а у них нету вообще, что его там не было. Иду к Тимуру. Асбаккайнс, если бы я бы сказал то же самое, допустим, про Ису Гендергноевского, выглядит ли это абсурдом? Очень хама, и документ очень кинчу и Иса син спецоперация хилар и Гендергно хилар и Цуга хилар участвует. Очень хама хай масала бахасан.
Есть у нас с тобой эти документы? Есть. А у кого-то этих документов нету. И он говорит, это неправда. А Иса Гендериновский там никакого не принимал вообще. Ни рядом не стоял Альч. Хал хиятарду? Хиятарду. Доказательство шьюй? Доказательство. Цани укняц. Если цан хиятах, ой цана далин далилду, цана и далил цаятах, и бадик цаятах, со бадик дич, цан кайдоинштуш, ва и хиллатиги. Со сей хуман истории, талам бяшу, со цутя кахюкшу, сейн керринег. Сразу дадоя, хоку дюнена масан шон дахай чауш. Шун хазхиет или дикхиет или хоку приплатить суна цхана дех, цхан исторический, национальный герой нохчучун, а статья язин ал. Я тейпнах язин ал, я кичун язин ал. Шеш копяк ахшдел але. Цхам да свал дел тишим. Никогда дела цадела. Я ас и луш хильча эцуман луш толума, ас никогда в жизни сейн улиду тардаться. Ас сайкам сайкун хуай нохчи, оман ун хуай, со бухш ашмаваци окза, со базра ашваци. Сац ие красовкши, ие мажи, кедеги цадюча, хоку хубахтеш, хан эва гайр чутиеш архаусиш, со пüч уахене, хокка харкинечкю, масала хажал Тимур. Хара шикинчкю. Хажал? Хар шикинчкю. Мяутомный гуштук шунаш. Там и ешь. Хакаэце мифы и предания чеченского народа. Ас хокт ире меладег шун дадиеша мысала бах асам. Харбок улбак доша нахигер хакят хокхо хок юртар вокстагу хадитин арбак дубош хадвич историшуш. غلغي وي حبولري وي ترسلان باري شا دي قطع يازين دوشن نو أسر دعدوتي مثلا باخ أسم نخش يخ بيولر بو حولر تعوي بوشلام عمود يجتول إسандол тюрнишат. Хотя книга сама и называется «Мифы и предания», это не обязательно обозначает, что здесь все должно быть 100% правда. Понимаете? История состоит частично из полевого материала, из исторического материала. Опять же, что записывал Бирже, что записывали другие российские ученые того периода. Тот же Палас, тот же Граббе, тот же все остальные басом. И генералы, и ученые. Они записывали со слов стариков того периода. Эдмышгиш даязинаг. Ой, нохчиш дейцнаг мудуцар даязинаг. Ой, нохчиш лелинаг мудуцар даязинаг. Шудук даг. Царь теги дабана уахошна, что ваши книги, рисунки, петроглифы говорят, мол, даязин мадаци. Они в то время просто опросили, это и есть полевой материал. А сегодня вся база чеченской истории того периода, кавказского периода, основывается на одной из самых важнейших догматов и вот аксиом, которая не оспаривается. Это какая книга? Все ученые, и российские ученые спираются на него, и чеченские, ладно, не хочу их оскорблять, ученые ссылаются. Кто это? Это Лаудаев. Так, и волаваться, бекштон тему, и волаваться ученые, цому язина я вам миллион раз рассказывал. И люди ссылаются на это. Сюлишин Галгашин имела духу языка, ну Галгашин не так, почему? Потому что Галгай, он там, Лаудаев и сам говорит, это всего лишь часть чеченцевого лица, пренебрежительную, но Сюли, они кайфуют. Здесь Лаудаев написал, что вы нам платили дань, и чеченский историк, чеченский этнограф сказал такое, боже. Лаудаев ни черта не написал, цадала. И во-вторых, никогда в своей жизни Лаудаев не был ни ученым, ни историком, ни исследователем. Он просто записал в то время Ючел Камил Шери, а Сун и Цахалитас Теркистя аж Саденен Хойбу. Я знаю, какое у них пренебрежительное отношение ко всем, кто живет дальше Горогорска. На тот период.
Дәл қиялы шулам руашан был, что может их кирцар, сувавы ан даязош волчхайна. Но это было как раз после теракта проблем. Поэтому психология людей, ой, лам руашан ахкел кайкю, ахотей пармилю хаарам бас. Сазан вою, вож беною, вож аларойбу, уж энгнойбу. Но они себя Бог считают, а ламро мишву мичер, Гарагорскал диха мелбеш, шуламройду, шубу бяхки охшинат аманбар, царсю. Это социологический опрос был. Это в 21 веке. Как вы думаете, Лаудаев, который жил на окраине чеченских земель, служил в Моздоке, в Кисловодске, в этих терских школах, что мог он хорошего написать про Восточную Чечню, которая больше всех воевала против во времена Кавказской войны? Он скажет, наши новчи, красавчики, они и так вас давили. Такое напишет он, являясь царским офицером, штатным сотрудником, действующим. Нет, конечно. Он был приспособленец, был разжалован, написал эту писульку, получил повышение. Басла, Ладно, задавай вопрос. Я оригинала нету. Это я уже рассказывал, да. Оригинала нет. Неизвестно, он написал или нет, потому что оригинала даже нету, чтобы сказать, что это он написал. Потом появилось это. Да. Опять-таки, его группе Юкаат, насчет Шамиля. Так. Насчет Шамиля, я, конечно, как ты знаешь, отрицаю полностью деятельность Шамиля. Я считаю его предателем. Я считаю, это твое мнение, ты имеешь право на него. Это твое мнение, ты имеешь право на него. Потом мне говорят, так. Значит, Вайдай Аудал Гилла. Да, есть такая тема. Что его приняли, 19 лет его за ним шли, значит, Вайдай. Да, есть такая. Я говорю обратно, да, 19 лет уже, конечно, за ним шли Дуйбиэна, и Дуйбиэна Багач. Когда и Гучвал, Волочкана, и Гучвальчкана, там было, все же ушли, отошли от него, и Гучвал, и Ведис, а то Тёрцари, и Кост и Ройтер Майерицу, но Дуйбиэна Багач, они не могли ему башку оторвать. Дуйцакарба, они от него отошли, и он ушел. Он ушел, но Вайдай еще Дуйцакарца, они продержались до последнего. А теперь меня упрекают в том, что Вайдай Аудал Гилла, значит, если Шамиль предатель Гилла, вот в это. Вопрос в чем? Предатель Гилла, Вайдай Аудал Гилла, но Аудал, когда поняли наши, что он предатель, от него уже отошли. Я надеюсь, что я тебя понял, я отвечу тебе на вопрос таким образом. Вещи о том, что Аудал Гилла Бога, это гипотетические вещи, никто не говорит о том, что Аудал Гилла Цагала Вайдай Штиахайтен. Моменты, почему говорят о том, что... Если я говорю, что Шамиль был предателем, мне оппонируют тем, что, значит, если Шамиль предатель, значит, Вайдай Аудал Гилла, который его... Я понял. Кайтасу. Ну, одно другому не мешает. Во-первых, предателем он или нет, невозможно узнать до того, прежде чем этот человек предаст. То есть невозможно узнать через 19 лет, предаст ли имам Шамиль наших или нет. Это однозначно. Почему? Потому что таких сверхспособностей у наших предков не были. Это раз. Во-вторых, что касается, предал ли он, предали ли чеченцы его, предали ли сами аварцы его, этот вопрос очень тяжелый. Здесь многие варианты Сюли очень сильно используют этот момент и против нас. Они говорят, если имам Шамиль сдался,
то извините, как же быть с теми наибами, которые оставили его и перешли на сторону царской России? Этот момент тоже есть в истории. И мы должны это понимать. Да, и на самом деле отошли от него. Да, и были те, которых Борятинский сказал, вы останетесь на местах наибами, как и про Шамиля, но вы не будете поддерживать его в его войне. Но разницу между ними и между теми Сюли, которые предали, мало того, что предали, а между Сюли и Нохчи таковы разница. Ни один Нохчи после того, как они даже перешли на другую сторону, во время взятия имама Шамиля в этой 3-4 тысяч, или я не знаю, сколько они сейчас говорят, 20 тысяч, не участвовали при пленении имама Шамиля. Они не приходили ему, не говорили, сдавайся, Амялиринек пал Йохон. Таких разговоров. Собордила. И разница между теми, те, кто говорит и рассказывает, если отказались от его деятельности, чеченцы это сделали через 20 лет фактического сопротивления. А Сюли сдались на 4-й год в Ахульго. Когда пришел имам Шамиль, с ним было вместе их было 4 человека. Почему об этом? Он не пришел с 10-тысячной армией, и чеченцы не сделали ему байат. Он пришел раненый, изможденный, загнанный в угол. Раненый лев пришел в Чечню. Чеченцы вылечили, чеченцы помогли. И потом, а здесь уже некоторые наши историки рассказывают это по-разному. Почему это было сделано? Во-первых, у нас издревле было всегда такое, что мы в тяжелые времена приглашали к себе князей. Использовали их в качестве военачальника. Почему? Третейские судья. Третейский, имеется в виду в качестве лидера. Почему? Потому что между собой, чтобы не было родных подтянул, там своих узбезмашсагалит, это одна из версий. Другие военные стратегии и политтехнологи рассказывают и говорят, что на момент, когда выбирали чеченцы имама Шамиля, Чечня была полностью окружена, кроме одного участка. То есть кумыки, нагайцы, терские казаки, осетины, кабардинцы, ингуши, грузины. Все они были уже на стороне царской России, и Чечня со всех, это я границы называю, тех, кто граничил с нами, окружили. И единственное маленькое место, коридор, который можно было, если даже бы они уходили, это оставались через земли Сюли. И исходя из того, что имам Шамиль был военным, стратегом, кто бы что ни говорил, хоть 4 года воевал, человек знает как-никак, что нужно делать. Из-за того, что он был Сюли, и если что, проход Цигаи Тархам, чтобы это кольцо полностью не замкнулось, и весь чеченский народ не был уничтожен, и Хилладина Цундер Хаджину Алла, ищи моменту использовать его нохчиш. Вот эти два момента. Но наши историки и наши исследователи, горе-блогеры никогда не хотят понять и рассказать причину, почему же это было так, почему они выбрали. Конечно, мы не говорим, что наши предки были дурными. Да и байат был кровью и мечом. Это показывает, это показывает и Чеберлоевское восстание, и Шароевское восстание, когда были убиты имамом Шамилем, его наибами были чуть ли не истреблены все из определенного Чеберлоевского Тукума один тейп, и загнаны и сожжены живьем в Холандойской, кажется, в Шаройской башне 30 человек. Сударь, этих моментов очень много, поэтому надо интересоваться своей историей. Надо знать свою историю. Я не говорю, что он хороший или плохой, цабаш у нас.
Факт исторический, он должен быть. Сундера. Ага. Исторический сам факт. Когда Шамиль пришел в Чечню, когда его избрали имамом, был ли он имамом Дагестана? Нет, не был. Избран и принят. Он не был имамом Дагестана, он потерял все земли. Нет, он потерял Богом, это не ответ. А был ли он, чтобы это не потерять, было ли у него? Он был третьим имамом Дагестана. Ну, Вот, имеется. вот, Не это всего Дагестана. подтверждается- Еще раз повторюсь, не всего Как Дагестана. это подтверждается, я говорю, потому что когда он пришел в Чечню, он не пришел как имам Дагестана, он пришел Нет, как конечно. беженец, я скажу, сбежавший, или как его хочешь назовешь. Не, он если попросил помощи, поддержки у своих друзей, и он Ну, а получил был ее. ли он тогда имамом Нет. Дагестана? Уже нет, фактически власти у него не было там. Сами историки Потому что российские сейчас описывают. нет, фактически власти в то время не было Бога, это тоже не устраивает. Когда он пришел в Чечню, он не был имамом Дагестана. Я не могу Он этого стал сказать. имамом. Это неоднозначный ответ, Тимур, я поясню тебе. Почему? Потому что во времена Если бы Ахульго... он пришел в Чечню как имам Дагестана, его приняли бы, то он был бы имамом Дагестана и Чечни. Нет, Но нет, только нет, после нет. того, Я как понял, его почему ты приняли говоришь. Я понял. имамом Чечни, потом они пошли, он вместе С чеченцами отвоевал часть Дагестана, то есть Аваристан. Да. Дагестан, потребовал Дагестан, Да. и потом их назначил имамат как Ты знаешь, Тимур, участников. я понимаю тебя, почему российские ученые пишут имам Чечни и Дагестана. Знаешь почему? Потому что по тем же документам историческим они говорят, фактически имам Шамиль перестал быть имамом Дагестана после Ахульго. Он был полностью разбит. Нет, был ли он Дагестаном имама? Его освободится. И именно после этого он перестал быть имамом. Он ушел. Он же не сразу, там его долго лечили. Он не был в то время имамом. Но, как говорится здесь, де юра, де факто. Де юра, возможно, он и был имамом, потому что он был живой. Нет, возможно, или был. Я считаю, что его не было. Я не мог не найти одного документа. Нет, документа ты не сможешь. Хотя мне скидывали. Нет, что он был назначен имамом Дагестана, когда пришел в Чечню. До него был имам, Хамзатбек был там. Гази Мухаммад был первый. Гази Мухаммад первый, Гамзатбек и имам Шамиль. А он каким имамом был, и как он был назначен, где он был назначен? Он был, нет, и документ, да, он был назначен, он был выбран. Был, знаешь, как он этот документ? Знаю, Ваша, знаю. Знаю, как выбран, как его выбрал тесть. Там какой-то халифат, говорят, в этом документе. А на самом деле он не был никаким имамом Дагестана. Тем более Дагестана он быть не мог имамом. Его вообще Дагестан не поддерживал, даже авария его не поддерживала. Он был назначен только каким-то количеством. Ладно, этот момент оставим. Это не столько нас это касается, нас больше интересует момент чисто по нашей истории. Что касается того, что ты сказал, я на этот вопрос ответил. Почему российские ученые его записали именно как представителя представителя Чечни и Дагестана имам. Почему? Потому что юридически он утерял все силы. И только набравшись силы, и только подлечившись, и только после того, как в Урус-Мартане собрали... Если бы он был имамом Дагестана, его бы приняли бы в Чечне как имамом Дагестана и Чечни, когда его здесь назначили. Это уже гипотетические вещи. Это уже гипотетические вещи, мы не можем знать. Почему? Опять же, это мы можем только предполагать.
Был ли у него какой-то документ и вексель, корочка, когда он пришел, показал ли он Айсе Гендергноевскому Нет, он вообще и не был Биноевскому? им Дагестана. Асундар Мабахай, все знали, что он был отважным воином, предводителем, и что он был Сюли. Вот ему помогли, и все, и штука. После этого Сюли стал. он не был, он был английцем. Ну, опять же, я сейчас не хочу, там гунки говорят, он был гунки, Сюли говорят, что он был Сюли, Анди говорят, что он был Анди, я не хочу. Он Анди, Чамалала, Окру. Это всё понятно. И Швейн В этом даже нету, даже их всех аварцами приписали, просто Выжри, Тимур, мы это с тобой знаем, мы в прямом эфире это очень много обсуждали. Шамиля обсуждали, как он пришел, как его выбирали, где он был раненый, где подлечили, с какого села в другое село, какого числа в Урус-Мартане, как выбрали, кто поддержал, на основе чего. Сейчас я это некоторые вещи повторил. Мы как бы миллион первый раз повторяться на эту тему не будем, но его называли имамом Чечни и Дагестана. Дайрет вот ответил хотя бы на мои вопросы, ответил Дайрет мне достаточно. Масарнахил. Так, Соболь, Так, и у нас есть еще, нас поддержали, и сегодня уже 5 человек нам задонатили, поддержали. От Саида Саид дал Саадуэл дал Духуахуэл Будиснек Эзершка Судуэлэ Тилуэзендера Ашавой каналом поддержки Эрна, она оставляется на Дайла Дукадах Дуэла Дайла Сидуэлшу. Но уже нет, не пусто, не густо Бахчуни, Дайна. У нас немножко 5 человек поддержали наш канал и задонатили, за что им огромная поддержка. Еще раз прошу, Вежри, чтобы я не называл Каязина, назвать и суммы. Я не могу назвать суммы, не хочу называть суммы Бадыгдича, потому что есть некоторые люди, которые, не некоторые, а большинство, это простые ребята, которые поддерживают и донатят, и у них возможности очень ограничены. Я боюсь, я и их могу потерять, если я буду называть суммы, потому что яхьетадую хулани алит ал. Я суммы не называю и не говорю. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Нохчи вош. Ахи сон и умш мадис ласа, и умш признавать те штатсом. Ухти, пухти, ахи. Эти вещи у меня не канают, так что пухти, ухти со мной не надо. Да, вот данном песне слушаю, забрешь, Хасу Асундер забрали, а свою говорю. Сколько лет, сколько зим? Ты мне говоришь это, Заур? Да, пошла. Ага. И по поводу вот этой последней раскопки, есть там какие-то еще дополнительные новости? Какой именно, в Галанчорском районе? Да. Ну, они закончили каналы, вот то, что я все опубликовал, уже все закончилось, больше ничего. Это уже окончательно. Да, это же, ну, как оно называлось, экстренное мацайлерство по муэлерству, да? Ну, короче, это оползни во время дороги, экстремальные олцуна, археологи название, и танекал дияда. Они все раскопали. Это продолжение олцуна. Цигар шабер шак берлериш. Но все равно это же очень серьезное открытие, почему-то как-то это тихо как-то относительно прошло. Да, ну, у нас вообще, Малик, можешь ответить, был ли Байсангур в Гимри, когда Шамиль сдавал Серпляхан? Сейчас Ауховский написал. Ауховский, я это сейчас сохраню в Инстаграме. Зайди на час вперед, на полчаса вперед. Я там рассказываю, был ли он или не был. Не в Гимрах это было, а на Гунибе, что духдаш. Гуниб, не Гимри. Тимур, Заур, по поводу раскопок, все, что они окончательно закончили, раскопки сделали, я уже непосредственно опубликовал. Цухена Азамата Султанса
عشان كرمة إني сразу ала оли ящащую эти и выйдет заснять шумдер. Забегать вперед не буду, но они сейчас работают над очень крупным объектом. Если они пришлют, не пришлют, а слово у нас записать, и нас у нас очень странные некоторые ученые, не археологи наши, и некоторые люди почему-то хотят, чтобы все проходило через них, а через них оно приходит, когда уже Ленин ожил и пошел прогуляться по Красной площади. А гуляет ли он или не гуляет по Красной площади, мы все знаем. Доходит, я не знаю, это очень странно, и почему-то они не сильно хотят, чтобы те делились. Но, насколько я знаю, я делюсь информацией только официальной. Мне нужна краткая информация, чтобы люди об этом знали, чтобы интересовались. Почему? Потому что в соседних регионах, скажем, Чихмаяль, царь, заснимает чады, хаку, что и ойча, чокайлдахкар, штукой. Не говори, дол, что вот он там говорил как-то, вот Султан упомянул, что там по спутнику, там по снимкам они ищут подобные места, так как там вскоре упомянул об этом. Да. И я раньше, вот, давно еще, когда только вот эта планета Земля, когда появилась, программа, первые самые, когда такие нормальные снимки именно нашей республики, когда появилась, я вот этим занимался, искал, у меня даже есть некоторые, я вот скриншоты делал на компьютере, сохранял, я находил очень много в горах таких мест, вот явно видно, знаешь, с высоты птичьего полета, метки, какие-то рукотворные объекты, Заур, совар дела. Да. У меня 2 минуты, чтобы сохранить в Инстаграме, сохранить ирер. И я сейчас перезагружу, Заур, совар дела. Перезагрузить ее. Инстаграм, подписчики с Инстаграма. Я сейчас перезагружу, потому что у меня трафик заканчивается. Перезагрузиться я. Смелдись, Инстаграм, исчезнуть то. Уже прошло 3 часа, мне нужно быстро это сохранить. Не теряйтесь, я сейчас перезагружу. Кому интересно, заходите, и мы продолжим дальше нашу дискуссию. Так, освободил. Заур, а ты можешь... Я ему, вот что это, прямо место, со мной созвонился человек, со мной с Ибраимом связался человек, который прямо сказал, что он может показать с точностью до метра, где есть захоронения, которые не разграблены, где наткнулись на кувшины и на все остальное, информацию. Он Султан, что не ездит, очкана. Он сказал, много таких мест, мы знаем там уже, что есть. Их то есть они... я понял. Я не знаю, не разбираюсь, поэтому спрашиваю. Может, какая-то... У нас огромное количество мест есть, но это не так делается, ЛРЦ. То есть им это не столько интересно, я так понимаю. То есть работы много, мест много, а археологов всего лишь 2.
Ну да, вот беда, наверное, в том, что как раз-таки им не интересно, потому что они это потянуть, наверное, не могут ни финансово, ни технически, ни численностью своей. Я мдукаю меткш, я тебе говорю, я буквально по квадратному метру изучил вот практически всю юго-восточную, юго-западную часть, вот горную. Там очень много объектов, причем в таких отдаленных местах, что вряд ли туда последние там 200 лет, наверное, даже туда никто и не ходил. Ну, Владимир Ильич, наш край богат на такие вещи. Даже 2 военные базы нашел. Вертолет шлять, военный базу нашел. Разово. Даже 2 военные базы нашел, ба. Военные базы. Ладно. Слайд, ладно. У тебя в эфире про какие-то военные базы, дүйшілер әлі тесми бош болыр. Чувашчан, Масада, Гушма, Вайгуарта, ну, мадаться. Ну да. Короче, ищем этих штукаю. Очень, Да, очень много, ты знаешь, вот больше всего, вот несколько объектов там есть, как-то, может, все-таки Султанову стоит показать. Это настолько далеко, настолько высоко в горах, что даже, ну, там, удивительно, как, зачем там вообще люди селились, жили. Там Ну, уже, потому вот, что выбора не было. Зачем было да, ЦРУ? уже вот почти вот Гюржи, Махдакачат, уже где вот эти черные скалы, где начинаются, даже где растительности нету никакой. Цигаюк, вот прям явно видно вот, геометрически правильные формы, там вот какие-то скопления вот таких объектов. Даже где растительности нету никакой. Фига, вот прям явно видно вот, геометрически правильные формы, там вот какие-то скопления вот такие. Объектов. У тебя фотки есть, Баря? Да, есть. Скинь мне, я ему при встрече покажу, посмотрим. Раз уже зафиксировать иногомясти. Я отформатирую, да. Хорошо. Вот. Качество халитла очень обязательно. Да, как могу, ну, качество, не, явно шады гушту тяга, просто когда стирают что-то. Огонь. Аша. Вот у нас дал Сидвалд Санхоми Бусуб Нохчи Данатятин Хой Вошса Адлан Дейрес Хил да Духуахуаль. Да, мог шмяшли. Адлансом уже специально шозлах, козлах и чумяцуне. Одни и те же, в основном за Урбену, уса DIOH, шозяет. Все старые, те, которые понимают, что без этого мы не выплывем, те пытаются хоть как-то помочь. Эфир продолжает. Я знаю, что заметил. Тебе на раскачку, не тебе, вернее, а вот участникам, слушателям, на раскачку, чтобы тут как-то активность какая-то появилась, как минимум 2 часа назад. Ну да, изначально, да. Дулы,
потом раз, начинаются тут какие-то обсуждения, терки, споры. Ну да, да, есть такое. Есть те, которые попозже подключаются, есть те, которые пораньше подключаются. И каждый по-разному говорит. И я вот про этого Тузика, Чатузика рассказал. А, да, кстати, Заур Велериоица, тем заканчивая, хотел привести. Да, уважаемые друзья, я вам обещал и забыл, как-то мне выскочило из головы. Другой нарниец подскочил, поддерживая Чатузика, решил рассказать нам, откуда взялось название, имя Чаборз. И по его вы видели опровержение на моем канале. Он написал, что Чаборз, оказывается, Нохчи даже такого имени не имели до тех пор, пока у ингушей не взяли из произведения Идриса Базоркина. То есть 1960-е, 70-е годы я занимался в пределах этого. То есть до этого якобы чеченцы не знали именно Чаборз. Но, как вы поняли, он там начал рассказывать, вот философствовать, вот вы так лажаете, садитесь в лужу, после этого вам не стыдно, Аладдин, окол, эпопея задействовал. Сагалгайче, есть там один нарнеец, он и зеленый еще Цахаче Илюк тоже, который вечно любит ныть, как обиженная Жиро. Ну да ладно, извините за мои такие высказывания. И я поднимаю камеральные списки, смотрим. Далеко даже идти не нужно. Когда Базоркина еще в проекте даже не было, имя Чаборз есть в официальных документах Терской области как чеченское имя. Вот. Потом я начал интересоваться, это же их фишка, они же любят вот эти темы расставок. А как же назывался волк? Они же говорят чеченские, ингушские, разные языки. Поднимая списки, в Толмаче, оказывается, у них волк называется не Борз, как у нас, Б-Ор-З, а у них Б-У-Р-Ц, Бурц. Бурц, алязиду, русский толмач. Это до того, как чеченцы и ингуши объединились. А вот когда уже общее ЧССР было при Халиде Ашаеве, Алироеве, при них когда было, уже у них ингушский, я это тоже показываю в книге, это чечено-ингушетия уже, в то время у них Борз называется Б-О-Р-Д-З, Бордз, и ни в одном месте ни Бурц, ни Бордз, ни Чабордз, ни Чабурц, таких имен нету. И нету их ни у Идриса Базоркина, и само собой у чеченца. А чисто чеченское название Чаборз, оно есть. И поэтому в эту лужу сели не чеченцы очередной раз, а вы сели, когда позоритесь. Для того, чтобы говорить, это наше, и чеченцы у нас это украли, зайдите, посмотрите, как вы это говорили, как вы это писали. И все. Кстати, чтобы было понятно, Борз у нас там делится на две части. Стая, кажется, Берти называется. Не Берзлой, а Берти Олмячусу, Галцеваля. Да, Берти, ну, именно имеется в виду, ну, как в животном мире, по зоологии, не знаю, как стая волков, Берти. Промышляющих. Пент Урал, на большой дороге, аэропорт. Те, которые занимаются не самым лицеприятными, да? Рекетируют. Ва алейкум ассалам. Хорошо, Адлан, хорошо. Пошел. Авай. Башлан, Берти, я не ушел, Жимборзил. Ага. Берзлой, общий юг. Ага. Эрден юг. Ага.
Что? Что? Нагашен полевой материал. Сосо подадувача на ашукотер. Я мастер передадуваю. Чего вы адватах Ибраим? И санен хуяху. Санен хуяху. Он трой бон. Он трой бату. Нен те. Алазайм. Чуаха. 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 В первую очередь упреки в твой адрес от свой авторешил. Оборзелом хлять. Из-за тонен дас шледас дюсас оборзелом хлять гервилу душ хлечух тердуи. Из-за самого моктон видно вот самого динват войны адочка лен хуй бехклерен был. Зелом с чунен хуй شنو اشتنين خويا في الأقصى حتى ناس ليزة إيه زينو بعنيا اشتنين وشو حيزين خلاص الله مع سويس دعيا لون يوني عنصر نورمال خزي شو ديك خز شو هيتي أول شو عسويزي وفقرو Adlan Svez dayalı. Adlan. يوني عديتل Adlan Svez dayal şer. Bu da izgâr şora. يوضو عيوني ليوشتك. يوضو حاخلات كاريكاتور شويتشي. هوني عدين وجهي هردوي بوش. هو حيز هندو ويتاق نعم. بشلا خذ خير هنستغنى حاخلات كاريكاتور شي حاخلات بيوخ برسار ديتسجي ديل دا حوحوت سيفيتا صحية أصلا وشا تجيما تير نعلش تير بيوخل تير جوتشل بيوخل حوت داق لاتا حونيوخ يدا حوت الوقسة اشتغل ديش دون تغنى تناقص توسيك تليفون ياتش نقشي internationalni klub kunukiyasras halk hoştu şöyle diyorlar işte çalağosta işte Instagram çaginer yani işte publikasyas değilda yani bitay galgi bitay maço tehirzen hasan boğsa harla gen bu it olqan вообще gen bu taxtayno avşa Stavropoler avşa maşan sasayna صدقش بتاعش عودل بلاش إناخ بتاعش ساعة إيش تبوخ سوشيك أس بوخسين سوبر ديلا هينس ساق أميل ديتلا حبيب هينس عقيت روح أس ديتشن ها نيتسخلش تا ميسكولشنا نيتسخ متبوي هو أخشنسا درجنسا هو تيش ولا هو самиск сагна тем халхас хай хумш сагоита. Это называется благородство. Это благородство. Хинсвай тагна сюхача нохчи и ницкабу и мокшел ю и хайк алду и шадигду и дюналду ديلا بتيش بيش سنبويش غلغي بتيش بوخش بشا ملدق بوين يقحا انس اش دقم دم مدري صار خو اديشي صار خو اديشي وي نخشي مدوي بوخش اش دوي но фактически и суна и низ позиции цахиет тагана ва ат аш долша дохал дошта ишмял бюрнаг вей лец дюч тхалчи ва ат аш халчи ديلا وي تقويشول وي چواريات وي ديلا سام بيتش مبوي Да. دقر بو تغنا وي اتارها تغن شي كيرش كياتش شي اخشن شي ميتناچ ساني شي خارцунц شي питанц
ишадик дештега, лилоштега, и из-за мардермаду. Вейнца дала, вейна доштуи, но вей текушел, вей чорном, мел чо бали дерду. Так вей худет есть такинс, делайнс, а вейм ишдаат айрду тига, текушел, чвар цар, шаш далюстарю, сан так, и доу сяндич дуай, тахан чакдак диеш дуай, чакдак диеш дуай. И цохумне оставан цунагостик, вистхольшхенас бог, белдат, тахана, ху ацарсиум сундал дюч далаха, ош далах, му далах, юхдал ош мадаци, юхдал ош мадаци. Хабякна, я социгаху, ордин ахсанциг, галы махкахуль шу, юхдал ош хум мадаци, бяш боц дер, шаш харц бол дер, асам харцнах мабици, харцнах. Вейх гулкудоцик дюч беш, но башлам, суесуек хача, таган в теме волшвегвац, в теме, хордина хунгуш ишадеги, хордина ахстидам бяш буцар оштеги, важдеги, такэх шхуля, и ты должен выразить свое мнение. А если я не в теме, если я занимаюсь продажей своих булочек, образно говоря, и лишь бы у меня было, мой бизнес процветал, лишь бы моя работа цвела, изом ерундадер, изом питные болнах, дючду, юни, питные, обошлам, кинак, царь питнихум шлилду, а вы что вы вежриду, шадегавы, бусурбду, бохшбеша, это можно так говорить. Но если ты не хочешь вникать в проблему, но таган на сегодняшний день выше шиваш валаха, башлам юни. Таган выше нюкаха, хурани шеше мнение шмаи на бытовых даже уровнях, примерно. И в бытовом уровне, какие бы мы ни были, дас, нанс, винвал, шиваш валаха, у нас может быть какие-то разные мнения. Конечно. Но это же мы можем разрулить 2 секунды, подойдя к старшему брату. И у него спросить, сабашламца, и хум нистелла, и башлам савашву, сотюн вашаву. Просто Аллах сюгинс, башлам харцву, тюн гладухи. Я сюг гладухи, со нисву, хай эллага, Амелдац, башлам, интервалсун, эльчам, вейш, шивашмави, и чак дерду. Отцу, шубарт халбез, шувежри ду, шубусурбнах ду, шуцахам ду, ваш сбог шхальча, аз богцинг, свободия, аз мацабот хойшин, адов ду, веждик ду, и нис делага, кум вежри ду шадерши. А да, тхарцвек, милу хойшин. И бейки, хума мадаци, аз богштик. И тогда на сегодняшний день вот эти дежурные слова, суна, мне претит уже это. Дели дуаха хуна, дели дуаха суна, тахан галги махчи, и гилки аболнах карварби хаон. И гилк долш болнаха болш бухаон. Моссу агора. И шадига бусарбал, вешал, шади карорди хаун, суна горди нацига, каруашадуи. Но амбааду, я сегодня даю четкий ответ, что сегодня 95% ингушского общества, не меньше и не больше, 95% на сегодня больное общество. Больное в ненависти. В какой? В большей или меньшей степени. Денан эрбершбу, не алшбохшбешхербу, отдельный камду бохшбешхербу, или же наоборот, галгех, ногчи бойльбу, бохшбешхербу. А почему, на чем основываются вот твои измышления касаемо именно 95%? Почему именно такое? Это уже аналитика, это моя личная аналитика, это не интернет. Это не интернет, это личное общение. Это личное общение, потому что я очень просто, Башлам, я любому своему товарищу задаю 2 вопроса. 2 вопроса. И я когда-то тебе озвучивал давно, я задаю 2 вопроса. Первый вопрос. Галги ногчи, кто от кого и как это
насколько не просто вежри щекам, а кто от кого, бух мечабу. Второй вопрос – отношение к земле. Нохч лачкаинду и лат в 18 году. Или же Галакш в 2009 году, Лачкадына, Нохч Хадякнагду и в 2018 году. И вот когда ты задаешь самому порядочному, самому воспитанному, самому достойному человеку, которого ты вынуждаешь задавать и ответить на этот вопрос, он тебе в итоге отвечает ту вещь, которая тебя абсолютно не устраивает, и ты понимаешь, что перед тобой человек абсолютной ненавистью, абсолютной несправедливостью и бесчестием. Все. Поэтому я говорю так. Второе, Хажа Башлам, сегодня давай посмотрим на паблики и лайки, там, и под моими публикациями, под твоими, там, еще под другими, то, что связано. Мы почему говорим, что цацбешбол, что интернет чё? Лило ждуешь? А в жизни реальной, типа, это нету никому бала, бац, тхошадыши, вежижду, а интернет что. Но давай так, не обманывать друг друга. За каждым ником, самым секретным, самым спрятанным, абсолютно засекреченным, непонятным ником, с нулевыми там публикациями, с нулевыми подписчиками, совсем, стоит конкретный человек, с конкретной фамилией, с конкретным именем, конкретным отчеством. И сегодня, если даже это сложить, осознавая, что это интернет, понятно, это же не боты, это реальные люди. И когда ты понимаешь, это все складываешь из реальной жизни, из общения, и еще и интернет, все вместе, это все реальные люди. И тогда ты начинаешь понимать весь ужас происходящего. И тогда ты понимаешь, что почему ты должен молчать, имеешь ли ты право молчать. И сегодня, Бог, я сегодня я никогда в жизни не думал, я не мог бы вытерпеть морально, если бы мне кто-то что-то гадкое сказал, горбатое слово. Но я сегодня стал нормально к этому относиться. Это та жертва, которую я должен принести, если я хочу что-то сказать, свое мнение, и сайнису даал. И тогда, если это такая жертва, когда тебя проклинают, оскорбляют матом, перематом, сплетнями, всеми этими делами, ну тогда это тот путь, который ты должен пройти. Башлам. И если ты в один момент... И хажалинс на сегодняшний день масак бог что инс ладухш болчарна пи ладухш олшбаш. Так не бывает, чтобы ты был золотым, ты был удобным, чтобы ты был сладким для всех, булочкой. Так не бывает. Однозначно, в итоге все, которые вокруг, другие мнения, которые имеют, ты им всем не угодишь. И ты однозначно для всех них будешь неправ. Но тогда, если ты в итоге, в конце концов, скажешь, а зачем я тогда вам пытался угодить, зачем я вам тогда пытался красивые слова говорить, лучше бы я изначально говорил бы настоящее свое мнение и говорил бы правду и справедливость, но испытал бы все с вашей стороны оскорбления, там, унижения, там еще что-то, сплетни. Лучше бы я этот прошел путь. Эрдек Хермади, в любом случае. Лучше давайте с самого начала, как мы начали, идем, вот так и продолжать идти. Иначе... У тебя есть сомнение, что я свернул со своего пути? У меня нету, Башлам. Я говорю за себя, я за других не говорю. Башлам, у меня нету сомнений за тебя, но я еще раз, ты пойми меня правильно, мне, самому сильному сюекача, это моя версия. Я же имею право так говорить. Конечно, но даже мне, Башлам, нужны примеры. Мне тоже нужны единомышленники. И я поэтому к тебе сейчас обращаюсь. Тем самым хочу от тебя еще раз получить, опять же, поддержку, давая тебе поддержку. Ты делаешь, Богчинах. Я не сомневаюсь ни грамм, но я еще тебе хочу дать
мотивацию тому, что все, что ты делаешь правильно. Все, что ребята говорят и делают в HR, доглашбеш, тахан олшбеш, тахан бяштек, все, что делается, дель рейсхиль аль-яцу. И поэтому это нельзя прекращать, потому что на сегодняшний день, Башлам, давай так, мне сказали информацию, а я ее хочу выяснить. В Москве есть ботофермы, которые, понятно, федеральные ботофермы, которые политикой занимаются, всеми делами. А мне сказали, что в Москве есть ботоферма ингушская. На средства меценатов сидят, целый этаж сидит и занимается вот этими делами. Такая же в Магасе существует контора, сидят молодежь на компьютерах и точно так же занимается. Когда мне это сказали, я проверю, я уточню этот момент, но у меня это не вызывает почему-то сомнения. Единственное, у меня огромное желание выявить этот механизм. Я постараюсь его выявить, зайти изнутри и это все выяснить. Если это правда, то тогда ты поймешь, и все поймут, насколько все серьезно. И сегодня просто говорить, давала башлам, схултноцик, дуйц, вайведжи, ду юнис, бютейший галгай, вайведжи, ду, давай так, вайведжи, ду, вайцаамду, цаамдалаха, таган хафамилию хую Чумаев. Со фамилией хую Успанов. Вай ца фамилия лаха, вай цандас, цананс, диндалаха. Мы должны быть я должен быть либо Чумаевым, либо ты должен быть Успановым. Либо, если вай ца амдалаха, мы должны быть либо Нохчи, либо Галай. Поэтому это дежурные слова, это красивые слова, это можно говорить в вежриду, но вежри сун где-то год назад, 2 назад у тебя в эфире я сказал, сунгаский бужри, дюйнал должен был гаский бац, сун больше, Коля вала и Степан вала, казах бусун вежри, сун сюли бух вежри, сун геберт лобу, эрнлош буса по жизни. Ну, я к чему? Поэтому у нас не эта ситуация, просто говорить, что мы братские народы или еще. Мы сначала давай выясним, кто от кого произошел, кто что делает. Хотя на сегодняшний день ингуши делают огромную ошибку. Огромную ошибку. Они, пытаясь создать и утвердиться как самостоятельная нация, они делают огромную ошибку. Они приобрели бы в 1000 раз больше, если бы они признали фактический факт, что они являются частью чеченского народа, и тогда они по праву пользовались бы всей историей Нохчи как единого народа, как наследие это все. Но сегодня просто 200 лет назад, 150 лет назад, объявив себя другой нацией, и сегодня, например, публикация на мои заявления, что ингуши не принимали участие в войнах против России, и они начинают приводить доводы против. И они приводят такие вещи, которые ингушский народ Орстхой был вынужден царскими властями переселиться в Турцию. Ингушский народ Орстхой сражался там с царскими войсками. Вот это там то-то было сражение. Они перечисляют... Видео, да, я царин, Орстхойш. خودخواهی نوخ چی سرنی تعنی تو هم بیندو تعال غلغه چه تو هم سبیده باشه ویدیو да я царин. Видео. Я не видел это видео. А я и там. Ну я к чему пошла? Ты же понимаешь, о чем мы говорим. О чем мы говорим? Зачем это делать? Ажал цагана Ахмад Барховац. Бели даха Бога своего. Он мне просто, чтоб ты понимал, он мне позвонил, когда я на этому Чуборзу ответил, публикацию сделал, и написал «Плод инцеста». И дальше еще там плохие вещи.
написал и вот так о нем отозвался. За то, что он такие грязные слова сказал. Плод инцеста. Ахмад Бархо мне просто позвонил. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Он знает меня. Мы как-то раньше разговаривали. Мел хаз гилка, камел динцо. Вистахела, дели, дуабоцо юни. И плод инцеста Бога, это, ну, мать, отец, вождик, ну. Да, между собой. И диха динацосек. И адякча, вождика вайлистердер. Азбо бела, идюналом тюрдунсун, камелдац, асинца и плод инцеста дайокон. Ша вистхерву, ша эраду, я выйду на этого Чуборза. Я думал, что он его знает лично, он с ним пообщается и призовет его к разуму. Но он его не знает или что, но он сделал это видеообращение. Тут я, опять же, как чеченцы, меня многие вещи не устраивают. То, что он там к нему обращается, он начинает его оправдывать, что это он не это имел в виду. Ты, наверное, говорил, что над тобой там издевались, там насилие делали, но никак не таайны, цатаайны и хумшдоча. Он дает не бит субьюхумна. Чеборзом яцери. А что ты хотел? А что ты хотел? Он же он должен себе оставить место. И войс гуалаци, но он Ахмада со всем уважением к нему, у меня очень часто с ним бывает, и причем шутраши, я его нисколько не поддерживаю. Он гнет свою ингушскую линию. А что ты хотел? Он ингушский националист. Башлам, но давай так, есть адекватность, да, есть возможность общаться, и есть, он мне, например, когда я говорил Чеборз, это, я написал, что Чеборз это чеченский, чеченский. Да. Он мне, тот же Бархо мне говорит, Юни, Дела, ну, у нас, у ингушей есть такое, в книге Базуркина было. Ну, вот я сейчас включился в прямой эфир, ты как раз об этом говорил. Ну, где Кура, где мой дом? 68-й год. 68-й год, когда книга вышла Базуркина. Ну что, это вчера он написал. Тогда даже если он это писал, Чеборз, это однозначно он принимал чеченский топоним, там все это имя, это все это понятно же. Нам это все понятно. Но сегодня он, даже самый воспитанный, самый порядочный, говорит, это ингушский писатель это использовал в книге, значит, это мы имеем это. Вот это Мильву Вайнага, Тесаев Эльри, это одна фраза, замечательнейшая фраза. Ингуши хотят все чеченское, при этом оставаться ингушами. И вот эти поползновения, если не показывать, если не говорить, если не ставить на место, поверь, завтра Масана Бали Дельту, ты не моложе не станешь. Я моложе не стану. Но мы будем видеть, что как мы передаем эту проблему следующим поколениям. Сегодня, в конце августа вышла книга, я сегодня публикацию сделал, 622 страницы, вот такая толстенная книга, огромный А4 формат, вышла. Да ну ты что? Уже у тебя. А я завтра собрался в Назрань ехать искать ее. Но теперь я тебе скажу так. Если будешь скрупулезно искать, есть там моменты, которые можно прикопаться. Но так, в принципе, это сборник материалов везде. Вот там пытается указать, это Нарский эпос, первый том. Ну, видать, поступление хорошее. Он же пропал из инфоповода. Все даже... Нет, там же он 450 источников, ссылки у него. 450. Да, вопрос даже не в этом. Сейчас это только первый том. Готовься приобрести еще второй том. Но на безрыбье и рак рыба, говорят у русских, есть поговорка. На сегодня на отсутствии реальной истории и исторической... А рекламировала это все, знаешь что? Я знаю, Гагиев и Танзила.
А они, ты знаешь, откуда у них деньги? Да. И Да. ты знаешь, ты же понимаешь, что Руслану сегодня, для него книга выпущена, это мечта всей его жизни. И сегодня этого дурачка... Это уже третья книга. Но стоит Ну, это уже видишь, третья а они, книга. ну, ты же понимаешь, что это бизнес у Гагиевых, это бизнес на издательстве. И они готовы издать, ну, на безрыбье, я повторяю, рак, рыба. И Руслан для них великий историк, поэтому, ну, вот показывает всего лишь уровень. И коррупционную составляющую Гагиевых и Танзилы, как они... Честно, Йони, честно Да. тебе скажу, мне абсолютно наплевать, что они грабят, воруют у своих миллиардеров, у своих Мне абсолютно наплевать. Это меня не касается. Это не если цинчуаха, войнохчи хавосбати, хабарбат и сабарбати. Ты не гражданин Республики Ингушетия, я не гражданин Республики. Нам чихать. Пускай занимаются всем, чем они хотят, это их собственное дело. Но они же касаются. Но они Главное, же касаются. да. И главное, чтобы нас не касались. Если касаются, тогда мы будем отвечать симметричными, как говорится. Объясняю. Весь смысл работы Гагиева и Танзилы просто как проекты, которые хавают бюджет, он у них абсолютно бесполезен и не финансируем, если не будет насаждаться, продвигаться Великая Ингушская и античеченская. Вся эта тематика. И вот тогда только они становятся востребованными, тогда они становятся дутыми патриотами, тогда только они становятся интересными как грантопожиратели. Все. Поэтому только лишь они могут на этой теме сегодня... Миля? Адвата Мичана. Ну, стукач ФСБ, московский стукач убеги, ацар, Сервиков, Ереси, Сердюков. Ой, Севрикова? Да. Елена Севрикова? Да. Ну, я так понимаю, что когда она написала на меня доносы ФСБ, Генпрокуратуру, и везде написала доносы, чтобы меня призвали к ответственности за экстремизм. И когда я ей ответил, и когда меня вызвали ФСБ, я им сказал, объяснил ситуацию, и они сказали: мы ждем от тебя встречного заявления, и мы 2 секунды ее казним. Я сказал: нет, я писать ей не буду. Но если она еще раз рот откроет в мой адрес и против чеченцев, то тогда я буду с ней по-другому разбираться. Но они же вроде бы кормились с одной кормушки, дома они все, она же была из пула Гуцериева, она бывшая его там в секретариате работала, потом ввиду своей старости лет и профнепригодности, отсутствия привлекательности, наверное, было опущено на вольные хлеба. И тогда ей просто ее финансировали, чтобы она издала эту книжку, журнал Гамарджоба, там, Ингуши. Ты же помнишь эту всю ситуацию? Да, когда она поехала, и всех чеченцев в Панкисе, профессоров, и всех на свете, она предпринимателей, она их всех выставила ингушами, и когда я сделал замечание, зачем ты врешь, она тогда на меня начала наезжать. Но ты же помнишь, как совет старейшин ингушей, старики сидели, и из нее сделали великого, чуть ли не руководитель администрации президента России, вы, московская леди, помогите нам в борьбе против чеченцев. То есть она их заверяла, что я донесу в Москву, кто 0 без палочки. Елена Севрикова. Поверь мне, она не одна такая. Там была еще в Техасе, в Америке, еще одна, которая сказала, что донесет вопрос по границам президенту США. В то время сейчас донести ну, алхирим, что и но теперь, Башлам, я пойду заряд этот ход Хаетис, Пауэрбэк Хаетис. Я к чему? Теперь после этого она же просто замолчала, когда ей, видно, хозяин сказал, что не лезь, куда тебе не надо. Это же все намного проще. Ей была дана команда не лезь, куда не надо. Все, она заткнулась, куда она пропала. Я сколько пытаюсь, пусть объявится, скажет там, что она есть. Может, образумилась серьезно, откуда знаем? Может, нет, она не образумилась. Просто ей перестали давать деньги. Она же купила себе
Прильбрусе квартиру купила в Прильбрусе, она купила себе квартиру в Батуми на вот эти деньги журнала. И, видно, она поняла, что не вытянет этот конфликт, и что Генпрокуратура и Центральный аппарат ФСБ абсолютно меня не казнили тогда, выслушали, послушали, вызвали на допрос, ну как, опрос, на беседу пригласили, я им объяснил и сказал, что я готов дальше сражаться и объяснять свою позицию. И все на этом, куда делось все. Так. Юля, а почему ты отказался от встречного против нее? Объясню, почему. Объясню. Людям, которые это недостойны, зачем это? Юни, шуш вистрился с Хавошин, Корочу, Хикратенсен, вистрился. Да, я отказался, ну, наверное, во-первых, я понял, что она уже повержена, и понял, что больше она не объявится, что на этом конфликт закончен. Во-вторых, войнок Чемуду, когда конфликт выяснен, что она, ну, не получилось у нее, я посчитал, что, наверное, я многим дам повод, что я с какой-то бабой сужусь или там пытаюсь там что-то, хотя я однозначно, ты прав в том плане, что это нужно было сделать показательно не ради меня, а ради нации и выявления, потому что я прямо Севрюковой, и на беседе ФСБ я сказал, что я хочу, чтобы вот это заявление Севрюковой дошло до окончательного варианта, чтобы меня обвинили. Единственное, я максимально сделаю, чтобы был он открытым, этот суд, по обвинению меня в экстремизме, по заявлению Севрюковой. Но я тогда в суде хочу, я заинтересован в этом суде, чтобы мне этот суд даст возможность выявить все финансовые потоки, которыми она пользуется. Кто ее финансирует? А мы же понимаем, кто ее финансирует. Это ее бывший босс, настоящий босс был Гусериев. И я тогда сказал, что я хочу выявить вот эту последовательность, откуда она берет эти миллионы, на чем она зарабатывает, кто ее, и тогда пускай вся страна и все чеченцы увидят, пускай увидят, что кто за этими провокаторами стоит. А уж тогда он хочет, этот ваш босс, принять на себя этот удар, принять эту репутацию, что он финансирует человека, который занимается чеченофобией. И тогда пускай это будет всем известно. Но все, она бегом отошла. И когда я это объявил, она бегом отбежала в сторону. А я тогда дальше уже посчитал, что неблагородным встречное заявление писать. Потому что она отбежала в сторону. Она думала меня напугать этими заявлениями и началом разбирательства. Хотела перед ингушами показать себя крутой, что как она со мной разберется. Но у нее не получилось, и она теперь пропала. Живет где-то в Батуми, наверное, в своих купленных на античеченских статьях, публикациях, журналах. В Эльбрусе, наверное, ездит, в Москве, наверное, бывает. Ну, все, теперь, видно, поток содержанков, наверное, чуть-чуть отстранили, поэтому она замолчала. Но проблема-то в том, что Севрюкова ушла, но ей на смену есть же другие, есть параллельно, которые действуют. На сегодняшний день для меня лично я не могу понять, я не мог бы понять Башлама, я не мог бы понять себя, я не мог бы понять сегодняшнюю научную мысль там, чеченского народа, если бы мы нанимали такого, как этого Мильвы, Плата, Мильвы. Ну да, Артем? Ну, Артем Плата. Вот настолько сомнительную во всех отношениях личность, сегодня его финансировать, я не представляю. Разница в менталитете, наверное, вот в этом тоже заключается. Я не представляю, если бы чеченцы сегодня наняли бы Артема Плата, чтобы он сегодня рассказывал о чеченской истории, он сегодня требовал бы там от Москвы чего-то в выяснениях с ингушами, я бы уважать себя перестал бы, я уважать перестал бы всех нас, если бы мы
такого проституствующего человека, если бы мы наняли. Почему сегодня в ингушском обществе, среди их интеллигенции, среди их научного сообщества, среди их общественников сегодня считается нормальным эту сомнительную во всех отношениях личностном порядке? Можно я одно тебе, как брат, скажу? А какая нам разница, если он нас не затрагивает? Пускай нанимают кого хотят, очень нам есть разница. Если он нас не затрагивает, очень абсолютно нет. Кто не затрагивает? Плата не затрагивает. Да, если он не затрагивает, мы не будем трогать. Если он тронет, допустим, если он затронет нас, мы просто-напросто 5 секунд его опровергнем и покажем его браваду. А так, какие у него там ориентация, какая у него, нет, между ними дела, мне интересно. Башлам, об ориентациях сейчас, заметь, ты сказал. Я сказал сомнительный человек. Я вообще говорю, нет, я вообще говорю. Теперь Башлам, ты же прекрасно понимаешь, что он, естественно, затрагивает. Он, естественно, для этого и нанят. Но вопрос, убедителен ли? Вот что. И когда выступает, рассказывает об ингушской истории, понимая, что он восхваляет свое, и когда он рассказывает, повторяет чебиевские слова о башне, что у чеченцев ни у кого народа да, нет. это было, но я это сразу... Я сейчас говорю не тебе эти слова. Я даже больше говорю это слова тем, кто сегодня или завтра услышит с твоего эфира. Им не стыдно ли вот таких называть себе защитников? То есть я привожу какого-то непонятного человека, над которым ты смеешься. Разве это аргумент? Неужели это же говорит об ущербности людей? Вот идут нас Бога. Поэтому, Башлам, я не буду тебя долго задерживать, если вопросы какие-то есть, я бы ответил бы. Вот сейчас телеграм чуаца юник хаттер душу, хаттер душу язи хат юник. Если у вас есть вопросы, задавайте, спрашивайте, пока юник. Я просто хотел сказать, юник, не стоит проявлять благородство к тем людям, которые этого не заслуживают. Абсолютно, согласен. И каждый раз, когда мы молчим, где мы смолчали, где мы там как-то, не обратили внимания должного или еще что-то, тем самым мы даем повод для других подобных личностей, для каких-то других высказываний, они более уверенными становятся. Это мое мнение, я считаю, что надо каждый раз пресекать. Очень правильно, очень правильное мнение. Ажал Башлам. Пожалуйста, ваш Заур, Ажал, вот помнишь, Башлам, по поводу Марьям Карачаева-Черкесии? Помнишь, я рассказывал, что даже вот здесь этот список этих пабликов ихних, 21 паблик был, который античеченским, явно уже аналитика сделана, и 21 карачаевско-балкарский паблик был античеченским. С этим списком пабликов я же не постеснялся, пошел и в ФСБ, в РУБОП, РУБОП или там Центр по противодействию экстремизму Карачаево-Черкесии. Да, пошел туда, и я обозначил проблему. Как вы смотрите на вот это? Вот вам информация, и, пожалуйста, проанализируйте. Я подозреваю, я вижу явную античеченскую направленность этих пабликов. И эти структуры работали по этим вопросам. Во всяком случае, потом уже с аппарата главы Карачаево-Черкесии сказали, нету проблем, там то-то. На сегодняшний день же утихло. То есть явно античеченская направленность этих пабликов заткнулась. То же самое, к твоим словам, что нужно этим заниматься, и где надо писать, где надо призывать власти к этому, структуры, надо это делать. На сегодняшний день, Башлам, ты не видишь, какие паблики ингушские, что они творят, что они говорят, как они себя ведут. Мне рассказывать не нужно, про это я прекрасно знаю. Поэтому я сегодня считаю, что я сегодня просто беру их, собираю эти паблики, и не здесь, не на уровне управления ФСБ по Ингушетии. Потому что у меня серьезные сомнения. У меня огромное желание, я буду сейчас в Москве, и я буду на федеральном уровне, на самом верху задавать эти вопросы.
Почему? Я сейчас объясню тебе один вопрос, Башлам, который, например, мне странно. Это прошлой осенью или весной, я не помню уже, ну, грубо полгода назад должен был быть конгресс в Тбилиси, кавказоведов. Я, как обычно, туда должен был поехать со всеми чеченскими историками. Я должен был туда поехать. Туда приезжают со всех республик Северного Кавказа ученые с Закавказья, с других стран. И там собирается порядка 150 ученых и вот кавказоведов. И ведут там секционные тематические вещи. Мне наши структуры говорят, что тебе туда нельзя ездить, потому что там, грубо говоря, там враги России организовывают этот конгресс. Я говорю, хорошо, я законопослушный, я не еду. Но тогда вы должны же сообщить по всем академиям наук Северного Кавказа, что туда вам не надо ехать. Потому что люди, не зная, поедут и могут подставиться. Ну, как же это получается, Башлам? Ты не знаешь, ты едешь, а ты там едешь к Мирабу Чуху, организатор Адыгский дом. Это абсолютно антироссийская организация, образно говоря. Повод есть тебя взять и, грубо говоря, наказать. По возвращению домой, правильно? Да, по возвращению. Поэтому я говорю, я сейчас выйду от вас, вы меня предупредили. Я говорю, я сейчас выйду, и я тут же начну звонить ученым, чеченским ученым, сообщать максимально, и чтобы они дальше сообщали, чтобы ученые туда не ехали, это будет наказуемо. В итоге что? Чеченских ученых, я говорю, предупредите их, пообщайтесь. Они предупредили наших ученых, пообщались в Грозном, решили вопрос, те не едут. Ингушские едут. Я спрашиваю, а почему так? То есть, почему? И им нормально, они поехали, приехали. Но им в противостоянии там нету Юни, который может их заткнуть, когда они лишнее слово против чеченцев скажут. Нету чеченских оппонентов. Есть возможность достать ингушский флаг, побравировать этим флажком, как они любят, начиная от Тезита и заканчивая где ни попадя своим флагом, который таскают непонятно, либо в кармане здесь, либо на заднем кармане своих джинсов. У них всегда дежурный этот флаг висит. Почему сегодня меня предупреждают и мне угрожают на сегодняшний день наказанием, реальным наказанием, если я поеду туда на конгресс, почему кому-то ничего и разрешают, и позволяют? И я тогда, сомнения у меня, это здесь на месте так решают. Поэтому я этот вопрос буду задавать, в самом верху буду задавать вопрос. Потому что на сегодняшний день, сегодня что такое разобраться с пабликами? Что такое разобраться со всеми? Башлам что-то не то делает в этой жизни против страны, например, мешает в этой стране единству, там еще там многонациональность, там, и там всему прочему. Ну, по рукам дайте Башламу. Юни виноват, дайте Юни по рукам. Тот Вася виноват, дайте по рукам. Но если мне бьют по рукам, а Васе не бьют, или Махмуду не бьют, тогда я задаю вопрос, а в чем великая идея этого всего? Поэтому с межнародным шутить нельзя. И все, что мы сегодня занимаемся, как настоящий ученый, ты... Собордила, Юни, собордила, хай, дошли смодила. Башлам, Юни, ассаламу алейкум, ва алейкум. Сахатр ду сирноводский, асиновки, юхмац, берзурбу ал хирчун. Этот вопрос должен быть наперед. Адухвахаг, сирноводский, асинов, дохчи, чую, юян свиещи. Я честно сказать, отзажим вот, что отзажим, голова асинов сирноводский, дохчи, чую. Если Аютчик Слепцовский, и уже к вопросу, я думаю, Юли Бяк мобила, Кавашик Хатер дедер, жвапца де лацабает, Адица. Сул мотор Адиш Волвича, и вопрос Адиш Волвич, Сул мотор Холвич, Бош, ну и питне хума. Ну, ничего. Да, мула, Йошивай, да, мула. И за сегодня так, я вот на чем закончил, что на сегодняшний день вот это межнац, и сегодня тем, что ты занимаешься, как ты настоящий ученый, дипломированный ученый, сегодня то, что ты делаешь,
твои ответы, твое видение, твои беседы, твоя работа, твоя деятельность. Моя, как, грубо говоря, я назову там общественника. У меня нету диплома историка, единственное. Что два глаза рамду, не меньше и не больше, но два глаза жду. Это все, хотя мы У тебя занимаемся... есть время, если Танзила смогла, то ты вообще никаких проблем нету сможешь. Вопрос даже, я не хочу у вас кусок хлеба забирать, понимаете, историки. Поверь мне, если ты будешь есть мой кусок хлеба, ты никогда точно не выживешь ты, братан. Я боюсь, что ты наоборот عامل بشرب هديني ацетилон, يسيق علخي قال لي يعني я никогда бы этим не занялся. Хайгер бейб кадалар херсон. Пошла. Я не хочу вообще темы диссертации забрать себе, и потом это будет нечестно, поэтому я вам даю возможность. عن خاطر دغرت شوي. Да, Луизу. Юрий Хактор дочь, заплываешь. Başla, hakan alıyat YouTube, o ya rolik imersu. Nokçi nice. Nokçi milk bara? Nokçi nice. Nokçi Heson, terör başta Heson. Nokçi is nice. Nice nokçi. Ha, Nokçi nice. Ha. It's how you for now was платера, я политические вопросы не поднимаю, я его как личности не поднимаю, я рассматриваю там цу иуэл гейтиниация, ниция аж инзри дух ногчи был, политически дабана больше, цундер квасиню, иуэл квасиниац, я не маспляс квасиниац, и мне это честно... Мне, честно сказать, неинтересно. Здесь, что касается, если он как-то уголовно или как-то преследуется, я думаю, власти этим займутся, потому что вы можете понять и посмотреть, и послушать, что написано. Я написал «Ногчи из Ниццы». «Сасай герга нах буниция аж, сашичуай буниция аж, шейкарюкш буца гугума да церц». Политический батюшка Цундера, я абсолютно не затрагиваю политическую сторону и всегда говорил и говорю, что это не касается политически ни в коем мере. Это меня не интересует. 18 тысяч чеченцев в Ницце, это от одного человека для меня не зависит, мне важно остальные 17 999. Цундер СМ, я цунцунаглят, я зин поста, я цунемируца, честно сказать, я и не интересовался. Я о чеченцах. СМ. Пояснить то еще раз. Из-за сон, еще раз. Я к нему абсолютно никакого ни отношения не имею. И мне дела нету до него. Честно скажу. Из-за масаначуа дайскущер. Масаначуа дайскущер. Ногчи нитябл, ногчи хазмерут эли ацакидек эл. Ас ногчи гейтер хамчу квасинуи. Ина was гейтер хамчу квасинуи. Аця сюнс бала баца. Шол далаха. Июкир бадек дича. Июкир вырезать вин. И чукуш хилити кидеги. И цамат цаала. Ас ногчи латю. Сундер, мне не интересен, кто он. Мне не интересен, чем он занимается. Если бы цуачуах деструктивный камел, цабол ногчи шарлят, и цабол чанца элло ца разжигание юрсухум элли хари, ас и роли кусариатер, цуцаама хагайна достер, ногчи би бостер, ас ишт чуквасеню из-за бодубич, ишталдук. Башла. Султан шенхужет хаам. Инс вай вашват, вих хаттер дешвегват свайт напас. Инс су видео хлец. Инс ас ойлио сунгина. Башла, чуквасеню видео, ногчи внести. Я смотрю его, я понимаю, там, кто мог быть там, тот-то, тот, понятно, что ичка, вывожник, но с Кверчуа, датской, я при всем этом осознании, я прекрасно понимаю, почему Башлам поставил. Я не задаю даже вопросов. Башлам ногчи показывает в Европе. Не больше и не меньше. Хардуаш Ошвег, Ногчи, Мотбич,
Башлам, это без всяких других краплений. Без всяких других... Ну, то есть, я к чему... Почему у меня этого даже в мыслях нету, ну, допустить это там? Почему вот воевашься и вопрос... Наоборот, и изама чундервай таган ахата хатан и таган и жоп далара, это уже предварительно мы отвечаем на этот вопрос. Что это задали вопрос, выяснили, нохчал бохак, чоху мады, нохчал бохак. Нохчи вай Африка, тангойч вай халах, вай нохчи ду, да ишткара лилор мау вай, гойцер мау, шаги. Мария Бович, вельш такой, да, сундерсен, вольдер, со Франция. Ихумш, доиш гацон. Сатуюк эцарятуло, сакета дерес хила, сакета новая. Еще раз, чтобы было понятно, выжри, саала шу садагадик худу. Садагадик саала шу сун цахвалах, аравалах. В моем историческом понимании суна войнохчиду. Аравегу, цахвегу. Аса хинс Франция была, Швейцария зайни был, эла Германия был нохчи цахва, хохана сюда, ворулик шо эйцюд. Хар хуняды нохрин герни, хар вупан ас иролик шассег макис, у меня не такой контент. Суна хинс масала эдо, так анту Англия чукваснаси. Я не знаю, как он уехал, но этот человек, единственный доктор клинических наук, чуквасин. Сейчас у меня еще один нохчи, который на лошади верхом поднялся на Эльбрус. И ролики усакячи. Суна и момент, мне без разницы, сун, кам прославлять я, что он худесу. У меня нет вот этих политических моментов, вы заметили, даже чтобы не было, крайне редкие, вы председатель правительства Дауда Мухаммаду, крайне редкий Рамзану, я крайне редкий закидываю. Других пабликов тысячи, которые их закидывают. Я только касающийся истории, если сам Оля, так чукушуся. Или же нации, как нации в историческом плане. Почему? Потому что я изначально сказал, это не политический паблик, я не преследую какие-то политические интересы. Мне важны наши границы, мне важны наша история, культура и адаты. А остальное, честно сказать, хулилош будет, и что критиковать Бешеву, и Макалос Бешвал Болха, имеется в виду в плане каком, в том, что тем, что он занимался ранее. Когда мне начинается я сразу говорю, это не нохчи уровень, и там нету ничего нохчего. Единственное, и Амаев, Мухаммад Баня, Элдал, высказывание нормальное и все. Но остальное это грязь. По мне этого делать нельзя. Сакиетам будет. Я имею право на сухунд ача. Хечар и цахаа. Цогойчте гарари уж дал кайл дат бо, что он нахал да, чего опасно он до. Канеш, он может выстрелить через тебя, Юни, или выстрелить через твоих родных каких-то, которых ты не подразумеваешь. Если тебе люди другие скажут, соборде, хонеониш бишбо хайчерг алаха, так ты уже воинха и даму цундера. Вот в таком плане я вот этих вещей, конечно, остерегаюсь. Поэтому интересный момент, почему ингуши, проехав мимо Магаса, Экажева, Назрань, Плиева, Яндари и Карабулака, Троицкого, должны были, как беженцы, приехать в Серноводск. Но, это по поводу переселения беженцев из пригородного района. На эту тему вот эти спекуляции и Харцуан, Хечмаева, Масар, есть тысячи документальных видео, где четко рассказывается на эту тему. Есть видео, где министр здравоохранения Ингушетии благодарит правительство Ичкерии, благодарит Грозный, Чеченскую республику, благодарит за выделенные медикаменты, за выделенных врачей, которые приехали туда, в Назрань и в Ингушетию помогать людям. Благодарит за то, что сколько ингушских беженцев было принято в больницах Грозного.
Это все задокументировано, все это есть и видео. Просто остаются какие-то шакалы, недолюди, которые пытаются на этом говорить. Почему они прошли туда, почему их там не приняли. Везде все принимали. Просто когда был тот же Серноводск, который, то, что говорят там, не впустили туда пансионат, в санаторий. Ну, там же, опять же, был в тот момент директором Ингуш тот же самый. Второй, да, и логично он сказал, ну, почему вы проехали, все, почему вы сюда зашли? Давайте размещаться, это должно государство этим заниматься. Почему вы сюда прошли? И сегодня спекулировать этими вещами, кто этими спекулирует со стороны ингушей этими вещами, абсолютно он не прав. Абсолютно не прав. Харцвуется, хуадичи. В этом ключерду, в этом исторический момент, вождики, шадики, но оду. Дюналам цандас хадок кардоци. Гилк вайли гоши хилдал гилкша дохар мадац. Саду шоудала эдалша дела эдла болнаха. Юни, он поправляет и говорит, я к тому, что они специально ли это было, чтобы как сионисты оттяпать у нас кусочек земли? Это было, я тогда так, вот давай так, вот я сейчас не хочу на этой горе беженцев, мы будем неправы, если мы будем говорить, что какая-то кучка богатырев, там еще какие-то из этих вот, которые пытались создавать эту республику, мечтали там о ее расширении, там все эти, которые ихние национальные лидеры, используя беженцев. На сегодня мы же понимаем, беженец, который жил шикарно в пригородном районе, Шадик Ашбал в пригородном районе, 70 тысяч ингушей в пригородном районе жило. На сегодняшний день там порядка 26 тысяч, потому что 70 тысяч они жили, и сегодня по пропискам не были кто-то зарегистрирован, кто-то еще, но шикарно жили 70 тысяч ингушей. И сегодня обсуждать без учета ситуации конкретно, это же были беженцы. Это же реальные были беженцы, которые хватали своих детей, бросали свое имущество и сбегали оттуда. Я знаю прекрасно, как в той же Бесланской школе, это же не секрет, в этой же Бесланской школе, в этом же спортзале были заложники, ингуши были в 92 году. Это тоже правда. Сколько людей пропало на сегодняшний день. Поэтому сегодня, обсуждая эту тему, прошли ли они как евреи, чтобы захватить чеченские земли, поверьте на слово, лично беженцам абсолютно до этого дела не было. Они спасали свои земли, свои семьи, спасали своих детей, пытались как-то спасти себя. Поэтому я считаю, что мы на этом будем не правы. А то, что кто-то хотел их руками, не предоставляя, не принимая беженцев в ингушских селах и в ингушских городах, не принимая их, отправлял дальше, идите туда, ногти-болти, это другой вопрос. Но за беженцев говорить нельзя, люди спасали свою жизнь. Понял. Дальше теперь вопрос. Еще один момент. Важно. Вот, кстати, вот этот вот и хумиация на границе, когда в 1994 году войск в Чеченскую республику, ингушей, которые стали на границах, и там полегли насмерть, и там еще что-то там. Это разоблачили, вот этот миф давно разоблачили. Там же, опять же, давайте эту красивую картинку, выставленную сегодня митингушами, давайте ее как-то тоже говорить свою правду, как есть, если там среди этих вышедших на дорогу 90% были те же чеченцы, которые находились в этот момент на территории Ингушетии, которые вышли туда, чтобы не впускать эти войска. Правда? Ну да, на территории Ингушетии вышли и сегодня этим спекулировать, что мы, ингуши, умирали за вас. То есть давайте эту ложь не будем принимать. Мы-то ее не принимаем, это они распространяют. Возражать митингушам. Я есть, как есть, говорю. Да, вот тут еще Юни, здесь тебе уже, я думаю, это больше в поддержку. Большинство алгай, чеченов бу, новчиш дехала бу, большинство алгай, оло, купчи, нохчелгш, юбош, между собой, Ингушетия в интернете, нохчиш, купчи, нохчелгш, олбах, большинство алгаш, интернет,
Это, говорит, МСМ. Ирма Хабилова пишет, говорит, шикарно жили в пригородном районе, говорит, ингуши. Да. Но им все равно было мало. Вот так вот написали, вот такое вот высказывание, вот вопрос, или, я не знаю, достойные единицы Галгай можно считать, что нет. Так, отвечу по беженцам. Ахмад Бархову отвечу по беженцам. Алязина вопрос слышал, что если Дудаев... так, вопрос сильнее, что если пользователи ингуши, чтобы они смогли создать свою республику, то есть им не хватало как раз таки два района. Короче, уже миллион раз отвечал. Чеченофоб, бля, на совольше эфире. Валейкум салам. Я чеченофоб эфире, вичам ацарону, а я гейтан, принять, вау. Мину. Вот Бархов, чувак, Эй, чеченофоб. согласен, Ахмад, Индусский нацик пришел. عاود عبوط يعصوا البوش ده عصون يعدوا عبوش я тебе говорил и признаю в этом и говорю тебе, ты ингушский националист. Но несмотря на это, с тобой, как с нормальным культурным человеком, еще можно говорить. Бях мобила, валикум ассалам, салам, хайитян, Ахмад, хай, алгачвик, алло. Беженцы все равно качали. Они ни Магаз, ни Яндер, ни Карбулак проходили. Они проходили с Ангушта, Южного, Карского, ну, Ангушта, оттуда перешли через вот этот верховье Сунджи, перешли, можно сказать, вышли в районе где-то выше Галашек и оттуда спускались. Да. Беженцы шли по 3 направлениям. Одни шли через поля, можно сказать, ну вот где Магаз, в районе Магаз, Назрани, вот по полям этим пошли, пошли в Джайрасское ущелье, а вот третья группа, она прошла в Атак. Это правда. Это правда. Говорить, что вот так эти беженцы туда шли, это незнание этого вопроса. А что касается насчет Юни, дороги перекрывали, я говорю, когда вот войск было, там не только Тимирхан ведь погиб. Вы забываете этот момент просто. Тимирхан как бы Ялгештолцен, но обстрелами вертолета, когда Газикуа, там и женщина погибла. Вы этого не знаете, наверное? Там несколько человек погибло, не один человек только. Ахмад, знать-то знаем. Проблема в том, что вопрос поднимают. Я говорю о том, что говорить, что там вышли только, ну, как бы, чеченцы, которые на тот момент были, нет. На тот момент еще Ахмад, я тебе скажу так. Первое перекрытие именно произошло в районе крепости. Вот там эту дорогу перекрыли. Там все это происходило. Это еще они не зашли в Сунджинский район, где беженцы и были, как ты говоришь, Юни. Там вышли именно вот люди вышли. Даже в 92 году, июне, чтобы ты понимал, даже в 92 году, на 10-й день, когда нас вывезли со спутника, вот меня и моего брата, нян вошел, аж ты говоришь, Карабулаки, нян вошел, Штартхо. И когда вот этот войск пошел туда, валлахи, азая, вот нян южери, ханс ног шикатом был мек, яны, то ног чистани тик улу эхта набаха бархом. Вот что я тебе скажу, Ахмад, вот что я тебе скажу. Я недавно общался с одним парнем ингушом, он Башлам, 10-летним пацаненком, подростками. Они собирались, где техник ляча яц, плоскогубцы, шайвецы, шайцер, техник бухаду или ше иркшдокш, и шайг яхлушек хайох, ше сливать яше, сейчас белгадуэлк, ше ногчин здеться да это, иш ногчи БЦБ обокши, головы бейшлялок. Это все правда. Это все правда. Но сегодня, Ахмад, единственное, что я еще раз повторяю, что на этих все максимальная активность выступали однозначно и чеченцы. Сегодня говорить, что это только ингуши выступали и умирали, чтобы не впустить войска, это тоже будет неправда. Слушай, ногчи могут тебя Ашбеш, которые стояли... Нет, мала ногчи бы тикаш. Тебя Ашбеш.
которые Какие находились в этот момент в Но пригородах. он говорит, Амат, про то видео, которое показывают, там они говорят только на чеченском языке. Я говорю, «Або барнох чеча». Да, да. Видео Это я- ючи. да, Ну, мы это сейчас- место- Собрал, это там, место- это совсем другое место. Основные, я же вам говорю, это было в крепости. Это уже нет, и направление основное. союза. Нет, направление. Сегодня. Тигр Чакбянчил, они ждут уже подступа. Тигр ходы может. Важаха. Но Ладолыч. Там чисто технически, как ты себе представляешь, плоскогубцами танк, БОВЛ, БТР, БМП, УЕЛА, плоскогубцы, БОВЛ, как можно испортить эту технику, чисто технически? Технически можно испортить бензобак на грузовике, можно испортить радиаторы, да, подлезть туда, и плоскогубцы можно сделать... По очереди чуть-чуть, они одновременно сам по очереди строятся, молчат. Посмотри эти кадры, я тебе говорю, если там вертолеты применялись на тот момент, вертолеты, Башлам. Да, Если там на тот момент применялись вертолеты, я тебе говорю. Неужели там никого не было, что десятилетние дети залезали под военную технику и портили? Ну, это область, короче, фэнтези какие-то. Не, Саваш, все, не светло. Давайте один кто-то говорит. Я отвечу ему. А селки бейцели, которые аухи, они в плен взяли. Да. Аухи, волда, аж баша, в плен мы летсабиш. Это из области фантастики, а еще ж мудивый, да. Вот Ну, там она... официально, Галгашкар, Самел, Вулкандер, Амат, там есть, смотри, Амат, есть разница. Соборди, Тимур, Соборди, Тимур. Я хочу пояснить. Собордешься? Приводишь примеры какие-то, аухи, Собордешься. Я тебе привожу, аналогию привожу. Амат, Это для смотри, понимания. Амат, старайтесь слушать одного, иначе... Соборди. Что касается Ауха, дело в том, что ауховское похищение, оно официально на Первом канале об этом заявили и показали видео, ряд новостей. Просто было видео сопровождения, то, что мы с тобой любим очень сильно, доказательная база была там. Вот то, что вот я, опять же, я промолчал, я ничего не сказал, Сун Балдыгдич, и ситуации. И портили ребята или не портили. Потому что первоначально у них был приказ не открывать огонь. Вот точно так же и плен взяли тех, потому что не открывали огонь. И здесь тоже было так. Но когда это начало более выходить из ситуации, когда поджоги уже пошли, а я из рук автоматы выдергивали у этих солдатов, у них автоматы с рук выдергивали, там уже они начали применять силу, там и погибли эти люди. Есть кадры, вот если тебе нужно, есть кадры. Скажите, как ингуши... Аз ингуши яхон, согер тетхон, аз эйс яхар, да энтхон. Хай гертер хаала. Ну, кто это делал, она? Кто это делал? Кто делал? Ингуши вообще здесь, при чем? Нет, Вазри, Собордач, я вот сейчас конструктивно... Башлам, дайте мне сказать. Сам минут, Собордач, дайте. Вот если раз тебе даю сказать, ты все время кто-то передергивал, босс. Все, отключить вина пока. Хавистали еще юх, Тимура. Сухба, сахитарса. Юни, хавистала, хахуала. Вейма нисо лёш мадивай. Харсон ты амадасивай. Даже, Башлам, ты лично там не присутствовал, я лично там не присутствовал. Но на сегодняшний день сомневаться в том, что Галашин Юка, Дуаглаш, Дуаглаш, Дахалабовш, Лаацалуш, и Эскартик Дадагна, и Нохчи Бейер,
щекают, сон улично 100%, ногчевош. Мы не сомневаемся, что там были порядочнейшие люди, которые доглаш в ногчах. Поэтому однозначно... Но это я и не обсуждал, я и не отрицал этого. Ну да, ты не обсуждаешь, я не обсуждаю. Мы это принимаем как факт. Вопрос в том, что вот эта категоричность, вот, которой человек говорит, что из-за Багдад, из-за Харцеву, в то же время то бэбэш нохшин шун тецакачит рядша иразки ляллаша тхогалри дубокшега и захарцу. Поэтому давайте, вот есть очень прекрасная, не то что даже середина, а есть реальность. Достойные люди есть однозначно. Там были, которые... Башлам, я найду этот ролик, выложу, где вертолет отстреливает Газико, масала. Нет, я видел этот ролик. Там сомнений нет. Сомнений нет. Знаешь, почему отстреливают? Знаешь, почему отстреливают? Потому что оттуда сели, начали обстреливать эту колонну уже. Я тебе поясню, Амад, но эта проблема получается не с чеченской стороны. Проблема в том, что когда речь идет о задержании колонн, первого закидывают этого Орстху. И всегда говорят только о нем. А вот этот ракетный обстрел и вот эти моменты, нюансы, которые есть в действительности, которые есть документально, они не закидываются, не распространяются. Башлам. Я не про себя говорю, я говорю про Ингушуа на тот момент. Потому что он был министром здравоохранения Ингушетии. Министром здравоохранения Ингушетии не мог быть чеченцем? А разве министром здравоохранения Ингушетии не мог быть чеченцем? А он до этого Я понимаю, что ты ингушский националист. Я не про это, я говорю. Ты вот сейчас отвечаешь, вот он был министром, замминистром. Малывер. Ладно. Амад, ответь мне вопрос на другой. Теперь мы на днях с тобой разговариваем по поводу Чаборс. Ты мне лично сказал, что Юний, вообще-то Чаборс это не чеченское слово, это ингушское слово. Базоркин в своей книге писал. Я тебе не говорил, это тебе публикация, я тебе такое не говорил. Я тебе сказал, что есть, когда ты меня затронул, я тебе сказал, есть оно в Истмевиков. Базоркина. Да, ну теперь давай так вот дальше разовьем эту тему. Давай вот ты теперь вот хорошо, вот просто нормально, адекватно давай пообщаемся. Я говорю, что это чеченское слово, топоним это чеченское, Чаборс. Не топоним, а именно имя. Имя, Чаборс. И на сегодняшний день, Башлам, давай признаем так, что это имя Чаборс, название Чаборс, начиная от Раги, вот это, или как его там, Баги, вот это, начиная, который институт спецназа в Грозном начинает изобретать Чаборс, до этого вода Чаборс, которая там, есть наша вода в Калининском районе, по Аргунскому ущелью. Это уже много лет, это Чаборс используется, это имя. И сегодня давай говорить... Эгичош это наше армянское тогда? Кто? Я говорю, армянский. Эгичош. Почему? Кто? Эги князь. Кто Эги князь армян и Эгичош же. Ущельем. Эгичош. Сейчас я не понял, это ты к чему? Эгичош тогда, это получается наше тогда, да? Армянское? Да при чем тут армяне вообще, поясни мне, я не могу понять. Эги князь армян, Ну это же, опять же, Амад, если ты сейчас вот это... Армян, если это слово армян. Свободись, дайте старшие поговорят. Доктахаш, вы... Я тебе что хочу сказать. Эти имена у нас были общие, я тебе хочу сказать. Я как-то смотрел ролик, смотрел ролик Терлой, там мальчик какой-то, и его зовут Бибот. А Бибот это мой пятый предок. Так. Надеюсь, ты не начнешь говорить, надеюсь, это говорит только об одном, Амад. Конечно. Ты просто не сознаешь, это говорит о том, что ты ногчий. Это больше ничего не говорит. Как лучше ты просто, он альгатус, хапятый деда, ногчий. А ты сегодня говоришь о ногчий.
Ну, почему? Потому что ты вырос в этой атмосфере, тебя воспитывали. Я просто говорю. Ладно, оставим эту тему. Сахатар Дайта, вот мы сейчас с тобой разговариваем отдельно вдвоем. Вот сейчас Ахмад. Я его считаю вполне адекватным, вменяемым, разумным человеком. Он ингуш, он считает себя ингушом, никаких призывов, ничего. Но я вот тебе сейчас задаю вопрос, Ахмад. Вот давай так вот, просто если бы от тебя и от меня зависело, я говорю тебе, Галайчим, Господь, если вы бы признали историческую последовательность образования наций Галгаев, нынешних Галгаев, если бы вы признавали Галгай, то вы бы по разуму, вам было бы намного выгоднее сегодня стать частью единого народа, с правом, с законнейшим правом на все исторические события, тысячелетние, многотысячелетние. Если даже Сатановский признает, что на сегодняшний день самый автохтонный народ в России, из всех народов России сегодня составляют это чеченцы и ингуши, то он просто потому, что сегодня есть чеченцы и ингуши. А так это фактически, по мне, это одна нация Нохчи. Если бы вы признавали бы, сегодня ингушская нация имела бы достоинство признавать исторические факты образования нынешних ингушей, то сегодня вы бы, ингуши, приобрели бы в 1000 раз больше благ, удовольствия, чести, достоинств, исторического наследия единого народа. Мы бы делили его пополам. Но сегодня вы, которая образованная новая нация, сегодня пытаясь все, что было чеченское тысячелетиями, сегодня приукать себе, присвоить себе, и сегодня все называя чеченское, называя ингушским, начиная от этнографии и заканчивая историей, сегодня это делая, сегодня вы просто вызываете раздражение и непонимание, естественную реакцию. Как сегодня ты хочешь у Чимаева, у его предков забрать его историю, его предков, сказать, что он вообще-то левый человек из левых ингушей произошел. Я считаю, что это большая стратегическая ошибка. Стратегическая ошибка ингушей. Вы бы приобрели бы намного больше. Поэтому, Юни, я честно сказать, ты знаешь, Ахмад, сейчас можно я свои 5 копеек ставлю? Я честно скажу так, у меня вот такое мнение, как у Юни, было довольно-таки раннем периоде моего взаимоотношения и общения изначально в интернет-пространстве и обсуждения вообще истории наших народов. Но сейчас я тут больше, Юни, занимаю позицию Ахмада, ну, как националиста ингушского. Он еще ничего не сказал, я не знаю, что он скажет, но я скажу так. Ахмад имеет право и может говорить, что он сегодня является ингушом, и он является отдельной нацией. Он имеет право говорить, что он древнее. Дай Бог, никаких проблем с этим нет. Он не имеет права. Нет, Соборди. Он имеет право. Потому что это право дано ему Богом, как свободному человеку. Он может говорить то, что он хочет. И он может ошибаться тоже может. Юни, ошибаться и ты можешь, и я могу, понимаешь? И если мы с тобой видим со своей колокольни чеченской именно этот вопрос таким образом, это не обозначает, что он со своей ингушской колокольни должен видеть его таким образом. Вот в этом и есть наше трение. Единственное, что мы можем прийти к консенсусу и сказать, если мы сегодня разные две нации, альхамдуллах, я только за, чтобы Ингушетия цвела, была золотой. Валлахи, биллахи, таллахи. Пусть не воруют историю чеченцев. Пусть не воруют. Пусть этнографию не воруют чеченцы. Но Ахмад я думаю, что Ахмад-то мало чего ворует, честно сказать. Да нет, мы сейчас говорим, мы же понимаем, о чем мы говорим. И Ахмад без Халида, его мнение, пускай он скажет свое мнение. Ладно. Спокойно, ламуди говори, я же выслушал. Юни, за это, вот как ты говоришь, охраны за это материальным наследием, мы духовное наследие теряем. Вот ачуаляди, оно до этого мелдица, камял, владыгаче, Аллах, ачуялыч фадороха, ачуялыч фадороха, сяли хитрсу. Понимаешь, это материально, иш башни жди, она,
Вообще юати желыркыш алихетсу. Вот в какой-то момент, мне кажется, вот не было бы их вообще, может, не спорили бы. Сизет лохаш дюхана, син тукудыш дюхана. Даже ашпиалзе, ишбейн нахби, ишбейн сададам дюхан, масала дюхан, ваши дюхан, доголазыш дюхан, би вахт, малавар. Хам би, хам бахти ахаш. Чтобы на этом не стоять. Потому что а то дите ардали си яхи динули из хамаш дюхан, ишкал дутыш лахты о хамам цари. И вообще дадуалыш лахты. Вайтехи, там да тизер издуи. Не башни, не это, а вот именно вот это нужно. А что касается древности, цепелч, как мне один в беседе там, Алвачин Тани, язычество, ну что, реакция, язычество и васок. Вот именно ты вот как-то относишься вот так, это же доказывает, наоборот, нашу древность, Ялч. Я знаешь, как ему ответил? В этом мире сегодня самая молодая американская нация, и под ней весь мир. Древность, она нужна вам в зоопарке или в этом, в музее. Вот там тебя примут, да, древний, смотрите, вон в зоопарке, где он ходит, самый древний человек, яхш. Вот тигмарги езжат свою древность. Кахабал, пойди бацо. На местечковом уровне в Вейли, мир стоит на грани ядерной войны, в 3 континентах, можно сказать. Иран, Палестина, Масала, Украина, и везде вот это стоит на грани ядерной войны, а мы здесь вот это камни спорим, понимаешь? Уровень дует. Шала дары насчет того, что Третья мировая война, один вопрос, ответ мне. Когда ты говорил, когда тебя спрашивали, помнишь, ты говорил, я Джейхой? Я сказал, я кахалой, Валгай. Если ты этого не помнишь, я лучше продолжу свой вопрос, потому что... Я не помню, ты говорил, тебя спрашивали, попехали, Руя, ты говорил, я Джейхой, я Джейхой. Я помню, хорошо помню. Я тебе говорю... Сам Олш в уходу, если бы порядок там действительно, там Алла, я говорил, нет, я Джерхой. Ты этот момент помнишь? Валлахи, если я этого не говорил, как я его должен помнить? Ну, для тебя, вот тебя, чтобы уважить, я скажу, ладно, я помню это. Продолжай. Вот нет, я говорил, что Джерхой, я говорю... Хозяин, пусть Ахмед закончит свою речь. Пусть он Да, где я говорил, Джерхой, найди это место и предъяви. Нет, Если ты меня хочешь в этом во лжи обвинить, я ему цель, что Джерхой, да. Ошибся. Если что, мама, если этот момент есть, видео, сохраните. Нет, давайте так, Ахмед, я высказался, Ахмед сейчас пусть скажет свое мнение, дальше добавляешь ты, каждый по очереди, Дисталилой, по очереди, Дистаполич, не перебивая, запомните, какой вопрос будет в следующий раз задать. Алмаз, вот Джерхой, там они живут, это другие люди. Вот я сейчас сказал, А когда ты переселился в Джейрах, и когда ты начал Джейрхой? Хадиала есть холитес. Але когда я переселился в Джейрах? Башлам, Мачару, городовой башни, Мачари. Эшбетаю. Ты когда переселился в Эшбетай? Оттуда он вниз, ты имеешь в виду, или туда, когда переселился? Ну, я не знаю, откуда он говорил, но я тебе говорю, когда ты переселился в Эшбетай. Вот сам вопрос, я же тебе сказал, Вашади, нормально. Я его сейчас обордаюсь, ходуется, когда я его остановил.
Ну давайте, чтобы один уже начали я эту сейчас тему, запутался, не знаю. Мы начали уже с даже одного, сейчас Ахмад даже то, что начал говорить, он сейчас наверняка не вспомнит, как продолжить. Но дайте один человек скажет, у нас своя тема есть. Насчет древности, Башлам Яхардесе, этот диспут должен был быть среди историков как научной тематики. Пускай спорят, пускай доказывают. Но с 2018 года это перешло в массы. Вот в этом проблема, поэтому политику перешло. Политику перешло. Не то, что политику, а как бы это идеология всего нации стала. Жизненным вопросом. Жизни вопроса и смерти. Без этого не будет народа Яхарда. И нормально все было. А насчет того, что мое мнение, как, если хочешь спросить, мое мнение однозначно такое, что когда-то мы были какой-то цивилизации, мы осколок большой какой-то цивилизации, древней, вот как мы любим говорить, да. Но за счет того, что у нас не было своей письменности, хотя Башлам сейчас будет мне противоречить, но опять я имею право на это, я могу ошибаться. Да. Или Башлам может ошибаться, но этой письменности я не вижу, нету этой письменности, за отсутствие этой письменности, из-за того, что мы были в этих горах, за то, что этот центр такой, как бы, узел, через который проходили все цивилизации, Из-за этого вот в тот момент там мы себя народом не чувствовали. И плюс, еще раз, плюс я говорю, мы были и Дзурзуки, мы были и Аланы, где она... Сейчас не в том плане, что все Аланы. Мы это кто? Вот часть наша. Вот по моему мнению, она Каккалой, Шаттой, Аккой, это которые были среди Алан и поднялись в горы во времена Тамерлана. Поэтому вот чисто по фактам, как-то, мне кажется, моя гипотеза. Я могу быть субъективным, могу ошибаться. Ну, мне кажется, это самое объективно. Элдо Дешан Юпахинса, ты видел, нет, не знаю, ты с самого начала в эфире? Нет. Нет, короче, вот книга, ты, наверное, еще ее не приобрел, это нардский эпос, кавказский нардский эпос, написал ее Руслан Бузуртанов. Ты знаешь, что самое интересное? На первой же странице Руслан, который с пеной у рта, когда ему говорили все нормальные, ингуши говорили, давал Палмаби свой Цахдубовшхайна, который отрицал и даже на своих наезжал, нормальных там, да, пишет своей же книги на первой странице. Я сейчас процитирую, чтобы было вам понятно, насколько абсурдны вот эти все вещи. В течение 7 лет говорить одно, а потом выпускать книгу вот такую. Балкарский исследователь Малаев конкретизирует подобные утверждения. Древнейшими же жителями означенной территории Северного Кавказа от Лабы до реки Аргуна на востоке, включающие горные территории современных Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, были носителями кабанской культуры. В грузинских же источниках, известные как дзурдзуки и кавказиане, этнически являлись прямыми потомками чеченцев и ингушей, у Леонтия Мравели и так далее и тому подобное. То есть Руслан Бузуртанов, человек, когда ему говорили про Леонтия Мравели, который утверждал, что грузины ошиблись, все они неправы, все, Уайцани и Дончлелов, написал книгу на 600 страниц, вот в этой книге, на первой же странице написал, что оказывается и балкарские, и грузинские ученые утверждают, что кабанская культура и также термин дзурдзуки относятся к чеченцам и ингушам. Да, вот абсурдно всего есть. Руслан, лертвошу. Вопрос, она идеология, вот еще уже, от кого произошел. Это не тот вопрос, за который судный день ты будешь отвечать, Юни. Если ты даже ошибся. Это не тот вопрос, который я еще раз. Хорошо, давай так. Самое легко любой вопрос свести эшпришлик ходу и шиметр латбай эшдивайн масана и давал хачана судный день. Это все мы можем обсуждать, это будет все истина. Но мы сейчас в этом вопросе конкретно вот сказать, вот вода мокрая, почему она мокрая? Вот нет. Вот надо же ответить, почему она мокрая. Нет, можно, потому что она есть.
Ну как ответить то, что было 2000, 5000 Невозможно. назад? Невозможно. Это Хорошо. один историк так говорит, другой так говорит. Хорошо, Это мы давай не будем гипотеза 5000 лет идти. Давай не будем идти. Давай 1810 год. Договор, создание Галгаев, вот ингушей, который из осколков. Я говорю, что... Ингушей, не Галгаев, ингушей. Ингушей. Галгаев. Галгай это с Джейраха. А потом еще осколки чеченских тейпов. Части когда на равнине разделили, вошли туда казаки, царские войска вошли, поставили свои станицы, как по натерикам, Ищорская, Калиновская и все остальное. Точно так же разделили чеченский народ. В июне 1810 году подписать начал, через неделю, через месяц Яндерский, осколки сами добровольно, еще казаков там нет, сами подписали. И точно так же Дергане, село Фаргиево, они тоже подписали. И потом в этом же документе пишут, они пишут, что теперь Хичу и Вахца, все, наши подконтрольные нам до Казаххичу. Никакие казачьи станицы, ничего там еще нету. Ахмад, ты согласен, что это Орстхой? Давай так. Орстхой на сегодняшний день 40% ингушей, нынешних ингушей, 40% это Орстхой. Это Орстхой, которые участвовали в этногенезе сегодняшних ингушей. Вот когда наши люди... Участвовали, когда Дель Поццо их отдал ингушам. Это же Бузуртанов, это как-то... Руслан. Да, Руслан раскрывал эту мысль, как бы противовес приводил, но не понимаю, я-то понимаю, когда я слушаю, ну, видно, что, но ингуши это подхватывали там, когда там чеченцы 300 лет, чеченцы, это вообще юахцу молодая, и начинает доказывать, вот Чечня только оттуда появилась, ну, понятное дело, точно так же и ингуш появилась молодое, там же не за Новчий Галга идет, а именно ингуш и чеченец, который уже как бы русский. Можно вопрос по теме? Вот этногенезе участвовала Яхас, вот именно Сагапшинский, Тарко Хаджи, вон, почитай, Башлама есть, очень хороший документ. Я реально хочу этот документ, у него, чтобы он мне скан скинул. Башлам, скинь мне это скан, Гаваш дали. Скан. Ты видишь, ты первый пять не посмотрел, я всем сегодня этот документ, сегодня повторно зачитал и вроде вырежи этот кусок. Там чеченцы, которые в седах живут, они этого Тарко Хаджи называют ингушом. Нет, неправда. Да. Или второй раз уже солгал. Нет, смотри. Анна, у меня все под рукой. Ингуши, Нет, смотри. Что специально он клюзит для тебя. Зачитаю вот именно этот момент, чтобы было понятно. Так. Вот, эту строчку я зачитаю изначально. Наша сегодняшняя тревога не без основания. Еще с 1916-18 годов под руководством Тарко Хаджи Гарданова и Юсуп Муллы из Сагапши имело место попытки выжить Дюэлкхуай из обжитого места. Здесь не говорится о национальности, здесь не говорится. А само обращение, я понимаю, что ты ингушский националист, и все же, здесь в обращении сказано... Обращение... участвовал в образовании ингушской автономии, занимал какой-то там пост в комитете. Я сказал, поэтому в этом документе указывается, что именно эти два человека... Контекст прочитай, ты прочитай контекст, там же как говорится, что ингуши, там же еще до этого говорится, или после, эти же ингуши, которые приехали и боялись поселиться в Согапши. Нет. Которые боялись. Нет. Ладно. Продолжаем дальше. И это в знак благодарности за проявление братства и выделение территории для поселения ныне расположенных сел Инарки, Сагапши еще во второй половине 19 века. Первый Дюэлкхуай, здесь уже описывается конкретно история,
поселился в селение Псидах 400 лет назад, когда здесь еще жили кабардинцы и карнагайцы. И вот здесь продолжается. А ингушей и те... Вот здесь уже повторяю. А ингушей в те время... Саговчинцы и нортынцы, чтобы ты понимал, Юни. Саговчинцы и нортынцы он имеет в виду. Слушай, но здесь же не идет речь, здесь не указывается конкретно, что это уарской. Там указывается проблема с двумя селами, у которых есть психологовцев. И вот они говорят, что когда они поселялись там, это ингуши у овца. То есть, когда они говорят про только... Переделанные чеченцы ингушами. Ага, здесь вопрос, этот вопрос, когда поднимается, Аман, здесь пойми, здесь, когда вопрос поднимается, здесь речь идет... Скан скинь это. Конечно, никаких проблем нету. Полностью. Здесь, да, полностью. Аман, ты не ответил на главный вопрос. Я повторим свое мнение. Если бы на сегодняшний день Ишадик Чахдака исторические перипетии создания сегодняшних ингушей, нынешних ингушской нации, признание того, что это царские войска объединили осколки чеченских тейпов и Галгай, который с Джейраха, объединили и создали нацию ингушей. Если бы сегодня Дюэнэлкэч, Хаякалкэч, у ингушей признали бы, что мы единый народ, не просто мы братья, изм и ерунда, мы братья, это войнах, это все ерунда. Именно признали бы, что мы являемся единым народом, тогда вы имели бы моральное право на всю доблесть, всю исторические события, тысячелетнюю историю и средних веков, и нынешних веков, последних веков. Вы имели бы право вместе с чеченцами говорить, что вы единая нация. Вы бы выиграли бы в 1000 раз больше, чем сегодня пытаетесь с созданной молодой нацией сегодня присвоить себе всю историю, этнографию и все доблести чеченцев, называя их оталин хумши, нохчуалагаши, там сброд какой-то чеченский сброд или еще что-то. Ну, разве это не глупость? Разве это не глупость? Юни, оталди называют, а зачем ты мне эти вещи говоришь? Я сейчас не о тебе. Ну, ты в моем лице видишь, ты понимаешь, что... Я же задаю общенациональный вопрос. Общенациональный вопрос, я тебе говорю. Вот эта элита, которая нынешняя, она только сформировывается. Вот эта элита, их... Ну, такой болезненный процесс формирования национальной элиты, ну, это слишком. Нет, вот это новая повестка, я тебе говорю. Вот повестка, которая сегодня, это новая повестка, она сейчас формировывается. Это новая элита. А я стою... То есть у меня есть преемственность, я говорю. Это тот же Тамерлан Муталиев, этот Магомед Джабагиев, брат Висингирич Джабагиева. Если почитать их, вот у меня от них преемственность идет. Моя идеология. Ответь на мой вопрос. Подожди. Собордела, валит лаука до телеграм чуриш бувай хартар далуш. Амад, выстреливал. Это сегодняшнее, которое ты говоришь, это новая повестка, которая создается после 2018 года. Буквально вот сейчас она зародилась. Это новая интеллигенция, у которых нет отсылки на своих. Вот Тамерлан это говорил. Ты же не видишь вот этих мест. Тамерлан Муталиев, ссылаться на Тамерлана Муталиева, других историков. Понимаешь? Нету этого. А, например, из всех историков я знаю, самую объемную работу по этой теме, даже взять 90-е годы, когда была встреча историков СССР и историков ЧССР, если ты почитаешь эту стенограмму, у меня есть эти стенограммы, и тут я вижу, как у нас соседи с Осетией сидят, им тоже было бы полезно ее почитать, круглый стол историков Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, где со стороны Чечено-Ингушетии присутствовало 2 ингуша и 2 чеченца были. Это очень хороший материал. То есть вот моя преемственность, то есть мои предки, скажем так, я беру с них. А вот эти новые, которые сегодня создаются, это вот после, можно сказать, после доклада, который вышел, 21-м он вышел, и 22-м вышел, вот это и есть Майнкамп, новый Майнкамп, который сегодня новый, и этому я противостою. И ты мне сейчас, как бы, в лице ихнего, то есть видя меня, как бы, отсылку к ним, ты мне задаешь этот вопрос.
Хорошо, Я то, что тебе ты Я на кого... просто собрал, Юни собрал. Я тебе тоже объяснил, что не нужна мне эта история, не нужна мне это ничего. Вот то, что есть, мне достаточно. Амад, я понял, ты человек новой формации, мы это поняли. Я не новой формации, я консерватор, я не Ну, новой формации. имеется в виду, но все равно Джабагиевич Абич была другой формации Стальмовой, и это имею в виду. Это понятно. У нас с телеграмма вопрос. Нохчу чермо, хаттер дагачу, нохчу чермо. Ханг оршту, орштек хаттер ханг дэшту, конкретно це, я хокунгду, я сюекду, аля хаттер дече, жвахтур духом. Висхана чермо. Нохчу чермо. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. В общем-то, друга свой, они ник английский материал, ник курица расон, шакуч английский материал. В общем, цунками агашуется, головок есть, бой. Юни успанович я. Харца Юни успанович Ахмад Бархову и Соу. Тохо ухо. Авичуга Ахмад эту аурвегу. Из-за ингушский националисту, уже чеченский националисту, а сотретейский судья вообще не Амад, поздравляю. И сундук. Чермо ханг хаттар дагачу. Галычук дагачу, я юник дагачу. Шатова и головой, там хата, да, просто и все. Все, по душу. Чем ногти лосо, тепа чема лосо, сона баш историца есть он, но тахата доса от галачонг, единственное от галачонг. Да, нагаса, нет масала, гуш на буду. От галачина, гуш была сортуду, масалмете и галаша. Как я понял, он националист. Окей, мы это записали, и мы это приняли. Так пусть этот ингуш, если он говорит, что, мол, и если ему это задевает, что некий чечен, так. нет, но говорит, что ингуш никогда в своей истории ни с кем не воевал, то пусть этот ингуш на данный момент в этом же эфире заявит нам всем, что был некий ингуш, подчеркиваю, был некий ингуш, который возглавлял ингушей на бой против России. Это я сейчас говорю не потому, чтобы задеть или ингуш, или... Это понятно, я понял. Пошла, ради Аллаха, да, нет? Ладно. Я это говорю не потому, чтобы поднять какую-то новую смуту, но фитну. Это вот только что я спорю во всех соцсетях, будто это Телеграм, будто это Одноклассник, будто это Ютуб, будто это Телеграм, во всех соцсетях все ингуши согласны с тем, что ингуши воевали. И вот только что я вышел из соцсетей, только что. И тому я вот слышу этого ингуша, который так яро говорит про ингушей. Вот у меня вышла такой момент, дабы этому ингушу задать один вопрос, единственный вопрос. Пусть этот ингуш ответит, когда ингуши воевали, и кто, самое главное, кто возглавлял ингушей на бой против России. Пусть это ингуш Год можешь сказать, какие года ты имеешь в виду? Пошла. За последние 200 лет. Все года. Учитывая того, что если мы даже возьмем 17, 18, 19, 20, 21 год. Понял. Учитывая того, что история. Это. Пусть Хорошо. он ответит. Хорошо.
Пусть он ответит с 17 года или 16 года или 15 года. Понял, все. Сардан, Гян Вахлад. Окей, У тебя, брат, Смотри. у тебя есть YouTube канал? У тебя есть YouTube канал? Я с Telegram чау. Telegram чау. Амад, вопрос, я думаю, тебе... Хататинг, YouTube канал Итинг Хататинг. Чермо, а YouTube канал Биба? Чермо, у тебя YouTube канал есть? Нет, пошла. У меня нет YouTube канала, у меня есть Telegram канал, и я нахожусь в Telegram канале, во всех соцсетях, будто это КИН, комитет ингушской независимости, будто это канал Тумского, будто это канал Ахмазика, будто это Чикатека канал. То есть я во всех каналах присутствую. Нет, ты ролики не делаешь, мне голос просто... Не делать. Я спрашиваю, Telegram чаби, WhatsApp. Telegram чаби, WhatsApp, слушай. Амад, вопрос, я думаю, повторять тебе не стоит. Думаю, что ты услышал. Назови 17, 18, 19 или 20 и 21 веков. Ну, 21 это же ерунда, конечно, это неправильно. 20 и 21 убери. 17, 18, 19 век назови хоть одного ингуша, который воевал, ну, предводитель ингушский, который воевал против Российской империи. Ты можешь назвать? Вот такой вопрос. Не предводитель, под каким предводителем он сказал? Да, ну нет, но имя предводителей под ним, которые воевали ингуши против России, был. Гази Мухаммад. А? Гази Мухаммад. И иракский, что ли? Нет. Ну, фамилия у него есть Гази Мухаммад? Гази Мухаммад. Имам Чечни, Дагестана. Чечни младший, Дагестана, имам Дагестана. Так, Шамиль Халля. так. Он был ингушом? Или за ним стояли Его ингуши? предводитель, ну... Нет, он сказал, назови ингуша предводителя, и который за ним шли ингуши. Нет, не было ингуша предводителя. Допускаем, что пускай там Швили Халида. Почему предводитель? Смотри, Ты же не скажешь, что во времена имама Шамиля чеченцы не воевали? Ты же не скажешь этого? Это ты же не меня спрашиваешь, надеюсь? Ну, или ему. Он же не скинет весь этот исторический пласт. Вот не проще, Из-за того, что там правда, был честно ответить на вопрос, что ингуши не воевали. Ну, как есть. Оставим морской, которые были чеченцами, которые являются, оставим другие там... Чермо, сам Аллах, ты имел в виду ингушского Ты имел в виду ингушского предводителя и за ним ингушей, или как ты имел в виду? Чермо. Или ты говорил, за кем ингуши шли и воевали? Какой был твой вопрос? Мы немножко не поняли. Какая разница? Разницы нет. Да нет, подождите, разница есть. Нет, таких нету, предводителей 100% нету. Чермо. Дай мне слово ставить, слышь, Ингуш, дай мне слово ставить. Или что? Чермо, Тут связь запаздывает. Да, здесь запаздывает связь. 4 часа утра. Мой вопрос такой. Серьезно 4 часа? Да. Ингушу. Так. Пусть этот ингуш скажет мне хотя бы одного имя ингуша. Одного имя ингуша, который возглавил России. Возглавил ингушских ополченцев или не знаю. Все, как-то, поняли. Я понял, Милвара, как-то. Амад, я же сказал, я хорошо слышал. Он говорит, назови хоть одного ингушского предводителя, за которым стояли ингушские воины, которые воевали против Российской империи. И Бахцой. 17, 18, 19 века. Российская империя, советская власть туда же не уходит, Российская империя. Нет, советская нет. Российская империя, только империя. Против Деникина. Что после Деникина?
Что после Деникина? Ну, Ахмад, ну давай вот Тоже Тарко Хаджи. Давайте демагогией не заниматься. Ну давай демагогией не заниматься. Ладно, Ты знаешь, конечно, вопросы давайте задавайте. Вайсахан, да, Почему? есть так, Почему демагогия? Почему демагогия? Ахмад, я Скажи мне, разговаривал почему с одним историком русским в Ставрополе, и он рассказывал мне одну такую вещь. Я как-то даже публикацию сделал несколько лет назад, его слова привел. И он мне говорил: вы знаете, что ингуши, они будут прокляты. Почему? За что ты так говоришь? Когда Деникин отступал, и ему нужно было пройти ингушские земли, он собрал стариков, и старики ему дали клятву, что мы вам отдадим столько-то добра, но вы наши обозы трогать не будете и дадите спокойно пройти через Ингушетию, чтобы вы нас трогать не будете, мы безболезненно, без боев пройдем. Ингуши дали слово, это русский рассказывает, как было, как царские офицеры, это деникинцы описывали. Когда ингуши дали слово, мы пошли обозами, и ингуши начали на нас со всех сторон нападать. Наши, царские войска, казаки уже сапоги снимали, бросали, лишь бы ингуши хватали сапоги, хватали вещмешки, мы отдавали, бросали все, лишь бы они дербанили наши обозы. Юни, вот взять у казака такую вещь, сейчас я пойду тоже возьму возьму такие вещи сейчас. Ты думаешь, ну ты сейчас глупость... Я какую? Ну ты глупость говоришь, что вы воевали против Деникина, это глупость. Это ж глупость. Юни, мудут с этой камел, Юни, мудут. Глупость мою тебя. Можно я кое-что скажу? Пять мобил дошли. Это борьба против России? Деникин не Россия, он же империя. Деникин, отступающий Деникин, который взял клятву. Ты не знаешь. Нет, Соболевич, там была 6-дневная битва, оставьте, да. 6-дневная битва, нет, Сабрич, 6-дневная битва, потом... Сабрли. С периода Кодзяка и Владикавказ. 3 раза заходили и забирали этот город. 6-дневная яха. Осада этого Владикавказа более 2 недель. Амад, 6-дневная битва, а-ля бои против Деникина. Это вопрос стоял не так. У тебя есть документ, который говорится, бои, которые велись против Деникина. Мы сейчас все говорим. А как ты говоришь, 60 дней? Я тебе сразу говорю, я боюсь, ты огорчишься. Давайте так. Именно конкретно, чтобы, не забывай, Амад, речь идет конкретно. Не объединенная группировка ингушей и красногвардейцев, а именно тогда красногвардейцев там еще не было. Вот так не было. Вы за советскую власть сражались. Советскую власть там поставили. Но мы сейчас говорим не об этом. Красногвардейцев тогда не было здесь. Не надо. Советская власть была уже. Когда Деникин Хатвиншхан здесь еще не было. Все избежали зачем они воевали против Деникина, если не было если они не помогали? Вообще в советских книгах написано, что они помогали отступлению красногвардейцев, чтобы те отступили в Грузию и дальше. Скажи мне, вот зачем? Красноармейцы, кто это такие красноармейцы? Это тот же Орджоникидзе. Ахмад. Орджоникидзе Галдах Илдук Камей? Нет, давайте не так. Почему мы незаметно перешли на беседу о советской власти? Ты же попросил говорить царские времена. Мы сейчас говорим не об этом. Далге, что имама 20, разные периоды, имама 20, который сказал, что ингуши не воевали за свободу и независимость. Он же совершенно не о красногвардейцах и белогвардейцах. Он говорил, что где ингуши, когда воевали за свободу и независимость против царской России. Они воевали против чеченцев и против черкесов. Дословно он сказал. А при чем здесь сейчас белогвардейцы? Самое интересное, он сказал Мелду Камаш. Камаш,
силичка бахры, значит, те же лакцы бах. Понимаешь? Может, только мать, единственное, сагал гаймар бас хаквастыша. А теперь я тебе могу сказать, дегорцы на стороне имама Шамиля воевали, дегорцы, однозначно. Второе, когда русские войска вошли в Южную Осетию, нынешнюю, кударцы восстание делали, ты это знаешь? Что они сражались за свою независимость. А когда я тебе сказал, что за Гази Мухаммада были ингуши, и потом вот эти походы, которые были там, именно этим они были обусловлены. А это ты не понимаешь. Гази Мухаммада, ты ингушиш хлабали. Ингушиш хельбат сега. Ингушиш бац. Вы очень удобно делаете. Галгай, это Галгай. Горные галгаевцы юни. А в какой момент вы тогда, скажи мне, при Гази Кумуха вы были на стороне имамата, потом как же вы во времена имама Шамиля тут же переметнулись, стали язычниками? Объясни мне этот момент. Какой момент вы... Они, будучи язычниками, пошли за Гази Мухаммада. Вместе с чеченцами. Вместе со всеми. Странная логика, конечно, честно сказать. Амад, а на какой документ ты ссылаешься? А там так и пишется. Горные галгаевцы... Первый раз слышу. Амад, что за документ? Можешь вкратце сказать? Как он называется, этот документ? Рапорты. Где поздравление даже идет. Да, когда Гази Мухаммада отбили, там поздравление идет. Русские войска отбили тех-то и тех-то и тех-то яхш. Восстание племен яхш. Не, Гази Мухаммада это понятное дело. Я не против Гази. То, что он воевал, я знаю. Это понятное дело. Но то, что горные ингуши воевали на стороне Гази Мухаммада, это что такое за документ? Это первый раз в жизни. Поход абхазов. Ну, извини меня, Юни. Я сказал, вот тебя здесь сидеть никто не будет. Ты ингушский националист, так что принимай решение. Я ваше настроение испортить пришел, я за меня еще. Наше настроение. Ты наоборот поднял его. 1830. Когда Гази Мухаммад движение? В каком году было движение Гази Мухаммада началось? Так. Он не про это, мы здесь конкретно речь идет, он утверждает, что у него есть документы, если я правильно понял, что горные галгаевцы воевали на стороне Гази Мухаммада. Гази Мухаммад Бая? Да. Первого имама Кавказа, Гази Мухаммада Уамбина. Не первый же Шейх Мансур, грубо говоря. Не, первый Гази Мухаммад, второй Гамзат Бек, третий имам Шамиль. Хорошо, Шейх Мансур? Шейх Мансур имам Кавказа, а это Дагестана. Это разные вещи. Имам Шамиль Чечни и Дагестана. Да. И как это получается? Хаттар до Амадыги Юниги, Хаттар до Собордайшов, телеграм чего больше, что гладуш больше, как это летишь, Хаттар. Юни, Маша, Уолл, в принципе, Şu gladu kaza bul yine personel högi Ahmadigi hoptrah dönüş doçi savuşin rez doçi iş doçi normalno adekvatno помалу гушту так gladu приятно булду приятно лидер модерации вот он уже бетош яч поздно вот юни учишим до так примеру вас Ahmad صح غلط خلا الشيء يعني اشتغل تخلا الشيء وين يستوي из этой стороны солнца боится госига Мичаба конкретно Мичаба Гази Мухаммад Гази Мухаммад, все понял. Да. И тем есть общий и тем наш хока что хла что цехла богом наш например бо большой Башлам, после твоего эфира ты прекрасно знаешь, что начинается в соседних... Да, я понял, пабликов, ясно. Каналах, там уже начинаются баталии. Да. И стойквайтича вы цен пищая, зехам юи, эпишка, когда уже цеешь дикрадера яйцо. Например, там важно и учил и моменты,
неважно, что там уже неважно, всегда, это уже неважно, там нас وي ليست ديشتك وتحقق ديشتك ويتحبرت بندون سهمن تحقق ديشتك ودو артахан отдают шаг ситуации, не по нашей вине, опять-таки, не по чеченской вине, его так подчеркиваю. Шаг ситуации, му на них суезер и питан тому да диз Пэрич ликвидатор, Юни Ахмад Башлам Шубостон. Может, в этом свои умения, там, я не знаю. والله التعامل أوضح حمد بس أياغ говорят холмош не сда аягр то раздицар издар юни вот это материальное наследие оно пускай его не было вот это духовное наследие нужно и вот эта тактика вот то что вы я почему сюда зашел когда вы начали вот этой колонны не было это тоже миф надо развеять. А диктор ваш, да, я хочу мудрым каждый день дуцишь, и все, что ты постишь, башлам. Вот только вот на этом у нас происходит негатив, показать, вот опровергнуть ингушей и показать, нет, вы не такие, у вас вот это только было, это было, то было, третье, четвертое было. А да, диктор ваш развеивать дешь халыч, мудрый сочинять дешь халыч, сочинять дешь, именно Юни, который, я тебе сказал, не только имя про него удалить, а ролик, который ты поставил. Насколько этот ролик был такой лживый и кто-то же его монтировал, кто-то же это делал, это же не ингуш делал этот ролик, согласись? И когда говорят, что вот такие про вещи крупного, есть, про крупного? Да. Ну, я бы сейчас отдал бы этот историкам на обсуждение, которые его создали. И у них было бы 1000 поводов, наоборот, тебе бы сейчас опровергнуть. Например, я не знаю. Валлахи, отдай. Но я... Так, можно вот теперь, вы вдвоем ответите. Но теперь Ахмад, Хажал, Инцунак, Бог всегда, который вопрос задал, Башлам, который... После этого мне просто скажи, кто это ролик сделал. Я кто-то сделал. Не спрашивал. Ладно, понятно. Он не знает, кто сделал, мы сделали. Дальше Юни отвечает и следующий. А как можно ставить ролик, не знаю, кто его сделал? Как можно ставить? Очень просто, Ахмад. 99% роликов, которые закидывают новостные паблики или вообще простые люди, они не знают, что автор. Это не новостной. Исторический новостной паблик. Это новый же ролик. Да, давайте вернемся к теме. Хинцуна остобокштега хэтташ беша хэз аш дувай хэз адекватный дистахуиша гоши камял дэша гоши ладуш дистахуиш дувай. Это шикарный пример. Но сегодня Хинцбог их умша, не давая пищу для обсуждений, питный Бог, Мадеева Хинца, Хаз Бакбабеш, Амац Бог, материальное оставим, нам надо идти выше. По мне... Не делайте из него приоритет. Не делайте. Теперь Ахмад, теперь поймите одну вещь. Мы можем троем сидеть, найти общий язык, Хазбарт Бирбу, Хара ингушский националист Ахмад Бархо, мы нашли общий язык, оставили это, оставили... Я не нашел. Я не нашел. Не собираюсь соглашаться. Подожди, пошла. Я к чему-то веду. Мы можем сейчас 1000 раз это поговорить, но мы выключим сейчас эфир, мы сейчас зайдем на паблики, и это дерьмо вот так вот на нас свалится. У Ленина была одна работа. Прежде чем объединяться, нам нужно размежеваться. Поэтому сначала давайте... Пример нашел с Лениным, конечно. Нет, но шикарнейший пример. Прежде чем говорить в Айцак Амду, давайте определимся, кто есть кто, исторические моменты, все это уточним, это мое, это твое, это третьего, это... А после этого давайте объединяться уже на основе выясненных отношений. А просто так, говоря, что ты никто, а я весь, но ты мой брат, и мы единая нация, Бахарха, не с Мадати. Вот поэтому... А Мухаммад, он хоть что Юни слушал ответ? Хуяглу, что он, и сюеглу, что отцон, если что. Да. Велиро, Юни? Можно? Освободило, что я третий человек, который должен был ответить на данный вопрос. Я отвечу так. Это заодно отвечу и Юни, отвечу и Амаду, и Мухаммаду сразу. Всем троим по этому вопросу.
Почему? Потому что каждый в своем вопросе, в любом случае мы оппонентов задеваем, ну, задеваем в хорошем понимании этого слова. Поясню. Играться кошки-мышки – это удел слабых, к сожалению, это получается так. Ада 4, гылок 4, дадел дукканю. К сожалению, это получается так. Почему? Поясню. Дело в том, что, коротко если сказать, мы можем, оппонируя Амаду, мы можем сказать там, Амад бах, вот, ага, чуквасык башлам, чуквасык гары уже, башлам саум чуцакус, башлам ашбяттин был пютча, не ты именно, а хавезриш, хо националист мой, ну, галгай, хавезриш бютч был, пютч социчане, башламу, асон хогдак лич, хиру, дуйма бахон, валлахи, биллахи, таллахи, Аллах деец, дуйма бахон, са никогда в жизни, бала, хербаться, даже да, ожирваться, потому что мне не будет дела, у меня других дел по горло. Я буду заниматься другими своими вопросами. Сюли была, сюли тебе тербос, гумки была, гумки тебе тербос, и шнурча его была. Мне без разницы. Но если вы аш хабяш камьёш, что ж, жуак дельч, ой, аш бьёхник бье, чуца язёй, аш хари бье, чуца язёй, боштега и дадела. Остановятся ваши? Халас, никаких вопросов нету. Это ответ Мухаммаду. Что касается ответа ответ Ахмаду. Что касается Юни, ну, мы соглашаемся, мы хорошо. Я абсолютно не согласен с Ахмадом. Ахмад мне брат, как брат мусульманин. Он мне брат по крови. Но Ахмад мне не брат по идеологии. Ахмад ингушский националист. Я чеченский националист. И у нас абсолютно разные пути. Он на Джабагиева относится, а я отношусь к Бейбулату Таймиеву. Потомственно, вот отношусь к его идеологии Бейбулата Таймиеву. Потому что, или к идеологии шейха Мансура. У меня такая идеология. И у нас... Когда я говорил Джабагиева, я вообще говорю, я пример именно относился, именно к шейху Мансуру относился, чтобы ты понимал. Да, не, я понимаю. Я тебе просто не развернул эту мысль. Дело не в этом было, а Сардилахан, Башлам. Перебить я уже дачах погуся, не упущу я эту возможность. А мелду что хамхат аду что ди ролик хочешь что ты я. Уже лишь бы лишь Башлам дук хамаж да тохцу тохш. Например. Просто с именем Чабарза Чукваста Гинеон. Цегена. Это наше слово «сагалга чопостина», «ас и пичбуа дагайтина». У кому карчина, «ас и пичбуа». Это нормально, да? Это хамдат. А какие именно другие? Не об этом. Дуки, вот моменты же. Дуки. Например. Ну, видишь, ты в прошлый раз ты зашел в эфир, ладно, освободился, ответите на это, ответите на, поэтому у нас идеологически мы расходимся. Это не говорит, что за что я уважаю Ахмада. За что я уважаю Ахмада? За то, что с ним можно говорить. Этот человек хоть и скор в ответах, я знаю, он никогда, у него нету вот этой вот кровожадности, этих понятий у этого человека нету. И поэтому я общаюсь с этим человеком. Сун вези и совъезд, он обязан вас, и голова усу ногчу. Да, вежриду, да, дуатриду, да, дойшду, но любить я его не обязан, и его идеологию любить я не обязан. Поэтому сходится ли у нас общая идеология с Ахмадом? Абсолютно нет. Не сходится и не сойдется никогда. Почему? Потому что по-любому, сам вопрос, мы сутки спорили с ним. Я не знаю, почему его ингушские так называемые националисты, и те, которые боятся свое лицо показывать, оскорбляет его личное дело, его семейное дело никого не касается. Хочет жениться на африканке, женится, хочет на русской, женится, хочет на чеченке, женится. Это личное дело Ахмада. Я в эти семейные дела никогда не могу. Ну, те башсах есть и камир, что ком яшпеш. Не потому, что я Ахмада люблю, потому что Ахмада хотя бы есть зерно вот этого мужества, выйти и показывать лицо, сказать, я тут с вами не согласен, я хочу с вами поспорить. Этот вот, Сундера, сай Ахмады, да, мы можем соглашаться на каких-то исторических документах, а так, халас. Я отвечаю Мухаммаду, Мухаммад, полезный хумш, бертор, дол, хумш, боштол, камилша, хокки, легш, качаксун.
с 2018 года мархабут тебов, дейл гахмелин вайсацур дарвай ол, нокчи ат дианеш метхбол. Нокчи ат дианеш метхбол. Я абсолютно не хочу признавать эту страусиную политику. Остановятся с той стороны, оставят, будут заниматься водоснабжением, газоснабжением, светом своим ингушским. Если я плохое скажу, что стать больше вас. Но не залазьте к нам, не переходите границу, Багас. Переходите границу, вы получите ответку. Не переходите, никаких проблем нету. Сундера, хочу к сожалению, что уже почти что к сожалению, так получается, мне осталось просто-напросто быстро 10 минут, получается так, что все ночи сунхабовые, ой, бертовч, ой, историк, что говорит сидич, ой, хинсил проблемшер, аж решить мусаю, мую, ой, если мы не можем до сих пор решить проблемы 19 века, не можем проблему решить 18 века, и вот эти истории. Но есть разница. Заниматься нынешней политикой у меня абсолютно масти нету. У меня нету ни финансовых, ни политических возможностей. Заниматься историей, она хороша как? Если ты даже по-исторически споришь, ты можешь показать документ, отказаться от документа, это хорошо. А так, остальное... Башлам, можно я скажу? Астаган диане юни галаш сикис овалари, не галаш, например, текст обращение есть и отвечает. Например, что будет азиач обращение хавел вот изложи, а вообще, ну он рфат, я же там упомянул это, если мне скажут, сдаться отдуться, не то, что он там армной сказал, а вот не воевали, изложи, а не воевали отды, вот чтобы ты понимал, а с не воевали отды. И я и я там это обосную. Но речь-то не об этом, а речь о том, Башлам, что хотя бы можно было вот этот про Амрой разобрать, сделал Гештолцинцу Муаммада, ну хотя бы он на это не повелся бы. Он же откуда вот это взял? Разобрать, Амад, разобрать человек, который умер, что можно разобрать? Нет, не за одного предложения? Озвучил. Нет, озвучил. А посмотри в комментариях, ты не видишь эти комментарии, которые пишут Физ, Армлой. Юни, когда ты про этот ролик крупного поставил, когда я туда зашел... скажи, смотри, вопрос задать, а все хатинчин жвап долетаси? Зудари баран цигишди, она клетку хална, я клетку мочора может. Зудари баран цигиши, а у вас что не было, что ли? Я уже ливерат, а я же. Со примерно табеху жулари. Синту каудвиж варахансо. Со мелодион собрался, чаквал хажир царки. Понимаешь? Вот эти вещи я не видел от вас, чтобы один раз хотя бы сказали. Ай, сабарди, комментарии, которые пишут, хотя бы обратиться. А жил царь каусы дует, царь миву же разбирайте гивы. Ну, армян ж бачу, хотя бы можно было это один раз сказать. Я тебе скажу одну вещь. Ну, сделай короткий ролик, выложи рилс. Дайте мне сказать одно слово. Юли, собордила. Юли. Амад. Асю хат маатне асан жвап далгай чурсо, сойтвоно юни хая эдва. Санумна ладула Амад. Есть действие, есть противодействие. Шун эрмла дуй, шун хуня ливерачик дуй, шун сахум эйдари. Именно это тузико и хун цаязини хари. Вот диганасюк. Почему ты пытаешься, ты мне говоришь и указываешь? Ты мне говоришь, который это вот обращаешь туда и сказал, и после этого получил незаконно рожденный, один Эдмилду Хамаджа получил. И ты мне это говоришь? Сейчас, я тебе сейчас конкретно указываю. Ты мне указываешь. Я тебе указываю именно. Ливерачики, я говорю, да, нету таких ливерачиков. Это صوبرتيفا يازين حالو يرت وش حبكر شناخ يا حي حنويل وستجن يازم يدو تجازين أسبوع يازين وكم تاجريكو ليرو تيبوم هو كم يدو أحد يشتي هو متعبين وين وستجن يوم إيش نوتا Да, متعبين هذا تاع من صغير ثاني متعبين Что говорите? Вот отсюда Мабахио, ты говоришь мне бороться с подкастами, почему ты с причинами не борешься?
Дайте мне сказать. Причин бороться, и ты мне это заявляешь, да? Нет, Дайте вообще, мне сказать. я тебе отвечаю. Я тебе объясняю. Мы же не речь о тебе идет конкретно, и не обо мне. Я тебе говорю об общих тенденциях. Мы говорим конкретно, Ахмад, прежде чем такие вещи говорить, я знаю, что ты не поддерживаешь, что он это написал. Я видел твое выступление. Я это все видел, Ахмад. Как ты мне это говоришь? Я тебе поясняю, ты мне задаешь вопрос, ты мне сказал, не я тебе, ты мне первый сказал, Башлам, когда там под этими вещами писали Эгит Эхинов будет... Не под этими вещами, не под этими вещами. А под какими? Этот Мухаммад Алгеш, он же где-то это увидел, эта тема не один день, это не вчера появилась, это не вчера начали писать, это еще тогда вот это... Я тебе еще раз говорю, там же видно, что человек на эмоциях говорит, этот Мухаммад. Он вначале начинает, по 50-60 человек, потом он скакивает прям, он на эмоциях, там видно, что на какой-то... Он на эмоциях. Это было еще года 4 тому назад. Вот. Так ضحك الجوياز دين ثاني حيواجات امين И Мухаммад Амаева, и дочка, и никто не знал этого Мухаммада Амаева, и никто об этом не знал, об этом пишут, именно ссылаются на эти источники. Ахмад, и Вокстагу, ладно, он не историк, он старый человек. Это когда Амин Тесаев сказал, Чечен Войс и другие каналы, он Юни постил это на Фейсбуке. Я знаю. Ахмад, Чечен Войс и нахчо я хожу канал, или Боко Ермотус, Боко я канал, целил дар, бачу Ахмад, Дош Алитишев. Потом с тобой делал эфир, потом Султан археолог, хочу я. Дай мне сказать слово, Ахмад. С ним я разбирал. Дай мне слово сказать. Подожди, Юндя, дело Бигжба, чахвалится. С этим Амин Тесаев ему объяснял, говорил, что ты, ладно, ты привел это как пример, но ты здесь это на Галгай перенес. Это не Галгай, это Обанхой. Галгай это не имеет отношения, имеется в виду как этноним, вообще это не касается. Если касается, то только определенной фамилии. Она, да ладно, ни слова изложи, но никто с вашей стороны, когда эта тема началась подхватываться, и этот Мухаммад увидел это в этих роликах, и оттуда у него это пошло. Вместе с этой обидой, и вот тут вот это как-то объяснение этой обиды произошло. Это не объяснение, Ахмад, это оскорбление мертвого человека. Это оскорбление. Я не за то, что про него говорят, я говорю, а то, что он сказал на этом видео. Ахмад, если бы этот человек, он блогер, этот человек, он и религиозные темы ведет, и Чабуарзу. Я видел его прежние выступления тоже, когда начали закидывать. Если бы этот человек при живом Мухаммаде Амаеве сказал, Ажал Мухаммад Амаев, Динавош, если бы он сказал, что Иинил, Язиндал хум не издать, аль Язиндал аре, тогда бы мы могли бы сказать, что он из-за дех хадош дарис. Не тогда, когда он разговор вел 4 года тому назад, он умирает сейчас, все ему пишут, да, я понимаю, и он тут это пишет. Дайте мне сказать. Дайте мне сказать. Башла. Я говорю, просто 4 года назад, когда ты увидел этот Цудежду Камял, ты посчитал, что он правильно говорит? Я его не разместил. Башлам, Совет Халифиш. Я не слышу Башлама, пожалуйста, я хочу услышать. Ахмад, дайте мне сказать, у него сейчас время закончится эфира, дайте мне сказать 2 слова, и я пойду. Башлам, Ахмад, Таум Эрдерес, чтобы вот это сейчас, эти споры, все закончить, я сейчас вспомнил 18-й год митинг. Митинг начался. Первый день наблюдаю за этим на Алчи и Пичи и Бюхабарши, но в Чехле. Не перебивай. Ну дай мне сказать. Аз дучудер масала дихунам мудуцусу. Аз яах юх уарилжу мел харсу ей харс антус армой аш харсу ейс. Цац хотя бы озвучить я есть. Шабади, Ахмад, дай мне закончить свою мысль. Ну, Ахмад, дай мне закончить свою. Я тогда сделал видеообращение. Ахмад, я сделал видеообращение.
At e madis gulkudotsak, malil de gulkudotsak, kan nokchi samboyer bushun. Нохчи самбольча и худара эла акшун галшин халгер бушун нохчи сиецу. Это мои слова за то, что меня сразу враги ингушского народа записали. Асэля глартати. Сегодня мы уже прошло сколько, 7 лет. Сегодня я повторяю эти слова. От и мадиц гулкудоцек нохчи самбольч шун халгер бушун нохчи сиецу. Не чеченцы это начали. Давай будем честными. Почему сегодня ты приходишь, образно говоря, ты-то порядочный, для меня ты порядочный человек. С тобой можно разговаривать, все это понятно, при всем твоих взглядах. Мы сейчас говорим, почему сегодня ко мне заходят, о, Юни, Галша, Пусть этот человек сначала мне закинет видеообращение, свои комментарии, как он на ингушских пабликах обращается, говорит, «Галги, вайведжри, галги, чу, ала ош». От и мадиц ногчил гулкудоцик. Цо и эчт, ак сун, не схет, и сун тебе, не? Сун таган, цо и эчт, бэх, бэх. Ну, ханс, дут жвах, а сбех плах жвах, со. Сбех, согр толуат жвах, так, цан мод, мышты дыс. Ну как они... Ахмад, мы сейчас говорим о тебе? И я тебе другой... Нет, мы говорим вообще, а как должно быть. Мы говорим о тебе конкретно? О действии. Ты говоришь... То есть ты предлагаешь меня сегодня... Подожди, ты своей порядочностью хочешь меня обязать, нейтрализовать, чтобы я замолчал, ничего не говорил в ответку ингушским националистам, и прекрасно еще одну боевую единицу. Если ты видишь какую-то ложь, какое-то неправильное действие, вот я тебе показал. Не с тобой. Мы сейчас утрируем. Неправильное действие, я хаздучу харсахам. Один раз хотя бы можно сказать, нохчи, что колыш харсу еще не. Один раз это можно сказать? Сказал. Сказал, Амад, я зашел в 10 часов, Амад, твоя проблема в том, что ты сегодня зашел, и сегодня мне кто-то зашел и сказал, я сегодня до твоего прихода 100-й раз повторил и сказал, и Багдад, это не научно неправда. Дело не в том, что научно неправда. Вы эту легенду даже не хотите понять. Да мне наплевать хочу, мне наплевать. Я знаю, что это неправда. Зачем я должен понимать твою легенду? Мне она не нужна. Но ты же про свою тему, которая тебе болезненна, не так же воспринимаешь. Галаш, скажи так же тогда. Не иди, не исследуй это, не читай это. Скажи, я знаю, Амад, зачем мне чеченскому националисту разрешить свою работу? Ты должен своей заниматься. Я должен ингушскому националисту разрушать ингушскую ложь, которую он на чеченцев ведет. Почему? Нет, я тебе говорю, ты мне говоришь, я должен. Я еще раз говорю, зачем мне ингушскому националисту развенчивать миф, который ингуши в упрек чеченцев ставят? Миф, который в упрек чеченцев ставят. Зачем мне это делать? А зачем мне это делать? А зачем я хоть раз... Я это сделал 100 раз. Я 100 раз об этом сказал, что это неправда, что это недостоверно, что это Филькина грамота. Я сделал. А ты сделал это? Что? Ты разоблачил? Я же тебе договорил... Археолог Султана Цанит эфире на эту тему. Амад, ты же меня, смотри, Амад, я смотрел это все. Вот если смотрел, недостоверно, Дэйан, объясни, да, ты просто сказал бы, хажул вежери, ты вот же, Эги это совсем другой. Эги, Хамхи и Таргим, вот брат Таргима и Хамхи, и Эги, отец Обана, это два разных человека, Адара. Так, неинтересно, Амад. Когда мы с тобой, ты зайдешь, ты поднимешь тему, скажешь, Башлам, давай разберем эту тему. Если кто-то поднимет эту тему, если мы с тобой будем, если есть живой человек и задает этот вопрос, я с удовольствием его буду обсуждать. Но нет таких людей, которые это обсуждают. Комментарий, что там вот так, как ты выкладываешь, фейкян, выложить же нельзя. Фейкян.
Вот как ты выкладываешь? Можно, Амад. Ну, сделай, у меня сделай. сотни, я понимаю, Амад. Запроса у меня нету, я на это. Запроса Я тебе нету, поясню. Да, конечно же, мне Путин позвонил, сказал, дави индушей, Карабах, бабки. Объяснял, запроса нет. От кого запроса? На бабло переводишь. А какой запрос? От кого? У массы, масса. Вот ты считаешь, что моя масса... Как вошла... Амад, я буду развенчивать индушей, так ты Амад, не думаешь? порти впечатление. Мадите. Амад, ты реально думаешь, что моя масса... Я понимаю, это гнись, я тебе поясняю еще раз. Валлахи, биллахи, талахи, проходит десятки, сотни эфиров, когда даже ни слова не говорит, когда она провоцирует вопрос. Это не интересно никому, честно. Валлахи, да, тебе интересно. Но когда есть тебе, вот ты сейчас сидишь, эфир делаешь, тебе задают и говорят, Амад, если ты не ответишь, если ты заранее в регламент не заложил, что я не буду отвечать на эти вопросы, ты попытаешься ответить этому человеку, как бы это было хорошо или плохо. Это один вопрос. А второй момент, и поэтому, Дон, и второй момент, я еще раз повторю, все, кто ко мне заходит, любой чумант еще шусу, крайний случай, крайний случай. И крайний случай, это его сразу осбав. Нет у меня ненависти к лжи, как и у нормального человека, как и у тебя. Но я говорю об одном. Прежде чем предъявлять мне, или Юни, допустим, я не знаю, за Юни я говорить не буду, он сам пускай ответит. Прежде чем мне говорить, что ты или вот вы не противодействуете вопросам там Чебуарза, истории или другим там, и эги, я тебе говорю, Амад, противодействовать да атхирдар. Если бы Хадо, что бьюхал сатини алхари, мы бы просто говорили об истории, их просто щелкали бы. Вот почему ты думаешь, азиатчу ролика, вот такая реакция у них пошла? Примерно про тебя и про Юни вот такую публикацию не делали, настолько вот такого не делали. Почему? Знаешь почему? Потому что я этот вопрос даже не поднимал. До тебя. Я увидел, как ролик. Для меня, честно сказать, это было, с одной стороны, это было настолько аморально. Я даже не хотел это обсуждать. Я не делал пост. Но когда я уже видел, что ты сделал, это нормальный вольща, нормальный бокуду, хайкуам диеш вольвашо, асулвойшо. هو реально индусский националист и хушту. Сахве цани он безами ба. У меня нету к тебе ненависти, но у меня нету и любви к тебе. Ну занимайся индустрией, занимайся, но не лезь ко мне. Понимаешь? У тебя то же самое ко мне. Поэтому я увидел, что ты с чистым сердцем обратился к ним. И когда они начали уже переходить на твою личность, им что больше дочка это все. Солидарность. Хосейнцев веща. Чу я лязен после косы. Модердися. Хосейнцев веща. Просто царь, а человечность царь уже из царь из Аселина. А до тебя Аселина я спос. Понимаешь, когда я сказал новая интеллигенция, вы даже не задумались. Задумались. Новая интеллигенция создается у Алшан. Я думаю, Башлан не задумался. Он же сказал говорить про себя, а не про тебя. Подожди, кроме Амада Бархо, хорошо, назови мне еще адекватных. С которыми, ингушских националистов, с которыми можно разговаривать. Еще назови. Я их не выдаю пока. Я пока весь огонь беру на себя. То есть они боятся, что их передачами назовут? Нет. Поэтому они молчат. Ее проблем. То есть ты сегодня сказал адекватные вещи, и сегодня тебя уже проклинают. Они выполняют мои указания. Хватает того, что я говорю пока. Они выполняют мои указания. Да что ж там за подполье такое у вас? Вылезьте уже из подполья. Масоны. Ну вылазьте из подполья. Давайте на хорошей волне закругляться. Лига иракетских племен.
Амад, хайдаш, тиксма дела. Кроль хаза Амад очень истинно, буквально 3 минуты. Аситя, мастерга, шундах кен, кахиген масан дерес хил, кан вайдан вақи я хаусаду, ну халхи чудулиш, итдер чудулиш, разница хаусы. Шиши бая шитдер, сахдер, чуяна, вай уже дикдер, ла игла масхан текача. Если просто транзит, уже щу, да, я на вопрос по беженцам, конечно, сайты беженцы, но мелодия, она مش عارفين بيفدي مولدي خلصن ثم يخكرسا حوا يخكرسا بياخاو я имею в виду, что здесь царь Ханду ходит. Вот когда они видят весь тот всю ту информационную, которую вы ведете деятельность, она их устраивает. Их идеология, она устраивает. Потому что вот реально, потому что я осознанно, я знаю, царство я должен, царь селком буквально, я должен, царь никер, царь сегуди, циглайк вот я, циглайкиш у тебя иж нах сайн цобоуд режим, аз номер ашти сайртан, шей да хакис валриш, хас связь дула. Но сай воуд чингас, как будто сунёр дохал янштам дарс. Циг связь я нас камел вадич, сук хаянер дис. То есть из этого разговора я понимаю просто нахлил дишдары, истин бахкит бахк. Так царь лилдерди, а там соуд ачвял юходи, она ачвял татхамаш записи бегится, но цена хамса уже сун. Да, ума дигриг дерди, да, сун ты сегодня попробуй. Ты вот, ты на. Сун там руки развязать, я царь ашхаду билляхи, данан бехка даже. Масала дюхмел юник иду вахкам ви ан ляха, до 18 лет там так иду подписать дюхна, сом открыто дуть еще, суном развязать, я царь. А зяхары издыр. Все идет этому. И вы, ваша деятельность, их устраивает просто-напросто. Вот, ну, вот я ничем, то, что им нужно, то, что им нужно. Вот то, что им нужно. Им знаешь, что нужно? Им нужен один Урал. Один Урал, и их всех упакуют 2 секунды. Ну ладно, давайте Урал Сумскану и царевой чудо, масана Аликер, Маш, Урал Шмаиц, БТС, Шмаиц, Садол, не в плане того, что царь СДДН, а в плане того, что мелдий царь она как будто бы и не было. Я вот свои 2-3 часа. Ну, самое главное, каждый здесь остался при своем мнении. Dünya